Ассаляму алейкум, сайхал телесерджилерimiz. В эфире программа «Бугунь». И сегодняшнюю нашу программу мы бы хотели посвятить крымско-татарскому национальному движению. И гость нашей программы — известный крымско-татарский историк, кандидат политических наук Гульнара Ханум Бекирова. Ассаляму алейкум, Гульнара Ханум. Алейкум салям аль-Мусхану. Гульнара Ханум, вы на протяжении очень многих лет занимаетесь крымско-татарским национальным движением и со многими активистами даже были знакомы. Вот после геноцида 1944 года, когда крымские татары начали борьбу за возвращение на историческую родину? Говорят, что так немного фигурально, многие говорят, что крымские татары начали борьбу, но вот буквально с момента изгнания, то есть в 1944 году. Конечно, это не совсем так, потому что первые годы были настолько страшными в жизни крымских татар, что, конечно, помышлять вот о каких-то таких организационных формах протеста, конечно, было невозможно. Но, конечно, люди протестовали, люди, конечно, как могли свой протест выражали, это мы все понимаем и все знаем, там какие-то вещи, какие-то истории из рассказов собственных родителей. Там я знаю, мой отец, например, в конце 40-х, когда было ужесточение режима в спецпоселении, оно действительно было очень серьезным, и мы знаем, что тогда же были арестованы видные деятели крымско-татарской культуры, например, Сабрие Реджепова, Сейдхалил Османов, целый ряд, действительно первый ряд, первые фигуры. И это было связано как раз с тем, что в 1948 году был принят указ о том, что крымские татары будут отныне жить в местах депортации навечно. А в 1944-1945 годах еще, возможно, не все знают, еще некоторые люди из мест спецпоселения даже там пытались бежать в Крым. И зафиксированы такие случаи, это, конечно, их немного, этих случаев, но они были, они зафиксированы. Но уже вот как раз в связи с этим и с тем, что уже война закончилась, и у Сталина, что называется, дошли руки вот и до мест спецпоселений, и он, как известно, любил отдыхать в Крыму, у него были дачи в Крыму. И вот как раз в 1948 году, в сентябре, он приехал в очередной раз в Крым и обратил внимание местной верхушки, что, дескать, вот как же так, мы очистили вроде бы Крым, изгнали там врагов, а тут, дескать, вот еще непонятно вообще, кто живет. И вот в связи с этим было принято постановление об усилении режима в местах спецпоселений. Как раз в ноябре 1948 года это произошло. И уже тогда, конечно, в местах спецпоселений, вот что называется, уже там шагу невозможно было сделать. Хотя, конечно, и до этого режим был очень страшный. Мы знаем, что в 1944-1945 году была массовая смертность среди крымских татар. Она зафиксирована в том числе и официальными документами. Официальные документы также проговариваются даже о том, что на местах не оказывается помощь крымским татарам, что крымские татары массово умирают в местах изгнания, что крымские татары прибыли вообще в Узбекистан, где для них вообще ничего не оборудовано. А как это могло быть оборудовано, если, например, власти Узбекистана узнали о том, что крымских татар депортируют за неделю до того, как вообще это случилось? То есть за неделю от постановления Государственного комитета обороны от 11 мая 1944 года. То есть вот такие первые очень страшные годы. Конечно, были единичные протесты, мы это понимаем. И вот такие вот недовольные молодые люди, как, например, мой отец, они попадали кто в Якутию, кто еще в какие-то места только за то, что осмеливались, например, перечить коменданту. А комендант, как известно, был царь и бог в местах
спецпоселений. Но уже такие протесты более массовые, более осмысленные, конечно, начали проявляться после смерти Сталина в 1953 году. А первые обращения, ну вот, которые я находила в архивах, они относятся к 1956 году, то есть когда в апреле 1956 года был с крымских татар снят статус спецпереселенцев, вот начинаются эти самые, ну, уже, что называется, движение, ну, я как бы называю это уже движение в Крым, то есть те люди, которые очень-очень, ну, просто жаждут вернуться на родину, просто выезжают там, кто из Марийской ССР, кто даже из Узбекистана, но, к сожалению, путь для них закрыт тогда, ну, например, вот на тот момент уже в конце 50-х, благодаря вот этим движениям на родину, стали образовываться общины крымских татар, в частности, в Мелитополе. Мгм. Но, конечно, Крым был закрыт, потому что крымские татары в 1956 году, в отличие от других депортированных этносов, не смогли вернуться в места прежнего проживания. И вот с этого момента действительно берет свое начало борьба, массовая борьба, очень жертвенная борьба, национальное движение крымско-татарского народа за возвращение на историческую родину и восстановление национальной государственности. Потому что всегда крымские татары в таких документах движения указывали, что мы выступаем за восстановление государственности. Вот, в частности, сохранились эти первые обращения во власть представителей крымско-татарской интеллигенции, и там они прямо указывают, что мы хотим не только вернуться на историческую родину в Крым, но и восстановить свою автономию в составе Украинской ССР. Этот документ сохранился, он опубликован. Кому интересно, он может посмотреть, например, в моей книге, там это уже доступные вещи. Но, конечно, тогда борьба идет и тогда, и, в общем-то, всегда крымские татары действовали в таких рамках ну, такого легалистского сопротивления, очень цивилизованно. Они искали диалог с властью, они пытались разъяснить не только всем обществу, да, но и властям, почему в 20 веке это вообще нонсенс, что целый народ стал политическим заключенным, что целый народ должен жить в изгнании, что Крым для крымских татар совершенно закрыт, что людей, которые пытаются поселиться на родину, и даже посетить там с целью, ну просто увидеть, люди ездили в конце 50-х, чтобы посетить, увидеть свои дома, и в 24 часа, как только узнавали, что это крымские татары, их, ну, в буквальном смысле изгоняли с родины, сохранились документы, ну, вот как Крым посетили, например, писатели крымско-татарские, известные, ну, а поскольку они были, ну, действительно, это первые лица Крымской ССР, там, например, такие, как Шамиль Алядин, глава Союза писателей Крымской АССР, и сохранились вот эти документы о том, как их, ну, буквально попросили, ну, так, не знаю уж, наверное, надеюсь, что вежливо, но покинуть Крым. И это вот сохранилось в документации Комитета государственной безопасности. И вот как раз у истоков национального движения встали те люди, которые, ну, скажем так, в Крымской АССР были первыми лицами, у которых был, ну, некоторый иммунитет, я бы так сказала, да, которых как бы, да, по умолчанию не могли арестовать вот так вот очень легко и быстро. То есть руководители Крымской ССР, первые там документы, например, подписывал Ахмедхан Султан, сохранились эти документы. Наши герои войны, герои Советского Союза, орденоносцы, руководители Крымской автономии. И уже в конце 50-х, в 1958 году, в частности, состоялась встреча с Анастасом Микояном. Тоже очень интересная такая встреча, потому что, ну, Анастас Микоян, как знаете, конечно, знают, конечно, многие зрители, он был такой, как бы сказать, ну, мягко говоря, очень гибкий человек. И он просуществовал в родной партии, есть такая присказка, да, от Ильича до Ильича, то есть от Ленина до
Брежнева. И он сказал какие-то на встрече активистов крымско-татарского движения в Кремле, сказал им какие-то хорошие, приятные вещи, что, дескать, крымские татары непременно скоро будут возвращены на историческую родину. Ну, дескать, остается совсем немного подождать. Но в это время это вот все просматривается по уже рассекреченным партийным документам, которые я читала. Но это, понимаете, это он сказал нашим активистам, которые приехали в Узбекистан и рассказывали соотечественникам, что вот, дескать, они встретились с Микояном, и вот он им пообещал, что скоро крымские татары вернутся на родину. Но в это же время Анастас Иванович позвонил в ЦК КП Узбекистана, и вскоре последовали предупреждения по партийной линии тем людям, кто был на этой самой встрече. Там был и Рифат Мустафаев, самый высокопоставленный на момент депортации крымской татаре, третий секретарь Крымского обкома. То есть большая фигура. Он был и руководителем Восточного соединения партизанских отрядов Крыма. Там был Ифта Джемилев. В общем, все эти люди получили сначала предупреждение, а потом, ну, насколько я помню, некоторых даже исключили из вот этой самой родной коммунистической партии. И, в общем, это были и Мустафа Селимов, то есть и Джабар Акимов, то есть те люди, которые были очень-очень известны и занимали высокие посты в Крымской АССР. В этом году у нас столетие, мы буквально через 10 дней будем отмечать эту дату, и я думаю, что у нас будет еще возможность вспомнить, напомнить нашим зрителям как раз и о государственности крымских татар, о крымской автономии, о том, какая она была, какие у нее были плюсы, минусы, кто занимал высокие посты. Но это уже, в общем, совершенно отдельная история, потому что в начале 60-х годов образуются, если в конце 50-х годов, ну вот они были такие, носили ситуативный характер, да, инициативные группы собирали подписи под обращениями во власть. И действительно в конце 50-х годов уже были отправлены в Кремль самые, ну, такие очень-очень массовые документы, массовые письма крымских татар. Это действительно поражает, потому что ну, я видела эти документы, то есть это ну, сравнительно небольшой документ, но там много-много страниц подписей. Это действительно, ну, поражает. Я читала эти документы в Государственном архиве Российской Федерации, даже читала справки Президиума Верховного Совета СССР, где считали вот эти самые обращения. Представляете? Но насколько циничная, это отвратительная была власть, вот они читали эти документы, да, но все, что они делали, вот эти документы просто были уликами для будущих арестов. И действительно, ну, как теперь уже мы, исследователи, хорошо знаем, крымские татары были сверхмассово в советский период представлены среди советских политических заключенных, но, конечно, я говорю об этом с огромным сожалением. Сегодняшняя ситуация в де-факто российском Крыму такова, что вот эти самые большие цифры российская власть за эти 7 лет уже превзошла. То есть это действительно, ну, к сожалению, вот, по крайней мере, российское государство ничему история его не учит, а было бы хорошо, чтобы, конечно, некоторые товарищи просто почитали историю крымско-татарского движения и поняли, насколько велика вот эта преемственность, настолько крымские татары умеют самоорганизовываться, ну просто потому, что жизнь их этому научила, жизнь научила выживать. Вот давайте об этом тоже поговорим. И давайте сейчас я хотела бы, чтобы вы вспомнили людей. Вы о них уже о некоторых сказали. Это Джипар Акимов, Мустафа Халилов и многие другие, да, которые начали крымско-татарское национальное движение. Вот что удалось все-таки сделать этим людям? Ну, во-первых, конечно, очень важно, что они, ну, что называется, были... Ну, это те люди, которые... это совершенно, конечно, все разные фигуры, да? О каждом из них можно часами рассказывать. Это и Мустафа Халилов, это и Бекир Умеров, это и Ифтат Джемилев, это и, конечно, там Бекир Османов, и масса таких людей, которые, ну, что называется...
учили молодежь борьбе, да, учили методам борьбы. Они знали, что такое СССР. Кто-то из них прошел, ну, путь, ну, практически все, конечно, они прошли путь вот от этого, ну, скажем так, восхищения, уважения к партии, ну вот к разочарованию, ну это так мягко говоря, потому что, конечно, депортация 1944 года была тем моментом истины для всех из них, кто и моментом вот этой революции в сознании, да. Ну, наверное, кстати сказать, уж если проводить параллели, которые, может быть, более понятны украинцам, которые, например, пережил Петр Григорьевич Григоренко, который тоже был генерал, привилегированная фигура, который жил в центре Москвы, там пусть в небольшой квартирке, который тоже понял трагедию крымских татар и тоже тем не менее пережил очень тяжелую такую эволюцию, болезненную эволюцию, который верил в партию, в то, что партия примет какие-то решения, но партия только занималась вот этим самым обманом, арестами и сажала массово, ну и крымских татар, Григоренко довели уже до психушки, потом до эмиграции. Ну, в общем, это такой, знаете, рассказ может быть очень долгим. О каждом из этих людей, конечно, Джабар Ага Акимов — это светлая фигура. В ноябре мы будем его, наверное, вспоминать, потому что будем вспоминать, это будет очередная дата его ареста. Представляете, там человека в 63 года арестовали, нашли возможность. До этого исключили из коммунистической партии. И он даже не стал восстанавливаться, потому что настолько был твердо уверен в том, что он прав. И об этом тоже у нас есть, и у меня есть программа «Тарих Седасы», вы часто вспоминаете эту личность. И, в общем, очень-очень такие светлые, яркие личности в нашем движении были. Ну, надо действительно, может быть, когда-нибудь вот просто снять о них. Я подумываю об этом. Ну вот как недавно украинцы сняли фильм «Диссиденты» о своих диссидентах. Вот я подумала, что нужно все-таки сделать такой более масштабный проект о крымско-татарских активистах. И вот поверьте мне, их больше, чем украинских диссидентов. Ну вот таких очень-очень разных по характеру, разных по, может быть, уровню даже образования. То есть это может быть очень-очень образованный был Джабар Ага Акимов. И люди более простые, но заряженные на борьбу за возвращение на историческую родину. И потом мы движемся уже, конечно, к середине 60-х, потому что уже инициативные группы действуют. И опять вот этот такой, знаете, очень важный и недооцененный, и даже, может быть, в Украине практически неизвестный пласт, вот наше интеллектуальное сопротивление. Мне очень многие мои коллеги, например, по Московскому мемориалу, говорили о том, насколько это поражает, что крымские татары вот эти самые свои издавали информационные бюллетени. И Наталья Горбаневская, которую мы тоже, кстати, недавно вспоминали в связи вот с событиями суда 1968 года над московскими диссидентами, где в том числе судили и Горбаневскую, вот она прямо так и говорила, что прообразами диссидентской хроники текущих событий, а хроника текущих событий была основана весной 1968 года. К этому моменту крымские татары уже несколько лет издавали информации Крымско-татарского национального движения. Это был сам издат. Но это, по сути, было такое средство массовой информации, которое вот представим себе, крымские татары, в принципе, ну, разбросаны уже к началу 60-х по всей стране. Да, массово они живут в Узбекистане, но живут, уже есть общины, например, в Мелитополе, где-то на Кавказе, в Москве, вот кто-то, кто там закрепился, кто учился.
И вот в каждом доме хранятся информации крымско-татарского национального движения. Они печатаются активистами. Это очень-очень большой криминал. С позиции властей мне рассказывала Раметли Шефика, консул, как в их дом, муж ее был, вы знаете, Мустафа, консул, активист национального движения, пришли с обыском, они искали машинку. И вот пишущая машинка, нахождение ее, не дай бог, хоть один, там, хоть пятый, шестой экземпляр движения, это уже был верный арест. И вот они ее спрятали где-то в сарае, и вот чудом правоохранители, так называемые, ее не нашли. Мгм. То есть, Мгм. настолько вот это было такое опасное время, но люди все равно продолжали борьбу. И Мгм. это, поражает меня. Вот когда изучаешь эти биографии, эти действительно, люди, просто потрясающие судьбы Мгм. этих движения. Об этом мы тоже поговорим. А расскажите о студентах, о молодежи. Как они собирались, насколько они были активными? Да, но это тоже моя любимая тема, потому что тут уже, понимаете, совершенно другая генерация. Это люди, которые вот они не пережили этого момента коммунистической карьеры. Кто-то из них ребенком оказался в местах изгнания, да? Кто-то только, может быть, родился, кто-то, как Мустафа Джемилев, ему там было 3 года на момент депортации, но они знали о Крыме уже очень, они его почти не помнили, да, но при этом для них Крым это был, вот такая идея фикс, да, это была такая земля обетованная, куда они стремились и боролись за нее. И вот, конечно, я очень-очень люблю этот процесс. Через 3 дня мы будем вспоминать, что 60-летие первого политического процесса крымских татар после сталинского периода. Это процесс Энвера Сеферова и Шевкета Абдурахманова. Мне действительно, вот как исследователь, я считаю, что посчастливилось держать эти документы в руках. Это, знаете, такой непередаваемый трепет, когда ты читаешь вот эти листовки, которые писали эти люди. Я знала очень хорошо, так случилось, что я не застала Энвера Сеферова в живых, но я хорошо знала его супругу Гулизар Ханум, и это такой трепет читать в архиве вот эту самую его листовку. Там, собственно, ему инкриминировали, и Шевкету Абдурахманову инкриминировали распространение, а Энверу Сеферову еще и составление документов, которые призывали крымских татар бороться за возвращение. И вот эти документы назывались. Это было одно обращение к власти, а второе обращение к крымским татарам. Казалось бы, да, вот в наши времена. Обращайся сколько хочешь. Тогда это стоило очень дорого, потому что обращение к власти начиналось со слов «господа коммунисты». И дальше перечислялось, что мы, крымские татары, живем в местах изгнания, и уже пора эту несправедливость вопиющую исправить эту вопиющую ошибку. И заканчивалось словами «Крым наш, и вы скоро это узнаете». Вот буквально вот такая была цитата из обращения, которое составил Энвер Сеферов, а Шевкет Абдурахманов, и он также его распространяли среди крымских татар. И вот чекисты, КГБ узнала об этом. Понятно, да, что раз это было массовое распространение, как же КГБ об этом не узнает? Вот узнала, и их арестовали, и вот судили как раз ровно 60 лет назад, 11 октября 1961 года. Приговоры были драконовские. 7 лет получил Энвер Сеферов, 5 лет получил Шевкет Абдурахманов. И, конечно, это очень важные люди для нас. К сожалению, оба уже ушли из жизни. И в следующем году был инициирован новый политический процесс. Понятно, да, что среди крымских татар все-таки вот такое уже движение, да, на родину уже люди осознают, и молодежь присоединяется. И вот молодежь в конце 61 года собирается, общаются, молодые люди, читают стихи, поют крымско-татарские песни.
и хотят организовать так называемый Союз крымско-татарской молодежи, уже готовят документы, как статут и так далее. Ну, понятно, да? Какие уж тут в Советском Союзе могут быть молодежные организации, кроме комсомола. И вот проходит несколько встреч этих самых прекрасных молодых людей. Через там, пару месяцев к ним присоединяется и Мустафа Джемилев, потому что крымские татары знакомятся с ним в библиотеке Наваи. И, в общем, он как раз увлеченно читает исторические книги, которые там где-то в спецхранах хранятся, и ему поручают сделать доклад об истории крымских татар, и он пишет очерк тюркской культуры в Крыму. И вот представим себе, он, значит, его зачитывает, и буквально через там пару месяцев, когда уже вот намечено заседание, в апреле 1962 года арестовывают несколько человек, и главарями, ну, может быть, скорее всего, все-таки действительно это были очень активные люди, ну, по крайней мере, организаторами признаны Марат Амеров и Ситамза Умеров. Ситамза юрист, Марат ну, рабочий, но это люди очень-очень эрудированные, очень образованные, других тоже вызывают на допросы, но на тот момент, в общем, арестовывают этих двух ребят и доводят дело до суда, и 5 и 3 года, соответственно, получают Марат и Ситамза. Ну, конечно, остальные тоже попадают на карандаш. И я тоже читала эти документы. Это, конечно, тоже вообще потрясающие такие материалы. Вот когда их держишь в руках, такой очень ну, просто трепет, знаете, такое волнение, соприкосновение с историей. А уже вот в 1966 году, да, ну, конечно, в это время проходят, чтобы ну, все понимали, проходят какие-то массовые демонстрации, в частности, в 1965 году. То есть всегда есть какие-то там поводы, там день рождения Ленина, там в середине 60-х, по-моему, в 1966 году крымские татары решают принести цветы в день рождения Ленина. Ну, ничего тут такого нет, да, и венок. А на венке пишут активисты Владимиру Ильичу Ленину от депортированных крымских татар. Ну, их тут же, естественно, хватают и, в общем-то, там арестовывают. И на тот момент, конечно, и да, и я читала документ прокуратуры, там пишут, что вот с такими, дескать, надписями нельзя ходить к памятнику Ленину. Прямо так вот и пишут в документах прокуратуры. То есть вот за такие, вот за такое незначительное, за Вот вот... за такую так ерунду, так честно скажем, ну вот по нашим понятиям, люди, что называется, садятся в тюрьму. Но они действительно ну, делают это осмысленно, но понимают, что ничего такого они не совершают. То есть это настолько заряженные на борьбу люди, настолько устремленные к вот, Крыму, Мгм. что это просто поражает. И они готовы, и они знают, что будут И они, последствия. и они готовы. Конечно, мы вспоминаем и многофигурный процесс 1967 года, это самый многофигурный процесс 12, когда после того, как 20 июля состоялась встреча в Кремле, а мы помним, что 1967 год — это год 50-летия Советского Союза, да? Вот, это точнее революции, не Советского Союза. Но настолько массовые акции проходят в Узбекистане, и настолько уже власти ощущают силу крымско-татарского национального движения, что они вынуждены принять хоть какое-то решение. И вот 20 июля встреча в Кремле, и встречу эту ведет, к сожалению, не первое лицо государства, а сотрудники, то есть руководители правоохранительных органов, глава КГБ Юрий Андропов, глава МВД Щелоков, глава прокуратуры Роман Руденко. Ну и уже по характеру вот этой самой встречи понятно, что какой-то будет такой указ, может быть совершенно не такой,
какой ждут крымские татары. Потому что намекает как-то об этом, а он очень хитрый был, очень умный был человек, глава КГБ Юрий Андропов, что, дескать, у нас в Политбюро нет единого мнения о том, возвращать крымских татар или нет. Ну, опять, конечно, говорится о том, что Крым перенаселен, но мы с вами понимаем, какой он там, какой же он был там перенаселен в Крыму. Крым был, ну, конечно, он не был настолько заселен, потому что после депортации, об этом тоже документы есть, что все партийные документы кричали о том, что Крым опустел. И вот за 20 лет вдруг он стал перенаселенным. Ну, мы понимаем, что это полное вранье. И вот глава КГБ очень-очень так хитро, туманно говорит крымским татарам, что у нас нет такого понимания общего, что нужно, дескать, возвращать крымских татар. И в конце августа 1967 года в Ташкенте проходит массовая демонстрация. И, естественно, там, конечно, уже массовые аресты, там несколько десятков человек арестовывают. И потом 2 сентября 1967 года опять происходит массовая демонстрация, опять аресты. И вот как раз 12 человек арестовано, в том числе, ну, мы знаем, ныне здравствующий Арсен Ага-Альчиков. Ну, кому очень интересно, вот у меня есть об этом программа, смотрите телеканал АТР. И уже понятно, что, скорее всего, решение властей будет, ну, не таким, каким ждут его крымские татары. И действительно, 5 сентября 1967 года принят указ о гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму. И вот, согласно этому документу, крымские татары, ну, как бы реабилитированы. Там говорится о том, что во время войны, дескать, были такие граждане крымско-татарской национальности, которые оказывали содействие врагу, но сейчас как бы уже другое время, так что, дескать, мы их реабилитируем. Это так называемая псевдореабилитация. Да, это была, конечно, вот такая хитрая псевдореабилитация, и, как Петр Григорьевич Григоренко написал, самый лицемерный из всех указов по крымским татарам. И это было действительно так, потому что это была реабилитация настолько иезуитская. Вот она как бы, вот понимаете, как вот можно написать партийный документ, чтобы написать, с одной стороны, что это реабилитация, но при этом за этой реабилитацией ровно ничего не последовало, кроме того, что крымских татар, ну, по сути, легализовал вот этот указ их постдепортационный статус-кво. То есть потому что те крымские татары, кто после этого так называемого реабилитационного указа пытались поселиться на исторической родине, их жестоко изгоняли из Крыма, и это вновь активизировало крымско-татарское национальное движение и еще раз показало крымским татарам, насколько отвратительная, циничная эта советская власть. И, конечно, в этот момент очень важно вспомнить, что крымские татары уже в 1968 году, они не, ну, как бы мы не одни, да, уже это написано в информациях национального движения, потому что уже вот в марте 1968 года Петр Григорьевич Григоренко, чуть-чуть раньше Алексей Костерин, диссиденты московские, они присоединяются к этой борьбе. Кстати, и украинские диссиденты тоже выступают вот как раз за то, чтобы крымские татары вернулись на историческую родину завтра. Ну уж извините, я много дат называю, потому что я историк, у меня всегда в голове вот эти даты. Вот завтра мы будем вспоминать очень-очень яркую, светлую личность диссидента Илью Янкелевича Габая. Это человек, которого в 70-м году судили вместе с Мустафой Джемилевым по так называемому крымско-татарскому делу, и сохранились его выступления на суде. И вот вы у меня в одном из недавних эфиров мы говорили, да, вот об этой солидарности у Григория Матвеевича Александрове. Но если бы вы меня сейчас спросили, я думаю, что еще одной такой яркой фигурой, который понимал чаяния крымских татар, это был, конечно,
поэт и диссидент Илья Габай, потому что в его защитительной речи настолько смелой, настолько точной по акцентам говорится о том, как, ну вот как справедливо, как важна борьба крымских татар, и что крымских татар нужно вернуть на историческую родину. Это вообще действительно очень яркая, такая колоссально важная для не только крымских татар фигура. Он, к сожалению, после вот этой 3 лет лагерей действительно надломил его этот лагерь, потому что он был очень такой нежный человек с тонкой натурой. И Мустафа Ага о нем очень рассказывал тепло, потому что их судили вместе. И он, но самое страшное, что он пережил, ну, все вы знаете, разгром диссидентского движения, это вот как раз процессы Якира и Красина, когда его близкие друзья, ну, стали, что называется, сдавать своих товарищей, и Габая вызывали на вот эти многочасовые допросы, и он находился в таком состоянии, что выбросился в октябре 1974 года с балкона своей квартиры и погиб. И вот, к сожалению, вот действительно настолько действительно трагическое это было время, что таких людей мы сегодня, ну, крымские татары помнят, конечно, но мне кажется, что в Украине, может быть, этих людей уже и забыли. Возможно, я и ошибаюсь. Ну и сегодня в нашей борьбе, к сожалению, таких людей, наверное, нет, да, Нет, все-таки? я, по таких крайней людей. мере, пока ну, не знаю. Хотя, конечно, очень многие на словах понимают. Ну, на словах, а если люди все-таки готовы были Да, но жертвовать таких собой? людей, вот, которые сели, ну, что называется, были, оказались на скамье подсудимых, как Григорий Матвеевич Александров, как Илья Габай, и до конца шли вместе с крымскими татарами, но я пока таких людей вот из современного периода я не могу назвать. Мгм. Гульнара Ханом, а как происходило финансирование крымско-татарского национального движения? Что финансирование? Финансирование, да. Ну, это вот как раз то самое национальное движение. Почему я говорю о такой потрясающей самоорганизации, да? Это ведь ну, не просто так послать активистов, а активисты национального движения практически регулярно находились в Москве, сдавали документы движения, печатали какие-то материалы, сдавали их в высшие органы власти. Это же все были деньги, да? Помогали политическим заключенным. Все, ну, понимаем, да, это все были деньги. И вот были такие действительно, ну, что называется, вот такой финансовый, ну, грубо говоря, финансовый отдел, да, например, ну, мы знаем, что Мустафа Консул был одним из казначеев национального движения, то есть привлекались к этой работе, конечно, такие порядочные люди, которые, ну, вот, помогали финансированию, помогали ну, то есть, чтобы ну, не было, что называется, там какой-то растраты, да, такой. И это тоже вот часть самоорганизации. То есть это был сбор средств, каждый крымский татарин выделил определенные Где-то на средства. свадьбах, да, где-то там, ну, в каких-то местах массового проживания. Это и моя семья, ну и ваша, конечно, семья сдавали. Там в Мелитополе тоже были инициативные группы, там тоже же были активисты. У нас судили, был в начале 70-х такой очень большой процесс. Я, правда, маленькая тогда была, но знаю, потом общалась я и с этими людьми, и с Искендером Куртумеровым, и Риаетом Рамазановым. Кудус Исламов тоже такой был потрясающая действительно личность. И вот их судили по одному процессу. Кудус Исламов, ему было уже около 70 лет. Ему дали, этому старику, ему дали 5 лет мордовских лагерей. Ну, он действительно, это ну, такая яркая личность была, он помогал крымским татарам с советом, ну вот как прописаться в Крыму. Он был очень хороший юрист, очень умный человек. Его до сих пор, представляете, прошло сколько лет, там 50 лет прошло. До сих пор все крымские татары помнят Кудусага Исламова. Представляете? Вот. Я общалась с Искендером Куртумеровым, тоже, ну, очень-очень трагическая. Он тоже несколько лет назад ушел из жизни. Ну, потому что, чтобы все понимали, эти люди очень, ну, они могли бы дольше жить, они могли бы, ну, совершенно иметь какую-то такую, знаете, счастливую, спокойную жизнь, если бы не борьба, да. Вот, ну, понятно, что надломило там, ну,
пожилой человек вместо того, чтобы жить у себя дома, он живет в мордовском лагере. Ну нормально, да, это же понятно. Ну, вот. То есть вот такая вот самоорганизация, и, конечно, вполне понятно, что крымские татары в 91 году смогли собрать свой Курултай, потому что у них была вот такая школа национального движения. И для меня совершенно даже неудивительно, что крымские татары сегодня в Крыму вот так самоорганизуются для сопротивления ну, вот этим самым людям, которые пытаются, ну, где-то их религиозную идентичность подавить, где-то политическую активность. Так что для меня совершенно понятно, здесь видна эта традиция, эта преемственность. То есть здесь все очень понятно, потому что это школа крымско-татарского национального движения. Мгм. А я бы, вспоминая, продолжая тему финансирования, вспоминаю рассказы своих родителей, как проходили крымско-татарские свадьбы, и специально был Да, танец да. «Ватану Ино», и собирали деньги на национальное движение. Вот сегодня бы у нас проходят так пышно свадьбы, и не помешало бы возродить эту традицию для крымско-татарского национального движения. Поэтому мы не зря вспоминаем с вами тот период, чтобы наши Да, соотечественники да. задумались и о сегодняшнем дне. Сегодня проходят обыски, и вот тогда также проходили обыски. И вот что, по мнению той советской карательной системы, было недопустимым? За патриотические стихи, вот патриотические стихи, если о Крыме найдут, это тоже считалось преступлением? Не, ну это было все, что напоминало о Крыме. Ну, это я говорю, конечно, не крымским татарам, потому что все крымские татары это прекрасно знают. Мгм. Но вот всем тем людям, кто не представляет собой, что такое крымские татары в период депортации. Это все, что напоминало о Крыме, был этноним уничтожен крымские татары. В литературе не было такого этнонима. Даже в указе высшего органа советской власти ухитрились написать о гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму. То есть слово «Крым» не упоминалось. У меня дома хранится книга, в 1958 году она вышла, «Дни нашей жизни». Это первый после депортации сборник рассказов крымско-татарских писателей. И вот там написано перевод с крымско-татарского языка такой-то, такого-то. Но слово «крымское», видимо, поступило распоряжение срочно убрать, а весь тираж не смогли убрать. Вот слово «крымское» таким типографским путем заретушировали. Представляете? То есть все, что напоминало о Крыме. Ну, а поскольку крымские татары, уже было решено, что крымские татары должны жить в местах изгнания, но как-то нужно было их там удержать, вот как раз был возрожден ансамбль Хайтарма в 1957 году. Выходила газета «Ленин Байрахы», ну, понятно, что орган коммунистической партии Узбекистана. И вот какие-то там несколько книг выходило, но при этом вот не было понятно, что это крымско-татарские писатели. Вот в чем дело. И все мы, конечно, хранили вот книги этого периода, несколько книг, и из них было совершенно непонятно, что речь идет совершенно о другом этносе. И все, что напоминало о Крыме, это было табу, и вот особенно, конечно, потрясают по своему цинизму это путеводители по Крыму этого периода, да, когда ухитрялись, ну, так написать эту историю, ну, понятно, потому что органы цензуры работали. Я читала документы главлита, это орган цензуры, как приходилось вот этим писателям, Вергасову, этим руководителям партизанского движения в Крыму, Вергасову, и там Козлову, как главлит заставлял их переписывать вот эти воспоминания. Вот если там были упоминания о героях крымских татарах, о том, что в подпольном партизанском отряде был крымский татарин, главлит заставлял это все переписать. Вот в частности, я читала документы главлита как раз по воспоминаниям Вергасова. То есть настолько я такой серьезной, ну так мягко говоря, серьезной наглой цензуры, ну, никогда не видела. Да? То есть фактически все, что напоминало о подвигах крымских татар во время войны, все цензура должна была убрать, все должны были авторы вот эти самые убрать. Но это понятно, потому что
и популярная литература, и научный дискурс. Все это было инструментом власти для того, чтобы удержать крымских татар в местах изгнания. И, кстати сказать, тоже в конце 60-х годов, когда в наших документах писали, например, о цифрах потерь, о том, что крымских татар дискриминируют, это тоже являлось очень серьезной уликой для последующего ареста. И вот так вот был инициирован процесс 10. Это тоже очень важный, тоже многофигурный процесс, очень известный, так называемый Ташкентский процесс. Недавно ушел из жизни один из последних его участников, Изетага Хаиров. Мы все его хорошо очень знали. И он действительно рассказывал очень подробно, как проходил этот суд и сохранился. И вам недавно, мне кажется, был Зевитага, да, Газиев, у вас в эфире. Он, собственно говоря, стенографировал вот эту самую книгу «Ташкентский процесс», благодаря которому мы знаем сегодня некоторые детали. И вот, в частности, выступления участников движения, мне кажется, это действительно героические люди были. И опять-таки хочется, чтобы люди знали о них побольше и знали, по крайней мере, их имена. Мгм. Гульнара Ханом, женская часть нашего народа, она тоже была активная. Активными Да. участниками национального движения были и женщины. А какие меры были в отношении женщин? Ну, конечно, самая известная, потому что ее дважды судили, самая известная, наверное, женщина в крымско-татарском движении, Айша Сейтмуратова, ее судили в 1967 году, и спустя 3 года она, кстати, была среди участников среди участников встречи в Кремле, и вот она сама связывает, собственно, вот этот ее арест 1971 года как раз с тем, что она, просто ее запомнил Андропов, и уже там в 1971 году ее уже, что называется, арестовали. Тот процесс был мая 1967 года. Он был такой, знаете, показательный процесс против крымско-татарских автономистов, он так назывался. И там они недолго, сравнительно недолго просидели, но Айша Апте просидела 9 месяцев, насколько я помню. И их сравнительно быстро освободили, сравнительно, конечно, потому что готовился как раз вот этот так называемый реабилитационный указ. Но потом, конечно, мы все помним Зампиру Апте Асанову, она недавно тоже, несколько лет назад ушла из жизни. Она особенно как раз была активна в 1968 году. Она была таким мостиком между крымско-татарским национальным движением и московскими диссидентами. Она училась в Москве. Она была очень-очень активной, очень тепло о ней рассказывал сын Алексея Костерина, внук Алексея Евграфовича Костерина, тоже политзаключенный советского периода диссидент Алексей Костерин. Он ее называл «моя учительница в диссидентском движении», потому что Зампира Апте, действительно, она знала всех, она подписала обращение к Будапештскому совещанию 1968 года. Это, там несколько человек подписали, все московские диссиденты, там Литвинов, их всех потом посадили. Вот абсолютно всех. Зампиру Апте, у нее очень такой тоже драматический путь. Она тоже попала на карандаш. Потом были события 1969 года, когда несколько активистов национального движения вышли с плакатами. К тому времени как раз был арестован Петр Григорьевич Григоренко, и на площади Маяковского крымские татары организовали такую акцию, поддержку, и в том числе была среди них Зампира Апте. Все они попали на карандаш, некоторые были арестованы. Она тоже там попала, естественно, на во всевозможные анналы эти КГБшные. Конечно, Шефика Апте, консул, конечно, Тамара Кантуганская, она была арестована, это супруга Арсена Альчикова. Есть действительно у нас такие женщины, которые прошли этот путь лагерей, о них не так известно, но они, Мунире Халилова жива,
Слава богу, Светлана Аметова, ну, насколько мы можем судить, это участница процесса 10, уже ушла из жизни, но Мунире Ханум, вот насколько я знаю, она жива, она работала на момент ареста акушеркой. И вот прям забрали ее с места работы, арестовали, красивая юная девушка. А расскажите, за что? Вот расскажите подробно. Вот это, конечно, вот этот процесс 10, и опять-таки, ну, просто поражает сегодня с наших позиций, да, уже когда мы так много знаем, и когда живем вот именно в нынешнее время, поражает, насколько власти, ну, боялись, насколько власти, ну, свирепо, отчаянно боролись с теми людьми, которые пытались донести правду о положении крымско-татарского народа. И это люди, которые всего лишь составляли, ну всего лишь, я говорю в кавычках, документы о депортации крымских татар, о том, что крымско-татарский народ живет в местах изгнания, писали информации о крымско-татарском движении. Это и Айдер Бариев, и Мунире Халилова, Светлана Аметова, конечно, Ролан Кадыев. То есть вот 10 активистов были арестованы только вот за то, что они ну, как сказано, да, составляли, ну, то есть писали документы, информации национального движения, писали и распространяли. Вот представляете себе, да, вот да, в наши времена это кажется чудовищным, как можно за такие вещи приехать там сотрудникам КГБ к девушке в больницу, там в роддом, где она работала, ее арестовать. Прям с места работы, там мать не знала некоторое время, где она находится. Представляете, тогда же не было мобильных телефонов. И вот эту юную девушку, красивую, там, Мунире арестовали только за то, что эти люди говорили, что мы хотим жить на своей исторической родине и хотим вернуться на родину вместе со своим народом. Вот в этом заключалась вся преступная их деятельность. Они получили, ну, получили там 3 года по максимуму. В частности, Ролан Кадыев получил, девушки получили меньше. Значит, Хаиров с Бариевым, насколько я помню, получили 2,5 года. Ну, то есть тут достаточно для того, чтобы, ну, скажем так, вот, то есть они ощутили вкус тюрьмы и лагеря, и вели там тоже, кстати, агитационную работу, говорили о том, что, собственно, рассказывали, да, о том, что происходит с крымскими татарами. То есть это вообще, ну, в конце 60-х, начале 70-х эти процессы крымских татар носят массовый характер. Это можно нам с вами часами сидеть, каждый из них вспоминать. Там в конце 60-х, в 68 году были черчикские события, опять были массовые аресты. И, кстати, вот как раз судили отца Ахтема Сейтаблаева Шавкетага. Сейтаблаева, вот мы взяли у него интервью, я надеюсь, что оно выйдет в программе «Тарих Седасы», он, слава богу, жив, прекрасная память. Его судили за распространение документов и обращения Петра Григоренко. А в документах Петра Григорьевича, в частности, в этом обращении было сказано, это было, ну, такое напутствие крымским татарам, что боритесь, требуйте, ваше дело правое, и то, что с вами сделали, это геноцид. Ну, чем это закончилось для Григоренко, мы знаем. Годами психушки, потом эмиграции, причем эмиграции вынужденной, потому что Петр Григорьевич после вот этих самых нескольких лет психушки отправился на лечение за границу, но не собирался там жить, только собрался лечиться. И вот эти сатрапы, только он отправился за границу, они издали указ высшего органа власти о лишении Григоренко советского гражданства. То есть насколько они все-таки боялись и ненавидели этих людей. Вот так. Гульнара Ханума, вот вы сказали сейчас черчикские события, а как проходили вот череда арестов, обысков? И у людей была мотивация еще выходить на демонстрации. Как они проходили?
Ну да, Черчикские события, ну, это была мирная акция, да. Это, ну, люди вышли, опять-таки, встретиться друг с другом, поговорить, спеть национальные, народные там крымско-татарские песни. В общем-то, ну, мы с вами, да, что тут такого, собственно? Вот такая массовая манифестация крымских татар. И в ответ на эту самую массовую акцию приехали машины пожарные, ну, сохранились, да, фотографии, мы все это знаем, начались аресты, и все это только за то, что крымские татары массово собрались и пели крымско-татарские песни, да. То есть мы это вот нам чудовищно, да, вот людям 21 века говорить, насколько вот это была борьба жертвенная, и насколько крымские татары прошли большой путь, и тем не менее большой и сложный путь. И вот тем не менее после этих черчикских событий были такие массовые аресты. И, кстати, тогда уже по просьбе Петра Григорьевича Григоренко, это тоже важно сказать, уже московские адвокаты, в частности знаменитый адвокат Софья Калистратова, участвовали в защите крымских татар. Софья Калистратова как раз защищала отца Ахтема Сейтаблаева, Шевкета Сейтаблаева. Мгм, мгм. В основном крымско-татарское движение, да, вот оно не насильственное, это обращение. Вот вы рассказываете, это черчикские события, это ну, такая акция. А были ли радикальные методы? Радикальных методов, ну, смотря что, конечно, понимать под радикальными методами, но по версии, вот мы с вами обязательно надо этого назвать человека, вспомнить, это, конечно, Февзи Сейдалиев. Вот его радикальность заключалась в том, что он, вот там несколько лет назад у нас были акции, там воспоминания, да, о том, что у нас там были массовые акции в Москве, но на самом деле акция на Красной площади была Февзи Сейдалиева вместе с его семьей в 1968 году, когда он, ну, действительно потрясающе смелый человек, который всего лишь хотел жить на своей исторической родине, он написал коммунистам о том, что он о них думает, и за это они были вот арестованы всей семьей, семью отправили в Узбекистан, а Февзи Сейдалиева арестовали, и он потом погиб в Днепропетровской тюрьме при этапировании. Ну, там многие, там, я читала эти документы, там официальная версия, что от инфаркта. Но почему там человек до 40 лет погиб от инфаркта? Скорее всего, его били. Вот. Но мы, в общем, не знаем об этом детально, и боюсь, что уже не узнаем, ну, потому что вот это действительно очень-очень яркая фигура и трагическая, конечно, фигура. Я читала его эти листовки, которые он разбрасывал, но он просто называл коммунистов фашистами. Это очень-очень радикальный протест был. Вот если говорить о радикальности, самосожжение Мусы Мамута. Ну, можем ли мы называть вот то, Можем ли что обращено против человека, да, радикальностью? То есть национальное движение крымских татар, вот если ваши зрители могут все забыть о национальном движении, но самое главное, чтобы они не забыли. Крымские татары никогда не обращали свой, ну, такой гнев, да, против других людей. То есть это была мирная, ненасильственное национальное движение, очень цивилизованное, на свою историческую родину. И путь был очень-очень тяжелый. Это власти, вот это насилие настоящее чинили. Да, вот вчера мы вспоминали участников Таманского похода, как в 1987 году буквально участников Таманского похода избили только за то, что они шли в Крым. Вот тоже очень такое символическое событие было. И вот просто люди шли до Симферополя, их остановили, там куча правоохранителей, избили до крови и женщин, и детей, и, то есть не детей, и женщин, и мужчин. И это, в общем, ну вот это насилие было только со стороны властей. Сами крымские татары, если какие-то радикальные акции учиняли, это были на них направлены. Это и голодовки Мустафы Джемилева, вот беспрецедентная, да, 303-дневная. Это и самосожжение Мусы Мамута. Они были направлены на них самих. Но чтобы продемонстрировать миру трагедию всего крымско-татарского народа. Я не знаю ни одного случая, чтобы хоть один
погиб человек из-за того, что там, не знаю, крымские татары угнали самолет. Кстати, об этом писал Андрей Амадрик, что я поражаюсь вот этому характеру крымско-татарского национального движения, что а почему бы, дескать, вот не угнать самолет? Но из-за того, что, ну вот как еврейские, да, активисты поступали, мы знаем это дело самолетчикам. Нет, крымские татары даже намека вот на вот такие насильственные действия никогда не предпринимали. Мгм. Да, и нужно еще вспомнить вот от ударов дубинок, ведь сколько ушло, сколько молодых. а, Да-да-да, Сабрия Сиутова, мы тоже будем ее вспоминать. Она 20, по-моему, октября или 21 день ее рождения. Это же тоже маленькая, хрупкая женщина, да, с какой страшной такой изломанной судьбой, которую избили, и закончила она, ну, она умерла очень-очень рано от рака мозга. Ну, все понимают, что это вот как раз после вот страшных вот тех избиений, это было уже Горбачевское время. Внимание, да. Точно так же мы, очень много людей действительно ушло из жизни, просто мы имена этих людей, может быть, стараемся сейчас восстановить, но многие из них очень, очень скромно молчат вот об этих своих действиях. Это тоже, кстати, характеризует многих людей с положительной стороны. Но сам факт, что крымские татары действительно прошли вот этот страшный, колоссальный путь борьбы, который сегодня в Украине практически никому не известен, ну, по крайней мере, широкой общественности, потому что говорят, вспоминают депортацию 1944 года, и потом так называемый Горбачевский период, когда крымские татары, когда Горбачев как бы вернул крымских татар на родину. Полное вранье, потому что не Горбачев вернул крымских татар на родину, а крымские татары, понимая, что и новая горбачевская власть намерена оставить крымских татар в местах изгнания, сами вернулись на свою историческую родину. Но этот период, к сожалению, в Украине героической нашей борьбы практически неизвестен. И вот о чем я, собственно, пыталась написать вот в этой книге, которую вы показали. Я надеюсь, что Мгм. эту книгу когда-нибудь прочтут все украинцы, не потому что она моя, а потому что там действительно представлен очень-очень тяжелый, колоссально жертвенный путь крымских татар на историческую родину. Наши режиссеры сейчас еще раз покажут книгу. На самом деле я тоже всем рекомендую эту книгу к прочтению для того, чтобы понять крымских татар. И я бы хотела, чтобы мы сейчас с вами все-таки еще вспомнили судебные процессы. Ведь крымские татары были разбросаны по всему Узбекистану. А как вот выражали солидарность? Приезжали ли на суды? Была ли такая возможность? Не, ну конечно. Вот опять-таки это удивительная такая способность к самоорганизации, что крымско-татарским судам, хотя это были ведь закрытые процессы, да, кстати, это всегда указывается в документах судебных. Процесс, например, Энвера Сефирова, Шевкета Абдурахманова 1961 года, он был закрытый. Но все равно, благодаря активистам и участникам движения, он зафиксирован. Точно так же там процессы последующие 62 года. Ведь как я о них узнала, как узнали о них, ну, понятно, да, исследователи узнают. Потому что это все вот по полочкам было изложено в документах национального движения. И что, конечно, не может не поражать, и даже фотографии, вы помните, сохранились, по-моему, в книге у меня они тоже есть, процесс 10, да, и там активистов, там люди приходят, да, к зданию суда, и их много. То есть это вот сегодня, да, по крайней мере, пожилые люди, вот те люди, которые были воспитаны национальным движением, они всегда, Ира Метлевиджи, Текашка, да, они все приходили, да, я забыла о ней, не то, что забыла, да, обязательно ее надо вспомнить, когда мы говорим о чудесных, замечательных женщинах. И вот это люди, которые приходили поддержать своих соотечественников к зданию суда. Вы помните, да, сам Николай Полозов, на первых процессах, когда он стал защищать крымских татар, он удивлялся, насколько приходят люди, общаются, даже еду какую-то приносят. И вот сейчас, когда проходят наши суды, наверное, мы все говорим, что если бы молодежь
больше участвовала в этом. Ну, тут я не буду ничего говорить, тут такого критического, потому что молодежь сейчас, ну, опять-таки, если я скажу, что сейчас молодежь другая, да, ну как? Я не хочу говорить, что молодежь другая, я могу там обидеть всех нечаянно, потому что есть и молодежь, которой мы можем гордиться, там тот же Нариман Джелял, к примеру, да, о котором мы недавно говорили, там и люди, которые действительно ходят и к суду, и пишут, и говорят, они более образованы, у них совершенно, может, другой багаж знаний, но, в общем, нельзя, конечно, всех сказать, что никто не борется, да. Мгм, мгм. Гульнара Ханум, а ведь были ведь и те, которые, ну, так скажем, мешали движению, а в конце концов в Крым вернулись все. Как так получилось? Среди них было очень много известных людей. Ну да, действительно, тут об этом тоже нельзя не говорить и нельзя, что называется, из песни слов не выкинешь, да, потому что крымские татары это такая же нация, да, то есть у нас есть все люди разные, да, и в национальном движении были те люди, которые, ну скажем так, они работали на органы, они сломались, может быть, какие-то люди, я писала об этом некоторые там несколько лет назад там о процессе и, скажем так, это, собственно говоря, это уже давно, наверное, ни для кого не секрет, настоящие активисты национального движения это знают там о действиях Тимура Дагджи, о том, что я читала эти документы, о том, что он называл там 3 года своего нахождения в национальном движении, годами своего морального падения. Ну, когда я опубликовала эти документы, правда, на меня, конечно, вылили, что очень странно, много ушатов грязи, в том числе и крымско-татарские СМИ, потому что, собственно, историк, он для того и работает, чтобы какие-то страницы истории, пусть даже нелицеприятные, делать достоянием общественности. Поэтому, как говорится, мы не врачи, мы боль. И поэтому я должна, если я знаю, что это так, если человек там из Лефортовской тюрьмы КГБ попал через там год-два на партийную работу, понятно, что эти документы Мгм. настоящие, а не такие, как там, в чем только меня не обвиняли, что я их сама написала, хотя это были документы прокуратуры с архивными шифрами, доселе засекреченные. Но, конечно, много тех людей, о которых документов не осталось, мы можем предполагать, что они сотрудничали, но у нас пока до тех пор, конечно, пока нет у нас документов, они не рассекречены, потому что мы понимаем, что есть гриф секретности, 75 лет, личная тайна. Но я думаю, что, может быть, ваше поколение, а может быть, более молодые исследователи уже будут располагать этими документами, потому что, пока они еще секретны. Ну, конечно, у нас были и сексоты, конечно, у нас были люди, которые прислуживали режиму. Это были, скорее всего, не массовые. Кстати, для нас показательно диссидентское движение, московские диссиденты, они об этом писали, потому что очень был такой драматический процесс Якира Красина. Но тут это действительно все было очень очевидно, но насколько изломаны эти были судьбы, Виктор Красин ведь вынужден был, никак, его просто очень мучила совесть, он написал книгу о своем, действительно, падении, да, о том, как он предавал, о том, как КГБ ломало, действительно ломало, и в том числе и его сломали, зэка со стажем, и Петра Якира сломали, тоже зэка со стажем, который там родился, можно сказать, в лагере. Это сын Ионы Якира, расстрелянного командарма. То есть, конечно, если КГБ ставило целью, оно, конечно, ломало людей, мы это тоже должны понимать. А здесь дело не в том, чтобы там осудить, кто я такая, чтобы там кого-то судить. Просто все равно нужно расставить какие-то акценты. И Виктор Красин извинился перед своими соратниками, которых он, можно сказать, предал, да, он сам это называет предательством. И как пишут историки диссидентского движения, не так много было людей, которые сотрудничали с органами, которые предавали, и эти случаи сразу же становились известны. И я думаю, что если
исследователи, которые будут после меня или которые там, и, может быть, мне будут доступны эти какие-то документы. Если мы, историки, будем публиковать эти документы, ну тут ничего нет такого. Это вот, ну, время такое, да, мы понимаем, что в 20-30-х годах людей пытали и вот достигали своих целей, да, мы понимаем по характеру вот документов, да, протоколов, которые мы читаем, что, скорее всего, людей в 30-х годах очень жестоко пытали. Вот. Но это были методы, это карательная машина, они вот сейчас, что они вытворяют. Мы понимаем через сегодняшние события, мы, может быть, лучше понимаем прошлое время. Мгм. Гульнара Ханум, а как вы считаете, нужно ли привлечь к ответу вот представителей советской власти, которые вот исполняли такие решения? И вот из-за И, сегодняшнего бездействия, и видите, все можно проходит безнаказанно. Все эти события И прошли. можно, и нужно было. Мгм. Но видите ли, тут проблема, я как-то говорила об этом. Я не знаю, почему у нас настолько вообще не развито, почему у нас молодежь не стремится заниматься историей, например. Мне это вообще совершенно непонятно. У нас за последние годы, у нас, вот сколько я уже занимаюсь этим делом, у нас вообще не выросло ни одного, извините, конечно, может, это неудобно говорить с экранов телевизоров, но у нас не выросло ни одного приличного историка практически. Вот такого историка, который пошел, сел в архив и написал, ну не переписал там у кого-то, да, но написал серьезную, солидную монографию. То есть этих людей, мне кажется, может быть, в Крыму есть по пальцам одной руки. Сегодня в Киевский национальный университет, на исторический факультет поступить очень легко. Для нас это было недоступно. Я не скрываю это. Я много раз поступала, я мечтала учиться в МГУ. На истфаке я не поступила, я набрала 12 баллов, проходной был 13. Потом, когда я уже знала этот курс истории наизусть, в буквальном смысле слова, но меня уже не могли не принять в историко-архивный. Сейчас, ну, то есть наше поколение, ну вообще мы не могли учиться на гуманитарных отделениях вузов. Еще более сложно было для поколения наших родителей, потому что депортация вот мешала этому, потому что ну, то, что ты был крымский татарин, это закрывало человеку дорогу ну, везде. Все, что он мог, это, ну, он мог стать врачом, это в лучшем случае, он мог стать инженером, это в лучшем случае, но стать историком, стать филологом, заниматься историей своего народа он не мог. Сегодня у молодежи масса возможностей. Я пользуюсь случаем, просто хочу ну, сказать людям, да, это очень-очень сложная работа. Может быть, историки получают мало денег, у нас нет никакого пиетета к этой профессии ни в России, ни в Украине. Но, тем не менее, кто-то же должен этим заниматься, кто-то должен ходить в архивы, кто-то должен заниматься этой работой, кто-то должен заниматься исследованиями, в конце концов. И сейчас это вполне доступно. И у меня часто, мне Иван Патриляк, декан КНУ, мне даже неудобно вообще было, что он говорит, ну почему крымские татары не поступают на исторический факультет, самый престижный украинский вуз, прекрасное образование историческое, но это ну, непонятно мне. И вот, конечно, мы, если мы будем вот так вот топтаться, и быть по-прежнему незнайками вот в нашей собственной истории, то мы дальше и не двинемся. Но это мое такое мнение, конечно. Мгм. Мгм. А есть ли перспектива все-таки признания депортации геноцидом в мире? Или это тоже зависит от историка? Значит, вот да, я увлеклась, и я не договорила насчет вот этих самых ответственных лиц, руководителей, да, советских, которые должны были, конечно, привлечены быть к суду. Это, конечно, и те люди, и те судьи, которые судили крымских татар. Это и конкретно Березовский, который был судья, который ну, судил всех крымских татар практически, да. Это судьи, это руководители, начиная от Сталина. Вот почему, собственно говоря, не завершилось вот это самое расследование, которое несколько лет назад вела прокуратура Автономной Республики Крым. Вот она как раз по этой причине и не завершилась, что, ну вот согласно современному законодательству,
людей, которые там участвовали в этом геноциде, то есть те люди, которые выселяли, да. Ну что толку, что у меня на руках фамилии этих людей, которые выселяли крымских татар? Их уже нет в живых. Нет в живых Сталина, нет в живых, ну вот понимаете, да, даже Щербицкого, который был ну, одним из тех людей, кто эту политику проводил в жизнь. Никто из них не оказался на скамье подсудимых. Мы так и у нас вот этого самого Нюрнберга у нас над коммунистической партией в стране не произошло, и поэтому так плохо сегодня мы живем, например, ну не скажу в Украине, но в России так плохо обстоят дела, например, с вот этой самой политической ситуацией, потому что внуки этих самых чекистов, которые душили, давили, уничтожали, сегодня пришли к власти, свернули быстренько, произвели вот эти все реваншистские действия, свернули всю эту перестройку, всю эту демократизацию, и власть захватили, и она сейчас гораздо хуже, ну, по всем параметрам, да, мы знаем, какие сроки, 20-22 года получают крымские татары в сегодняшнем Крыму, и не только в Крыму. И мы видим, что все либералы, да, российские, все уже за границей. Ну вот Нобелевскую премию получил Дмитрий Муратов, это, наверное, ну, неплохо, да, по крайней мере, это журналист, вот одно из немногих средств массовой газет, которые освещают, пытаются освещать, в том числе, кстати, и события в Крыму, ну, достаточно объективно, это ну, неплохо, я считаю. Но то, что все эти руководители должны были в свое время оказаться на скамье подсудимых, это для меня не вопрос. Просто, ну как вот их сегодня судить, их уже нет в живых. Их внуки, есть требования государства, которое это все чинило. Вот понимаете, вот насчет внуков у меня вопрос, да, как бы сын же за отца не отвечает, да, и внук тоже за отца, Но есть государство, которое... Государство привлечь к ответственности. А вот давайте попробуем, если мы никак не можем довести, уже сегодня 21 год, и много лет мы не можем довести вот эту акцию по признанию, по юридическому признанию депортации геноцидом. Вот только из-за особенностей законодательства все уперлось. А сегодня, ну, при Гюндузе Мамедове, в бытности его прокурором АРК, события, ну вот как-то мы работали, как-то прокуратура работала. Сегодня ничего не ведется. Никаких дел. И мне, например, вообще непонятно, зачем нужна тогда эта прокуратура Автономной Республики Крым, если чем она там вообще занимается, если даже это они не довели до конца. Ну и мой последний вопрос. Какие уроки мы можем извлечь для будущего? Что делать сейчас? Ну, уроки, понимаете, история учит только тех, кто хочет учиться. И кто вот читает книжки, кто думает. А если вот вся вот это вот то, о чем мы сейчас рассказывали, люди об этом не знают и не хотят знать, то, конечно, они ни о чем ну, никаких уроков не извлекут. И вот поэтому до тех пор, пока вот у нас во власти, ну, везде, да, будут двоечники и незнайки, мы так и будем жить, понимаете? И я надеюсь, что история учит очень-очень многому. Да? Вот наше национальное движение нас учит сплоченности, нас учит солидарности, пониманию того, что всех не посадить, а потому нужно защищать тех людей, кто гоним, кто арестован, помогать их семьям. Ну и, кстати сказать, как видим, ну, наша самоорганизация, ну, я бы сказала, очень даже неплохая, как только вот производятся какие-то аресты, ну, начинаются акции в защиту этих людей. Мне кажется, это неплохо. Если бы еще подключилось, например, украинское государство и мировое сообщество, вот было бы значительно лучше. Как мы можем знакомить мировое сообщество? Ну, опять-таки, мы не можем, ну, вот наши силы не беспредельны, да? Вот мы можем говорить об этом на телеканале АТР.
помогайте телеканалу ОТР, помогайте крымско-татарским историкам, журналистам. Мы говорили об этом в прошлый раз. А крымско-татарские журналисты вообще варятся в своем соку. Кто их вообще знает в Украине? Хотя это тоже достаточно профессиональные, я считаю, люди. Ну вот и все. Давайте возможность, давайте трибуну, причем, чтобы эта трибуна была чуть ли не там одна из немногих или чуть ли не единственная. Давайте говорить об этом все вместе. И тогда, я уверена, Наримана Джиляла, Асана с Азизом Ахтемовым не будут держать 20 лет, как им там обещают. И точно так же с остальными нашими политическими заключенными. Çok sağ olunuz Гульнара Ханум, sağ olunuz за такую интересную беседу, sağ olunuz за ваши исследования. Я тоже рекомендую нашим зрителям обязательно ознакомиться с вашей книгой. Ну а мы заканчиваем наш эфир, и гостем нашей программы был известный крымско-татарский историк, кандидат политических наук Гульнара Ханум Бекирова. И я хочу добавить, подписывайтесь на телеканал АТР, вступайте в семью АТР, Patreon.ua, сейчас наши коллеги подскажут. И тем самым будем вместе продолжать нашу борьбу. А эфир нашего телеканала продолжат мои коллеги. Будьте с АТР. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрaf, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті.
Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kuresh meydanı açıktır. Assalamu alaikum, hayırlı kunler saygılar телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve növbеттeki 4,5 saatini bu studiyada sizlerle beraberlikte geçireceğimiz ve kun devamında ve sadece kun devamında değil de hafta boyunca yüz bergen hadiselerinin neticelerini ve hulasalarını beraberlikte çıkarmağa, öğrenmeye tırışacağımız. Bugün teymege planlaştırganımız meseleler ekseriyetinin siyaset ile bağlı olsa da kenede birkaç ilanlar vermeye isterim canlı yayınımızda bugün programmasında ve çeşit türlü diğer bizlerini meraklandırgan meselelerini müzakere edeceğimiz ve bu meseleler sırasında Kırım'ın toponimika meselesini de müzakere etmeye planlaştırdık. Çünkü ATR telekanalı o'zining yayınında yanı bir programmaga yol berdi ve şimdi bu yana programma Kırım Tatarlarının ve bizim ana toprağımızın toponimikası meselesine bağışlanacak. Yani böyleyim baştan küçük bir spoiler vereyim sizge çünkü növbetteki bölüklerde bugün informasyon programmasının bölüklerinde biz aynen bu meselelerini müzakere edeceğimiz saygılı arkadaşlar. Men ise daha bir kere sizlerge hatırlatmağa isterim ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız vaqtincha telefon numaralarını taqdim eti. 067 63 46 130 bizlerge Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz bizlerge telefon açın. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bunun ile beraberlikte ATR telekanalına hem manevi hem de maddi destekni gerçekleştirebilirsiniz. Manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmeye imkanınız var. Bu ne için biz için mühim? ATR telekanalının YouTube sayfasına girer ekende muhakkak abone olma noktasına basmalı ki ne kadar çok abonecilerinin miktarı olsa o kadar çok bizim haberlerimiz, yayınlarımız, bugün informasyon programmaları, prime programmaları ve birçok diğer programmalar meydana çıkacak ve daha da çok kitlenin yani insan kitlesinin onların görmege imkanları peyda olacaktır. Ve bu biz için alıp bargan informasyon kureşimizde çok büyük bir destektir. Zira 21. asırda hibrit şekilde ötkerilgen savaş ve kureş şaraitlerinde bugün informasyon cenk birinci saflarda tura dep aytsam yalan olmaz. Yani bu sebepten zaten Kırım Tatar telekanalı 2015 senesi öz vatanından mecburi şekilde sürgün etilgen edi ve bugün biz Ukrayna ana kıtasında mecburi şekilde çalışmaya devam etemiz. Elbette ki her birimiz Kırım'da o çalışmaya isterdi. Bu çeşit türlü seviyelerden ve taraflardan biz için daha faydalı olur edi. Çünkü Kırım'a şimdi böyle tas tamam
физиксел оларақ анда булунмага имканымыз олмаганы себебинден садыжы бу багны жоймамак сизлер эле музакирелер ватандаштык корчалайжыларнен бу кыбы багланты бизлерге Кырымны мында эсетмеге ярдым эте. Факат Кырым ишгали юз берген себебинден малум болганы ки АТР телеканалы Украина анахтасына көчмеге мечбур калды ве бүгүн бу кыбы шарайтлерде чалышмак зарур. О себептен АТР телеканалы мындан бу информацион күрешini алып бара ве бу кыбы информацион күреште сиздердин дестеги бизлер үчүн чоң муимдир. Неден десеңиз, чүнки Кырымда келген ишгалчы өкмөт Кырым татарларынын сесini кестирмек үчүн биринчиден биздин каналымызны фаалиетini токтатты. Biz мында көчмеге мечбур калдык, амма келгөрки мында да базы bir проблемлер бизлерге яратыла. Украина өкмөтү тарафынан ерсене айны проблемлеринен, мали проблемлеринен каршылашабыз ве шымды кене бойле саясий bir сезонга кырдык ве бу сене насыл шекилде карарлар алынacak Украина бюджеси тизилген вакытында АТР телеканалы ве Кырым татарларынын илк телеканалы анги маддеде булунacak суаллары али да ачык калмакта. О себептен бүгүн яратылган мали проблемлер себебинден АТР телеканалы өзүнүн күчлөрүнөн ве мында чалышкан хадимлердин көңүллүү истеклеринен аякта турмага девам эте ве эң муйимы шуки элбетте ки бизлерни дестек эткен первасыз ве ляхайт олмаган ватандашларыбыздын, яни сиздердин ве дигер Украин ве дигер мемлекеттерден бизлерге кол туткан инсанлардын жардымы эле. О себептен маддий дестек те бизлер үчүн чоң муим. Бунун үчүн исе АТР телеканалы Patreon'ны ачты. Оны экранларыңызга режиссерларыбыз базы вакытлары чыгара. Линкны, яни patreon.com бу линкке кырып АТР телеканалынын балабан курантасынын азасы ола билесиңиз ве чечит севие сечкениңизден бу азалык севиеңизни де сечесиңиз ве не кадар бу курантада иссеңиз ве агырлыгыңыз олганын да эсетмеге мүмкүн олажак. О себептен сайгылуу аркадашлар Patreon'umuzга да имкан алганча дестек эте билесиңиз ве телефонду ача билесиңиз. Бу да биздин үчүн чоң бuyuk bir дестектир. Эр тарафлама көстөрүлгөн дестек bizim için çok mühim. Çok sağ olunuz. Men ise nevbetteki bu programımızın nevbetteki bölümünü Elmas Hanım'dan estafetini alarak böyle meselelerge bağışlamağa isterim. Malum olganı ki bu işgal etilgen Kırım'da tutulgan, kanunsuzca ve adaletsizce tutulgan vatandaşlarımızın mahkeme davaları devam ete ve kütlevi şekilde ötkürülgen mahkeme davaları sırasında bu 3-4 sentyabr günleri Nariman Bey Celal Ahtem ve Aziz Ahtemov Hasan ve Aziz Ahtemov kardeşlerinin tutulganı vakit FSB dereciligi binasına yanına çıkan ve semedişlerimizge destekni көстерген ватандашларымызга меморий давалар ачылган эди ве бу меморий давалар себебинден шымды 58 кишиге каршы пара жүремелери чыгарылмакта. Айдер Бей Сулейманов жемаат корчалайчысы да бизле шымды жанлы багда, она да айнем бойле меморий үкүм чыгарылды. Келиңиз онун икесini dinleyik. Айдер Бей, селам алейкум. Мераба. Айдер Бей, мына сиздин малум болганы ки сизге да каршы бу кыба меморий дава ачылган эди, doğrуму? Алло. Эшиттиңизми я да текрарлайм? Tekrarlanız. Şimdi bu memori davalar boyunca mahkemeler devam ete. O vakit 58 vatandaşımızını tutkan ediler. Şimdi bu mahkeme ketişatları hakkında bizge tarif etiniz lütfen. Siz kimni korçalaysınız bu meselede ve galiba sizge de karşı bu gibi baskı yapılgan edi? Sağ olun за вопрос. Да, я был защитником. На прошедшей неделе у нескольких наших соотечественников. Так, 4 октября было рассмотрено заседание в отношении жителя Нижнегорского поселка Кадырова Айдера Ахмаджоновича.
Данный житель, то есть наш отечественный Кадыр Хайдер, участвовал и находился 4 сентября по адресу бульвар Франко, 13 со своим редакционным заданием. Поскольку Кадыр Хайдер является корреспондентом интернет-издания «Грани.ру» и является гражданским журналистом, освещающим политические события крымских татар. Поэтому на эту тему ему было поручено провести фото и видео репортаж и подготовить к вечеру 4 сентября. И вот, естественно, соответствующие, подтверждающие его статус как корреспондента, его объяснения были в суде изложены. Так, например, мой подзащитный говорил, что на протяжении всего времени у него на груди находилась пресс-карта, на которой четко, ясно было показано, что он является журналистом, что на этой пресс-карте его фотография, и что он имеет при себе необходимую аппаратуру, как фотокамеры, видеокамеры, и он осуществляет по данному месту свои обязанности как журналиста. Однако в суде наши доводы для судьи Диденко Дениса Александровича, скорее всего, показались неубедительными, в то время, когда мы привели неопровержимые аргументы, доказывающие статус корреспондента и его необходимость участия там как журналиста по поручению редакционного задания. Но при этом всем Киевский районный суд в лице Диденко Дениса Александровича решил, что Кадыр Хайдер является виновным, и присудили ему штраф в виде 5000 рублей. Яғни zaten Эркес кешімді бұқыбы жезалар чықарыла, біз бұны көреміз, еч kimsеге да хабатсыз дегелсіңіз деген бойлы қарар чықарылмаған еді. Zaten бекленілген бір шей, Айдар бей шын сұрайжақ едім. Масылында махкемеде işgalci қадылар мұна сізін айтқанларыңызны, кетірген довод аргументлеріңізні асылды деңгейлер ме? Яда олар енді çoğtan қарар алдылар. Ve неге көрес сечелер кімге 5000 бережеклеріне, кімге 30.000? Ну, по крайней мере, они делают вид, что слушают, это их обязанность. Мы пытаемся донести до них так, чтобы они услышали. И, естественно, результат данного рассмотрения, он как раз-таки противоположный тому, что в процессе рассмотрения происходит. То есть я понимаю так, что данные решения по событиям 4 сентября, они не принимались в судах, они не принимались сотрудниками полиции. Они были приняты намного раньше и выше местах. Потому что когда мы, защитники, на белое, говорим белое и при этом приводим всевозможные аргументы, однако в протоколе сотрудники указали это черным, то и суды, и я, к сожалению, предполагаю, что и в апелляционной инстанции суды, они просто не могут
них не хватает силы воли, я бы сказал, назвать это вот делом. То есть сказать правду, сказать, что действительно мы не имеем права вас признать виновными и просим прощения и прекращаем в отношении вас дело. Поэтому лично мое мнение, что судьи не решают. Единственное, что, вот как вами было замечено, судьям дали вот право и выбор создать такую иллюзию, я бы сказал, рассмотрения обстоятельств, рассмотрения состояния, например, привлекаемых лиц. И вот поэтому мы имеем штрафы в размере от 1000 рублей до 30 тысяч рублей. Но при этом мы не имеем оправдательных никаких постановлений, прекращения данных дел. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanınız için, Ayderbey ve tavsiyalarını paylaşkanınız için teşekkürler. Ayder Süleymanov, vatandaşlık korçalayıcısı bizle canlı bağda edi degenine göre mahkeme davalarında alıngan kararlar elbette ki çoktan endi hazırlangan ve kadılarının özlerine işte berilgen ne kadar para cezası çıkaracaklarına bu 1000 rubleden 30.000 rublege kadar ketebilir ama biz gördük birçok bazı semindeşlerimizge 30.000'ge kadar para cüremesi çıkarılgan edi. Böyle insanlar sırasında Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zayraga Smidla'da barına 30.000 ruble para cüremesi çıkarıldı. Diğer bizim vatandaşlarımızga 20.000 milyariket iştirakçılarımızge ki anda İbrahim Bey Çigirtmalin, Mar Yunusov, Şevket Haybulayev ve Kurtsiyit Abdullayev da birçok diğer bizim semindeşlerimiz belli olgan Kırım Tatar siyasetçileri de iştirak etken ediler ve onlara da bu gibi para cüremeleri diğer pervasız ve lakayt olmayan semindeşlerimizge karşı çıkarılgan edi ve korune ki işgalciler hiçbir şekilde bir mahkeme binası yanında toplaşmaya izin vermemek için çeşit türlü sebeplerle korkutup siyasetini devam ettiriyor ve bu korkutup çeşit türlü usullarla olabilir. Misal olarak Nariman Bey Celal, Hasan ve Aziz Aktemovlarının tutulması, bir gün devamında kayda olganlarıyla bağlı malumatlarının verilmemesi ve sonra bu bir gün içerisinde onlara karşı yapılan işkenceler hakkında haberlerinin çıkması, bu da psikolojik böyle bir diğer halka baskı olarak anlamağa mümkün. İşte bular nasıl alğa kaldı, siz de korunuz degen mesaj mında kele. Hem de da diğer korkutup usulları sırasında bu işte manevi maddi cihetten baskı ola ki böyle para cüremeleri çıkarıla. Ama biz göremiz ki ve çok şükürler olsun bu gibi korkutup siyaseti çalışmay ve bu işgalcilerini daha çok açıklattırganını görüyor ki vatandaşlarımız mahkeme binaları yanında toplaşmaya devam ettiler. Misal olarak Tunev'in Mustafa Ağa Cemilov'un növbetteki sözde mahkeme davası ötkerilgen edi. Anda semindeşlerimiz çok toplaştı. Sonra Nariman Bey Celal'ın apellasyon davası, enişket davası başlangan edi. O vakit vatandaşlarımız toplaştı ve hatta o günde baskılar yapılgan ve belli milli hareket faalimiz Leyla Hanım Yaşlavskaya tutulgan edi. Ve ile ahireni bu gibi hareketlerini biz elbette ki takip etemiz bundan ve aydınlatmağa tırışamız. Bu hafta devamında alıp geçken mahkemelerinin neticeleri hakkında Ayderbey Azamatov da bizlerge tarif etmeye hazır. O bizler şimdi canlı bağda. Kelin usunu selamlayıq. Aydrağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Aydrağa, bu haftanın neticeleri hakkında laf edecek olsak, buna çok böyle mahkemelerinin, sözde mahkemelerinin tolu bir hafta geçirdik. Siz hangilerinde iştirak ettiniz? Pek çok mahkemeler olup geçti bu hafta ve bu ay. Türlü bu administratif ve uголовный bu işler boyunca. Evvelisi birinciden men ne aytacağım, bir-iki gün aldın biz korçalıcılar bu Nariman Celalov, Aktem ve Aziz
Асан ве Азиз Ахтемовлер іш бойынша біз СИЗОға кіріп болдық ве Асаннен көріштік, лап еттік. Ол бізге не айтты? Даны олғананда бір-екі hafta hasta oldu, karantinde oldu. Onun bu kanunsuz yapılan şeyler ve bu pıtka olarak yapılan şeylerin neticeleri de kalgan. O yuklaganda yaxşı yuklap olamayken. Evet, bu pristuplar endi o kadarlık çok olmay erken değil. Bir-iki gün içinde bir kere olup geçeyken ama da pristuplar kalgan. Lakin ağrıklar bu onda olan ağrıklar dаны kalgan ve o boyunca şimdi korçalıcılar, arizalar ve şikayetler hazırlayıp Asan'ın bu şeyler için biz anda kırıp laf ettik ve şimdi şikayet ve arizalar hazırlayımız. Başka mahkemeler boyunca evet Nariman Jiralov boyunca apellasyon mahkemeye geçti. Bu mahkeme olan vakitte Azbarda bu mahkeme binasının yanında Leyla Yashlavskaya'nı politsiya xadimleri negedir onu yanına gelip negedir onu dokumentlerini tekşirmege istegenler ve onu politsiya binasına alıp ketip 5 saat ondan da tutup kanunsuz şeyler yapkanlar. Menimçe bu böyle şeyler tek bir netice keltire adamlar, halk bu olup çıkan mahkemelerde, Nariman'ın mahkemesinde, Hasan ve Aziz'in mahkemesinde jıyılışmasınlar, gelmesinler, bakmasınlar, kol tutmasınlar deyip menimçe böyle etip korkuzdalar. Ve ondan son Rostov'da da bir-iki mahkeme olup çıktı, oldu. Bu İsmet İbragimov, son Servet Ağa Gaziyev, bu 5 adam boyunca men Servet Ağa'nı gördüm, bek muşkul vaziyette. Şimdi Bana bunu soracak idim çünkü Servet Ağa Gaziyev zaten kalp hastası, böyle hastalık geçirgen edi kalbi cihetten ve mikroinsult galiba geçirgen edim, yanlışmak istemem tıbbi sözlerde ve aytılganına göre hastahanede bulunganı vakit ona böyle dumpuslegenler hatta sakalını kesmesi için ve vaziyetinin kerginleşkeni akta diğer advokatlar da bildirgen edi. Şimdi onu nasıl hissetkeniyle bağlı sizge de soramağa isterim. Evet, bu yapılan işler olup çıkan biz men mahkemede olganda Servet Ağa'nın laf ettim. Onu viziyette bek muşkul o mahkeme binasında olganda bu akvaryumda olganda sol kolun tutaydı. Men soradım ya niye tutasız desem çalışmay bek yaxşı çalışmay dedi kola. Beti kıyış ve aytты men pek yaramay o'zimni shundan avletem. Men aytdim ole olsa dedim shunda biz skорыйni chaqirishimiz kerak ve skорый помощь kelgan son onu baktılar, yeni ukol yaptılar, onlar tek böyle yaparlar, gelirler, bakarlar, ukol yaparlar, ondan son mahkeme devam ediyor. Ama da bu SIZO'da olup çıkan bu SIZO'nu mediko-sanitar частьte olgan şeyler olup çıkan, onu urganlar, sakalın keskenler, aytkanlar sen nege öyle yapasın deyip öyle şeylerini aytkanlar ve bu
канунсыз япкан иштер боюнча шынды оны корчалайчысы Александр Стасюк şikayetler hazırlayıp şikayetler ondan aldığında o şikayetler arizalar yazıp bergen edi şunda ondan son onu sorak yaptan son dana da başka şikayetler bu prokuratura xadimlerine Следственный комитет xadimlerine şikayet verecek SIZO xadimleri böyle kanunsuz şeyler yapkanı için. Ya Айдар Бey, hukuki cihetten eğer böyle hastalık olsa insan böyle özünü yaman his etse, mikroinsult geçirgen sonra bedeninin bir tarafı çalışmağını görse bu ev tevkiti şartına geçirilmesi imkanlarını vermey mi ya da mahsus bu gibi represiyalar yapıla? Bilesiz, eğer bu politik iş olmagan olsa bekimde bu adamın endi evge de geçirir edi, подписка da olar edi o adamda. Ama da öldürmeye tırışalar çünkü böyle devam etse kim bilsin yani Allah saklasın. Öyle vaziyet oluşu mümkün ve ne kadar onu SIZO'da tutsalar o kadar bu vaziyet yakınlaşa. Biz bir kere de çok kere aytkan edik bu mahkemeciga da aytkan edik. Öyle mümkün değil. Bizim mahkememiz Servet Gaziyev böyle olğanı için, bu hasta olğanı için mahkememiz de devam etip olamay. Bizim mahkememiz bu uголовный iş boyunca da devam etip olamay. Bu birinciden, ikinciden en öyle bir vaziyet ola, siz bu adamın yavaştan sizin kollarınızla, ama da sizin kollarınızla değil de bu SIZO xadimleri kollarıyla bu adamın yavaştan sağlığın yok etesiz. Eğer böyle devam etse, bizim mahkememiz devam olmaz. Şunun için bu adamın домашний arrest'i geçirmek gerek. Eğer onu yapsanız, домашний arrest'te olganda Servet Gaziyev oğa doktorların da mümkün alıp demekle kvalifikasyası olan doktorların liçenyasında yapmak mümkün ve öyle şeylerin gerek yapmağa biz aytamaz. Ama da onlar bilirler bu politik iş olğanı başlayırlar etmeye. Mana bizge kiyat geldi SIZO'dan. SIZO yaza ona hastalığı onda olğan hastalık SIZO'da onu mümkün öyle tutmağa. Biz aytamız bu kiyatlar öyle yazıla sizler son buğa cevap vereceğiniz böyle kiyatlarga. Olar kolların kotereler aytalar, biz bir şey yapıp olamayız. Mana SIZO'dan böyle kiyat gelse, biz doktor değiliz da doktorlar kereler aytalar, o iştirak etişi mümkün mahkemede. Yo, SIZO'nu doktor ayta, mümkün onu çıkarmak mümkün, SIZO'dan son kaytarıp yeni SIZO'da tutmak mümkün diye böyle kiyatlar yazalar. Evet, böyle vakit gelir, bu kiyatlar son bu adamlar karşı olarak çıkar. Ama da o vakit kaçan gelecek? O vakit kaçık bekimde Servet Gaziyev Allah göstermesin. Ama da ona sağlığı bek müşkil vaziyette ve ozu bir müşkil vaziyette olarak. Ve Айдар Bey, mına ötkerilgen mahkemeler hakkında aytıp geçtiniz. Servet Bey Gaziyev'nin sağlık vaziyeti hakkında aytıp geçtiniz. Asan Ahtemov Aleda ona yapılgan işkencelerin neticesinde özüne kelip olamağını hakkında aytıp geçtiniz. Ve elbette ki anda içeride bulunup bularını bilmek, öğrenmek ve bular etrafında çalışmak bu bir taraf, ama diğer taraftan mına hangi bir yardımlarını tıştan belki beklemek mümkün. Mına sizin fikrinizce mında yapılganlar yeterli mi? Belki de daha faal bir hareketlerini bekler ediniz. Menimçe eğer biz yapkan hareketler bu Европейский судda biz şimdi o hareketlerini yapamız ne için? Европейский суд için bu kiyatlar gerek ve ama da anda pek tez bir şey olmay. Menimçe Европейский
судта bu процесслерин эгер тезлетишселер, ondan bir yaxshi bir pozitiv qaror olar bizga. Nega deseniz, eğer Yevropa mahkemesi öyle bir karar çıkar, bu adamın tezden çıkarıp hastahanege onu davalamak gerek deb öyle bir karar çıkarsa, elbette Rusya Federasyası ve Rusya Federasyası kanun sisteması Yevropa mahkemesi çıkargan kanunların olar tezde annulletiler, применяет. Şoň üçin menimçe bu taraftan yardım olarak yardım etseler pek güzel olar edi ve birinçiden bu viziyeti basanda Asan'ın viziyetinde, Servet Ağa'nın viziyetinde Balaban bir yardım olar edi menimçe. Çok sağ olun Ayдар Bey, bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için teşekkürler. Advokat Ayдар Azamatov bizle canlı bağda edi. Biz ise programımızı devam ederken de men de rus tiline geçmeyi isteyim. Çünkü növbetdeki musafirimiz bizle рус тілінде лаф етecek. Украин сетшинасы. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». С нами сейчас на прямой связи политолог Светлана Кушнир. Пани Светлана, витаем вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Пани Светлана, только что мы говорили с адвокатом из временно оккупированного полуострова Айдаром Азаматовым, который рассказал нам о состоянии ряда крымско-татарских политических заключенных. В частности, вспомнил Сервета Газиева, который совсем недавно перенес микроинсульт, и которому не была оказана достаточная медицинская помощь. И вдобавок еще его там в российской тюрьме избили за то, что тот отказался сбрить бороду. Также рассказал о состоянии здоровья Асана Ахтемова, задержанного 4 сентября, и который подвергся пыткам со стороны ФСБ, и что тот тоже все еще не оправился от этих пыток, и ночью у него бывают приступы. Но вот такая ужасная ситуация сейчас с политическими заключенными на территории полуострова и с теми, которых Россия незаконно вывезла на свою территорию. Как вы считаете, достаточно ли сегодня делает украинское руководство, мировое сообщество в защите прав человека на территории полуострова? Ну, вы знаете, самое страшное в том всем, что происходит, это то, что Российская Федерация считает украинских граждан, крымских татар, гражданами своего государства. И так как Россия никогда не считала жертвы ни в каких войнах, ни в каких мясорубках, она точно так относится и политическим заключенным. Мы знаем, что перед Крымской платформой были большие ожидания, что мы в этом формате будет составлена такая группа, не знаю, нас бы поддержали, я думаю, точно, на очень многие государства, гуманитарная группа, потому что более 200 крымских татар, мы знаем на сегодняшний день, либо осуждены, либо пропали без вести, либо пребывают в местах несвободы, либо находятся в СИЗО и ждут какого-то решения суда российского, хотя это не суд, а судилище, по-другому это нельзя назвать. Поэтому и я была среди тех, кто ждал, что такая гуманитарная подгруппа на этом форуме будет создана. К сожалению, этого не произошло. Ноты протеста мы заявляем. Вы знаете, что украинского омбудсмена не пускают на территорию России, тем более не дают возможности проверить состояние наших заключенных. Поэтому тут вопрос, видит ли российская сторона вот это вот самое прискорбное, видит ли российская сторона в украинской стороне тех переговорщиков, либо 1, 3, 5, не знаю, может быть на уровне глав государств, может быть на уровне представителей Офиса президента и администрации Путина, чтобы можно было вести какие-то серьезные и эффективные переговоры с целью забрать наших граждан из мест несвободы
и прекратить их нужно ли, мучения. да, нужно ли это России? Потому что то, что происходит сегодня в тюрьмах оккупированного полуострова и тюрьмах на территории Российской Федерации, это в принципе то, что выполняют сотрудники этой тюрьмы, не только и оккупанты, это приказ Кремля, мы же понимаем. Кроме всего прочего, несколько лет назад мы видели, наблюдали, как случались бунты в тюрьмах. Это российские заключенные, не украинские граждане, не политические заключенные, а по криминальным статьям заключенные устраивали бунты из-за нечеловеческих условий содержания. Поэтому наша сторона, Украина, должна на всех площадках, где угодно, я уже не знаю, может быть, достаточно мало Россия реагирует на замечания ООН, но на других площадках и с другими партнерами Украины, где Российская Федерация слышит их, мы должны настойчиво требовать нам помочь. Это жизни наших граждан. Одним из переговорщиков, как я считаю, могла бы выступить Турция. У турецкого президента и украинского президента более-менее нормальные рабочие отношения. Поэтому было бы хорошо, чтобы сейчас, зная, что происходит, а тем более такие случаи, когда человеку, украинскому гражданину, своевременно не оказывается медицинская помощь, когда мы знаем, что есть факт, зафиксирован избиений, издевательств, фактически это пытки, я думаю, что президенту Зеленскому было бы правильно снять трубку и позвонить Эрдогану с просьбой, с мольбой о помощи, чтобы наши граждане хотя бы имели возможность быть в контакте с нами и не подвергались таким унижениям, уничтожением и человеческого достоинства, и человеческого здоровья. Скажите, как вы думаете, есть ли сегодня у Реджепа Таипа Эрдогана рычаги влияния на Путина? Потому что вы помните, что в полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Зеленский встречался непосредственно с Эрдоганом, проводил переговоры и передал ему списки украинских политических заключенных, в числе которых были и, естественно, крымско-татарские политзаключенные. После чего, буквально через неделю, Эрдоган полетел в Сочи, там он встретился с Владимиром Путиным, и нам пока что ничего не известно относительно того, поднимался ли на этой встрече вопрос Крыма и вопрос политических заключенных. И все же, можем ли мы рассчитывать на то, что Эрдоган все же эти вопросы поднимал, и можем ли мы рассчитывать на то, что Эрдогану и в этот раз удастся поспособствовать освобождению политических заключенных, как это было в 2017 году? Вы знаете, есть информация, что Украина и Россия, администрация президента Путина и офис президента Украины готовят встречу. Может быть, в этом формате стоило бы напомнить еще раз. Мы знаем, как очень болезненно российский президент реагирует на любые упоминания о Крыме. Неважно, это мы говорим о аннексированной территории или о компенсациях за утерянное имущество наших граждан, или мы говорим о том, что пропадают наши граждане, или они осуждены только за то, что они крымские татары. Мы знаем, что это очень болезненно воспринимается, но тем не менее, я думаю, что здесь должна быть определенная поддержка турецкого президента. Рычаги влияния у Эрдогана есть. На самом деле мы можем вспомнить эти рычаги, кстати, экономического характера и лежат в разрезе энергетической сферы. Мы знаем, что несколько лет тому назад Эрдоган заявил, президент Турции сказал, что за 5 ближайших лет они ставили себе такую задачу: Турция должна стать крупнейшим европейским газовым хабом. Вы знаете, что сейчас творится на рынках энергетических в Европе? Поэтому, может быть, через определенные экономические рычаги влияние оказано, могло бы быть. Но для этого действительно нужны серьезные переговоры. И иногда, знаете, вот в 2017 году, я вспоминаю, да, было благодаря участию, благодаря тому, что влияние Турции было достаточно сильно и велико, мы смогли получить хоть какие-то... мы смогли
получить назад часть своих граждан. К сожалению, Российская Федерация — такая машина, которая все равно будет действовать в своем античеловеческом ключе и античеловеческой логике, выпуская одних и отдавая одних со скрипом под определенные экономические и политические уступки, она все равно тут же находит 5, 6, 10, 20 представителей крымско-татарского народа или просто украинских граждан, которых заключает, осуждает, незаконно удерживает, либо они пропадают без вести, и мы не можем установить даже причины, если они там, не дай бог, погибли, мы не можем до конца быть уверенными, живы они или нет. Поэтому я считаю, что украинская сейчас сторона, как по мне, недостаточно прилагает усилий для того, чтобы вот такая международная коалиция, вот такой международный диалог и международное давление со стороны Турции было осуществлено на Российскую Федерацию. Несмотря на то, что президент Зеленский передал этот список тех заключенных и тех узников, которые были на территории Автономной Республики Крым, украинской территории, аннексированной Российской Федерацией, взяты в плен, либо сидели в СИЗО, либо до сих пор сидят, либо уже получивши сроки отбывают наказание почему-то в российских тюрьмах, они, будучи на свободе, живут и растят детей, и создают блага и себе, и семье, и своему народу. А вот мне кажется, что вот здесь есть люфт, как я говорю, где можно еще надавить. Но вот вы упоминали и может быть одним из условий встречи. Мы знаем, что мы не хотим особо встречаться, как страна, да, которая пострадала от агрессии России, мы не хотим встречаться со своим агрессором. Но, может быть, вот обмен, либо послабление, либо возможность доступа до местной свободы нашего омбудсмена, либо контакты, возможность наведения контактов с нашими осужденными на территории Российской Федерации могли бы стать предпосылками для такой встречи. Ну вот противно помните, нам. как да, была... это правда. Но надо садиться и надо договариваться. Иначе по-другому выцарапать, забрать, выкрасть у тирана своих людей мы не сможем. Ну а как договариваться? Ведь мы понимаем, что даже если будет осуществлен такой неравноценный обмен, а это в любом случае, если обмен он будет неравноценным, потому что Россия удерживает абсолютно ни в чем невиновных людей, а мы со своей стороны отдадим реальных преступников, как это было уже неоднократно. Но мы ведь понимаем, что в заложниках у России вся территория полуострова, весь Крым, и сегодня отдав 10, 15, 20 человек, завтра может Россия задержать еще 100, 200 и 300 абсолютно невиновных. То есть это в любом случае будет неравноценным обменом. И как вы думаете, здесь же нужно наверняка вопрос решать с корня, корень проблемы, да, это оккупация Крыма. Вот та крымская платформа, которая была создана для деоккупации полуострова, она может быть эффективным рычагом решения этой проблемы, фундаментальной проблемы в виде оккупации Крыма? Знаете, я являюсь достаточно системным критиком власти, но создание такой платформы — это тот плюс, который я могу этой власти поставить. Потому что до этого мы говорили на разных международных площадках, форумах, встречах, конференциях относительно того, что нам нужно возвращать Крым, но платформы либо такой площадки, где этот диалог, монолог или общение могло бы состояться, не было. Да, все начинается сначала с разговоров. Потом постепенно, шаг за шагом, мы могли бы продавливать свою позицию, и именно продавливать. По-другому я не знаю, как действовать в этой ситуации. И терпеливо и настойчиво ждать от того особого момента и концентрироваться к тому моменту с силами, ресурсами, с настроем, когда ослабнет хотя бы на немножко гнет Российской Федерации для того, чтобы вернуть Крым. Я напомню, что именно примерно в такой же логике и тактике действовала Российская Федерация. Давайте вспомним, сколько лет
А российскую пропаганду на территории Автономной Республики Крым вели российские политики. Не с повода туда, конечно, тогда въезжали. К сожалению, это большой минус для украинского государства и украинской государственности, потому что позволяли таким образом проводить пропаганду, сеяли это зерно сомнения, нелюбви к своей стране, к своему государству, к Украине, что потом и случилось в 2014 году. Поэтому есть этот один аспект, и есть другой аспект. Это давление на Российскую Федерацию рублем, долларом, евро. Мы до сих пор, к сожалению, это большой минус украинской власти. Большой. И тут нельзя снимать ответственность ни с этого президента, который сейчас, ни с предыдущего. Мы не посчитали, сколько нам стоит потеря и временная оккупация, то есть недополученные доходы, пока Крым не является нашей подконтрольной территорией. Эти суммы, я думаю, что это уже будут триллионы долларов, могли бы быть тем фактором, который мог бы в судах. Вы же помните, как мы по газовой сделке смогли додавить Российскую Федерацию, и она нам возвращала деньги за неустойку, скажем так, и фактически штрафы по этим контрактам газа. Да, я помню. Точно так и с Крымом мы должны действовать таким путем. Агрессора побудить, если у тебя не настолько сильная армия, ты не можешь. Но если ты будешь давить, душить его экономически, знаете, тут приходит мне в голову аналогия с проектом «Анаконда», известным очень. Если будешь ты его душить экономически, если будешь ты давить на него с точки зрения экономики, я думаю, что где-то в какой-то момент он прогнется. А к тому времени мы должны быть сильны, мы должны быть готовы вернуть территорию, вернуть своих граждан и вернуть возможность крымско-татарскому народу жить, творить, любить на своей земле. И последний вопрос про возможную встречу Зеленского с Путиным. Мы слышим заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что такая встреча необходима, и он говорит, что на этой встрече непременно должен подниматься вопрос Крыма и Донбасса, но тем временем мы слышим заявление с Кремля, в частности Пескова, который включает эту вечную мантру российскую относительно того, что они не будут обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта вообще. И вот когда мы видим такие два взаимоисключающих заявления, две взаимоисключающие позиции, можно ли вообще рассчитывать на то, что такая встреча в ближайшей перспективе состоится, даже если не тет-а-тет, то в нормандском даже формате? С нормандским форматом я бы сейчас повременила, потому что идет смена власти в Федеративной Республике Германия. Так. Вот, как только после коалициады и собственно говоря, составления полного состав, да, вот состав кабинета министров, да, и канцлер будет уже все избрались, договорились, подписали. Вы знаете, немцы очень щепетильные, это может растянуться даже на месяцы. Потом есть у нас еще момент, на выборы выходит и Франция, они будут избирать президента, будет ли это Макрон. Поэтому по формате нормандском встреча на сегодняшний день, скорее всего, будет бесперспективна. То есть встретиться, поговорить, пожать друг другу руки, ну, я думаю, что Зеленский Путину руки жать не будет, но тем не менее, и все. Решений там никаких принято не будет. Потому что они должны быть воплощены, а кто их будет воплощать? Меркель, которая уходит, или Макрон, который выходит на избирательную прямую, и которому нужно консолидированно работать и не иметь хвостов или каких-то провалов во внешней политике. Кто мог бы стать посредником для того, чтобы такая встреча случилась? Возвращаясь опять к Турции, я думаю, что это президент Турции, господин Эрдоган. Он мог бы стать поверенным одной и другой стороны для того, чтобы усадить стороны конфликта за стол переговоров. Я понимаю, что Российская Федерация будет требовать не вспоминать ситуацию с Крымом. Мы понимаем, что Российская Федерация будет отказываться говорить, они считают это внутренним конфликтом, о поддержке и фактически поддержке марионеточных террористических группировок ДНР и ЛНР, но Украина так или иначе вынуждена додавить ситуацию и усадить Путина за стол переговоров.
Понятно, что у нас будет очень много вопросов экономического характера. Мгм. И не только по газу. У нас очень много чего есть. Я опять напоминаю, что российско-украинский договор о временном хранении отходов ядерных реакторов, Россия уже один раз нам немножко там пригрозила его разорвать в одностороннем порядке и вернуть нам все топливо за эти годы, за 30 лет независимости. Это будет большая экологическая катастрофа. Поэтому у нас есть вопросы и перечень которых мы можем согласовать, но никто нам никогда не мешает во время дискуссии, во время встречи задать острые вопросы, иметь, конечно, контраргументы, потому что и там готовятся. Любая импровизация — это всегда хорошая заготовка домашняя. И, возможно, скажем так, при посредничестве Эрдогана такая бы встреча произошла. Хотим мы этого, не хотим, красные линии, синие, фиолетовые. Нам нужно попытаться, первое и основное, решить вопрос о возврате наших заключенных, которых мы ищем, и на территории оккупированных районах. И у нас есть еще политически заключенные, которые были тоже не только на территории Крыма, но и на территории ОРДЛО, похищены или отбывают наказание. У нас есть женщины, осужденные по якобы законам, якобы этих ДНРов за терроризм. А на самом деле это украинские патриотки, которые пытались помочь Украине вернуться на Донбасс и в Луганск и в Донецк. Поэтому вот момент, на котором мы точно можем, на котором может Зеленский, скажем так, оправдать встречу, это, естественно, жизни украинских граждан. Да, я поняла. Пани Светлана, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я сейчас предлагаю к нашей беседе підключити Віктора Тарана. Він зараз з нами на прямому зв'язку, політичний експерт. Пане Викторе, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да. Пане Виктор, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что не против встретиться с президентом России Путиным и обговорить с ним вопросы Крыма и Донбасса. И он выразил надежду на то, что при такой встрече мог бы положительным образом решить эти вопросы. Но с другой стороны, с Кремля мы слышим тоже заявление. Они говорят о том, что о Крыме никаких разговоров и речи быть не может. Как вы думаете, вот в такой конфигурации встреча двух лидеров тет-а-тет реально? Смотрите, зустріч може бути реальною, але вона буде беззмістовною. Тому що у Путіна і у Зеленського абсолютно різні повістки дня. І це, на жаль, перетвориться не більше, ніж піар-акцію для обох політичних лідерів, на які продемонструють своїм виборцям, що вони відстоюють їхні інтереси. Ну а потім після повернення їхні комунікаційні стратегії будуть потім розказувати про те, що ми не змогли домовитися через, скажімо так, як каже Путін, ми не задоволені тим, що Україна не йде на поступки, а Україна каже, а ми не задоволені, що Росія не йде на поступки. І це буде, на жаль, велике ніщо. Тому що з Росією неможливо ні про що домовитися по тій причині, що вона не виконує взяті на себе зобов'язання. Росія розуміє лише мову сили, тому єдиний варіант, який міг би бути ефективним, це якби Україна зараз би, Зеленський краще поїхав би в Європу і домовлявся про посилення санкцій проти Росії за Крым и за оккупацию Донбасса. Вы помните, прошел инаугурационный саммит Крымской платформы, и после чего последовали репрессии в отношении крымских татар в Крыму со стороны Кремля. Был задержан первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял и братья Ахтемовы Асан и Азиз. Вот как вы считаете, как сегодня должна на эти действия России реагировать Крымская платформа, и почему все же Крымская платформа еще не собралась на те консультации, к которым призвал Меджлис крымско-татарского народа после репрессий? Я думаю, що ці питання треба ставити учасникам Кримської платформи і організаційному оргкомітету, чому пройшло більше місяця, а вони так і не змогли підготувати заяву, яку погодили би всі учасники. Ви знаєте, на мою суб'єктивну думку, за місяць часу це можна було б зробити. І, як на мене, це дуже
перший дуже негативний сигнал, про який свідчить, що Кримська платформа на цьому етапі вона як народилася, але ще не життєздатна. Я думаю, до речі, що ці арешти, які почав робити Путін, це і була, знаєте, така тестова свідома провокація і тест, щоб подивитися, а чи працює Кримська платформа, а чи вони щось зроблять. Така, відповідна реакція. І, на жаль, беззуба позиція, точніше відсутність будь-якої позиції, переконала Путіна, що, на жаль, поки що Кримська платформа ще мертва і її нема чого боятися. На жаль. Вы сказали, что президенту Украины Зеленскому стоило бы поехать в Европу и там договариваться с нашими партнерами, чтобы были ужесточены санкции в отношении Кремля. Как вы считаете, вот то, что санкции не ужесточаются сегодня, это проблема украинской дипломатии и недостаточной активности работы в этом направлении, или же отсутствие желания у наших западных партнеров эти санкции ужесточать? Мені здається, що тут, як це кажуть, і тут, правда, і в першій частині, і в другій частині. Я думаю, що якби були б наші позиція була б більш проактивна, то і санкції б наші партнери були б вимушені посилити. А так, оскільки в них такого бажання сильно немає посилювати, тому що, як вони самі кажуть, що вони не хочуть далі шкодити своїй власній економіці, то пасивна українська позиція грає їм на руки, і вони дають до санкцій і не посилюють. Ви не просите, ми не робимо. Тому треба проявляти проактивну позицію. Вот когда мы говорим про активную позицию, что вы имеете в виду? Потому что в последнее время вот риторика руководства, политического руководства Украины очень сильно изменилась, и Зеленский такую риторику назвал даже наглой политикой немного, когда вот мы более требовательно озвучиваем какие-то вещи по отношению к своим партнерам, и в частности к Организации Объединенных Наций. Вы слышали выступление Зеленского, достаточно такие жесткие заявления он сделал, назвал ООН супергероем на пенсии, да, если я не ошибаюсь. Мы слышим заявление по отношению к... Ну, то есть, что это все? Ну, дивіться, чесно, я не знаю. Тому що робити такі серйозні такі заяви в напівпустому залі і злити наших партнерів, я думаю, що це певна помилка. Всі знають, що велика політика і робляться тихою сапою в кабінетах, де домовляються про серйозні речі. І там немає слова хайпу. Там є сідають і відбувається свій прагматизм. Так? Ви посилюєте санкції проти Росії, а ми за це там вам допоможемо, наприклад, у там не знаю протистояння, не знаю, там з Китаєм там чи не знаю, чи ще щось. Отак це повинно працювати. А вийти і зробити красиві заяви на публіку — це не боротьба, це бутафорія, так кажу. Также Зеленский на этой неделе сказал о том, что к Новому году Украина планирует внести на рассмотрение в Генеральной Ассамблее ООН новую обновленную резолюцию по Крыму, а именно по нарушениям прав человека это будет 6-я резолюция, а по милитаризации полуострова это будет 4-я резолюция, если, конечно же, они будут приняты. И все же, что принципиально нового в этих документах мы можем увидеть? Я не знаю, я не читав ці документи. А как вы думаете, вот эти резолюции, которые принимаются в ООН сегодня, они будут в долгосрочной перспективе иметь эффект? Дивіться, якщо я не читав ці документи, я їх не аналізував, я не можу дати відповідь на це питання. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Вікторе. Чохсаголос, політичний експерт Віктор Таран був з нами на прямому зв'язку. Пані Світлана, чуєте нас? Алло. Да, вы слышали нашу беседу. Вот тему резолюции я бы все же хотела обсудить, потому что до этого Генеральная Ассамблея ООН все же принимала резолюции по правам человека и по милитаризации. Как я уже сказала, по правам человека, если ее примут, это будет уже 6-я, а по милитаризации, если примут, уже будет 4-я. И все же, что эти резолюции нам дают? Ну, во-первых, они дают нам возможность продолжать нашу борьбу дальше. Мы понимаем, что мировое сообщество следит за тем, что происходит в Крыму, как происходит в Крыму, и дает свою определенную аналитику и предложение, если можно так сказать, к стране-оккупанту, как это разрешить. А с другой стороны, вот тут Виктор вспомнил о санкциях. Мне кажется, что последние 2 года Украина теряет поддержку международной коалиции
Мы это видим по многим вещам. И не только по достройке Северного потока, но и по возвращению Российской Федерации, вернее, делегации Российской Федерации в ПАСЕ. И заявление отдельных премьеров относительно того, что нужно снимать, премьеров в Европейском Союзе, относительно того, что нужно снимать санкции с Российской Федерации. И тут не так давно вспоминали относительно того заявления 2014 года, когда санкции должны были быть реально жестокими и жесткими против Российской Федерации. Но они были смягчены. Только потому, что госпожа Меркель сказала, что нужно оставить место для того, чтобы определенный такой задел для Путина, чтобы он смог сохранить лицо. Она верила, что все это, вся эта экспансия, вся эта оккупация, вся эта аннексия может быть прекращена Путиным. Поэтому сила была мягкая, слишком мягкая. Российская Федерация немножко получила удар под дых, а потом оправилась, наладив отношения с другими геополитическими и стратегическими партнерами. Поэтому резолюции дают нам, наверное, должны нас вдохновлять и давать силы продолжать бороться за Крым, за наших граждан, за часть украинского Донбасса, далее и далее. В этом плане мне импонирует стратегия китайцев, которые всегда скрупулезно готовятся к проектам и говорят, что они готовы к проекту, но ждут этот момент, ждут, когда мимо тебя, ты сидишь на берегу, проплывет труп твоего врага. Украине тоже нужно иметь такое терпение, но к этому терпению мы должны прилагать, уже нарабатывать серьезные стратегические законодательные инициативы. Одна из таких законодательных инициатив — это, естественно, в случае деоккупации возвращение воды в Крым. А еще мы можем говорить относительно давления, мы уже вспоминали, давление экономического по потере и экономическим утратам Украины из-за оккупации Крыма. И главное, знаете, чего всегда европейцы, европейские Евросоюз демократы, они всегда хорошо умеют считать деньги, для них это очень важно. А поэтому с этой стороны, с финансовой нужно сходить. И когда мы показываем кадры, они видят реально, что происходит в Крыму, как издеваются над людьми, крымскими татарами в тюрьмах. Вот это наглядное, оно впечатляет. А пока мы рассказываем относительно того, что наш Крым, помогите нам его вернуть, они этого не слышат, не хотят слышать, и даже представители отдельных законодательных собраний позволяют себе наглость приехать в оккупированный Крым, пообщаться с коллегами, посмотреть, что происходит. Мне кажется, что наша позиция по ситуации выборов, проведения выборов на оккупированной территории АРК, она была на внешнем векторе достаточно слаба. Я думала, что мы сможем более резкие получить выпады наших партнеров в сторону Российской Федерации после выборов этих в Госдуму. Но, видите, мы их не услышали. Дякую вам дуже, пані Светлана. Чухсагулно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Светлана Кушнир, политолог, была с нами на прямом зв'язку. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу, atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Вы видите сейчас ссылку на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте. А продолжая информационно-аналитическую программу «Бугунь», я бы хотела перейти
к следующим не менее важным новостям. Украина считает, что «Северный поток-2», военная безопасность Украины и ситуация на Донбассе – это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в рамках нормандского формата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе. Давайте его послушаем. Зараз переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників-лідерів. Після візитів Меркель в Москву і Київ відбулося 2 раунди консультацій, 2 відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що Північний потік-2 і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов'язані питання. Тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и помощница уполномоченного Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провели телефонный разговор. Стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых были и переговоры в нормандском формате. Об этом на своей странице Twitter сообщил сам глава Офиса президента Андрей Ермак. Вот его цитата. Провів конструктивну розмову з помічницею повноваженого Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд. Обговорили безпекову ситуацію навколо України, перспективи діалогу у форматі нормандської четвірки, важливість посилення ролі США у переговорному процесі з мирного врегулювання на сході України. На возможной встрече президента России с президентом Украины Владимиром Зеленским российская сторона хочет добиться отмены санкций и навязать Киеву прямой диалог с представителями так называемых Донецко-Луганской народных республик. Кремль давно уже направил Украине проект возможных решений двустороннего саммита. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило российское пропагандистское издание «Коммерсант». И вот что они пишут. Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи господ Путина и Зеленского. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений. Кремль считает, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Россия исходит из того, что 2 лидера могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между 2 странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года. С нами сейчас на прямой связи військовий експерт, директор Центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Ну, это абсолютно неприемлемые условия для Украины, то, что мы услышали с вами вместе выше в цитате, и все же можно сделать тогда вывод, что в ближайшей перспективе встреча 2 лидеров тет-а-тет или даже в нормандском формате не состоится. Ну, навіть якби вона відбулася, то, як ви самі чудово розумієте, немає взагалі точок дотику, які б взаємно задовільнили обидві сторони. Ми не можемо пристати на умови, які висуває Росія. Росія не вважає за потрібне йти на якийсь конструктивний діалог. Отже, як я і казав раніше, ми просто маємо спокійно бути готові до тривалого протистояння і не мати ілюзій щодо швидкого розв'язання цієї ситуації. А когда вы говорите про тривалое противостояние, это то, что вот сейчас мы видим на Донбассе, попытки прекращения режима тишины со стороны российских силовиков, боевиков. То есть это будет вот такой тлеющий конфликт, какое-то время продолжаться, эта война? Как это будет? Тут можуть бути різні сценарії. І Росія намагається використовувати бряцання зброї як елемент тиску, оскільки вони заявляють, що Північний потік-2 запущено, великої зацікавленості в газотранспортній системі України вони не мають, отже їх ніщо не стримуватиме для реалізації планів повномасштабної агресії. Бійтеся, українці, ми зараз прийдемо. Або погоджуйтесь на наші умови. Це може бути як і банальна бравада, так і серйозні плани. Нам в будь-якому разі не потрібно панікувати, але бути спокійно до цього готовими. І на
Моє задоволення, Збройні сили України зараз цю готовність демонструють. Мгм. А вот когда мы говорим о возможных долгосрочных планах России по Донбассу, что это может быть? Мы видим в последнее время, как Россия поднимает ставки, можно сказать, паспортизирует жителей ОРДЛО и привлекает их на выборы в Государственную Думу России. Мы видим о том, что Россия отказывается продлевать мандат миссии ОБСЕ в отдельных районах оккупированных Донецкой и Луганской областей. Мы видим заявление Александра Лукашенко, который говорит устами Путина о размещении российских зенитно-ракетных комплексов на украино-белорусских границах. Мы видим, как говорит пан Сергей Гармаш, постоянные срывы каких-либо переговоров в трехсторонней контактной группе в Минске. То есть к чему это все идет? Можем ли мы говорить о том, что Россия планирует аннексию Донбасса? По факту, вона вже багато в чому відбулася. І насправді я не вбачаю в цьому якоїсь драматичної зміни для України. Ми завжди підкреслювали, що ці території окуповані Російською Федерацією. Зараз Російська Федерація по факту це вже визнає. Але там сама та риторика, яка суттєво змінилася, напевно, протягом останнього року, стала більш агресивною, більш нахабною, більш самовпевненою. Вона демонструє, що, напевно, включати заднього Кремля наміру немає. Відчуваючи зараз через певну м'якість наших західних партнерів, певне таке збудження і самовпевненість, нібито можливість досягнути якоїсь мети. Це пов'язано як із тим, що Сполучені Штати пішли з Афганістану, так і з запуском Північного потоку. Росіяни намагаються витиснути з цього максимум. Ситуація в Білорусі, ситуація в інших країнах, всюди, де що б не відбувалося, вони прагнуть посилити свій вплив. І, звичайно, навіть якщо ми пригадаємо військові навчання, які відбулися, власне, на території Білорусі, то там відпрацьовувалися саме дії проти України. І Росія зараз, за даними наших військових аналітиків, має 3 стратегічні мети для застосування своїх збройних сил. Перше – це оточення нашого угруповання, яке виконує завдання в зоні операції Об'єднаних сил. Якщо цього буде недостатньо для того, щоб Україна капітулювала, це атака з південного напрямку і формування так званого сухопутного коридору до Криму. Якщо ж і цього забракне, це атака з території Білорусі, відсікання України від нашого західного кордону, а отже від можливої підтримки наших західних союзників, ну і така фактична окупація України з формуванням тут проросійської влади, проросійського режиму. Пане Юрий, если мы говорим... Це все не інсинуації, це все реальні плани російського Генштабу. Да, если мы говорим про оккупированный Крым, есть ли сейчас на оккупированном полуострове достаточная по численности и вооружению группировка ВС России для осуществления такой агрессии на материковую часть Украины? Звичайно, вона не може бути достатньою сама по собі, оскільки Україна всі ці роки так само укріплює ці південні рубежі, укріплює адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом. Ми там маємо план оборони. Але сам факт, якщо говорити за кількістю, то від 50 до 60 тисяч військовослужбовців особового складу Збройних сил Російської Федерації знаходяться в окупованому Криму. І там значна концентрація, власне, ударних підрозділів, таких як десантно-штурмова бригада, яка не так давно була передислокаційована, яка не так давно змінила місце своєї постійної дислокації і тепер дислокується в Криму, так і інші сили та засоби. Не повністю ще пішли навіть з Криму кораблі Каспійської флотилії та Балтійського флоту, які під виглядом навчань не зайшли. Тобто угруповання там досить потужне. Наскільки воно здатне самостійно виконувати завдання з окупації Південної України, я не можу говорити. Це потрібно мати більш чіткі дані і бути фахівцем генеральського рівня.
Але я точно знаю, що Генеральний штаб Збройних сил України всі ці сценарії відпрацьовує, відігрує їх на командно-штабних тренуваннях, і до цих можливих цих наступів ми, наскільки це можливо, в наших умовах намагаємося бути готові. На фоне такой масштабной милитаризации полуострова и даже нуклеаризации, и на фоне милитаризации акватории Черного и Азовского морей, украинское политическое руководство неоднократно заявляло о острой необходимости размещения на территории Украины американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот». И даже говорили о том, что на территории Украины может появиться этот железный купол. Говорили даже о возможности размещения баз НАТО или американских баз на территории Украины. Как вы считаете, насколько это все реально и какие еще единицы иностранной техники бы, на ваш взгляд, могли серьезно укрепить украинскую армию? Ну, насправді ми не можемо говорити про якісь конкретні види чи засоби вогневого ураження, які б драматично змінили ситуацію. Українська армія є досить великою, однією з найбільших в Європі. Це вже зараз 265 тисяч осіб особового складу. І її повне переозброєння якимись новими зразками, воно потребуватиме колосальних і фінансових затрат, і значного періоду часу. Якісь такі окремі види зброї, які могли б на певному там напрямку дати нам тактичну перевагу, ну, звичайно, ну будь-що, особливо якщо це дають безкоштовно, ми повинні брати. Але маємо розуміти, що ні Патріоти, ні залізний купол не можуть бути якоюсь панацеєю, яка гарантує нашу безпеку. Я підкреслюю, що гарантувати нашу безпеку ми можемо тільки самі своєю готовністю боронити власну землю. Ворог завжди дуже ретельно оцінює готовність населення до тотального спротиву. І якщо вони рахують, що ціна, яку доведеться заплатити за окупацію, є за високою через цей тотальний спротив, вони швидше за все від агресивних намірів відмовляться. Тому не західними засобами вогневого ураження, а власною готовністю і власною жертовністю українці здатні забезпечити власну безпеку. Записуйтесь до підрозділів територіальної оборони, долучайтеся до зборів резервістів, поцікавтеся, як ви ще можете допомогти армії. Тобто все це можливо, якщо ми, як єдина політична нація, будемо готові до оборони власної землі. Тоді ми будемо незламні. Пане Юрий, и тем не менее, когда речь идет о деоккупации наших территорий, Крыма и части Луганской, Донецкой областей, Украина преследует политико-дипломатический путь возвращения своих территорий. В рамках нормандского формата, Минского процесса, вот по Крыму сейчас создана Крымская платформа. Как вы думаете, в этом направлении Украина будет успешной, или же за Крым и Донбасс все равно придется воевать? Оскільки я не є діючим політиком чи посадовцем, я можу вільніше дозволити собі подібні трактування, тому я не вірю виключно в дипломатичний шлях вирішення цієї кризи. І приклад Азербайджану, який ми ретельно вивчаємо протягом останнього року, він чергово демонструє, що не можна виключно дипломатичним шляхом звільнити свої окуповані території. Як не можна і виключно воєнним. В комбінації цих дій, сил та засобів і полягає ключ до успіху. Україна має послідовно, звичайно, і наполегливо продовжувати реалізовувати всі ті дипломатичні ініціативи, зокрема і Кримську платформу, які вона започатковує. Це все дуже вірно і правильно. Але водночас разом з тим ми маємо укріплювати наші Збройні сили, ми маємо укріплювати взагалі національну безпеку і оборону держави. І в тому числі маємо, звичайно, не публічно, але аналізувати будь-які можливості і мати напоготові плани військового вирішення цієї ситуації.
І в комбінації військового, дипломатичного, економічного, інформаційного інструментів і лежить ключ до перемоги в цій війні. Дякую вам дуже, Чохсалнес, пане Юрію, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Військовий експерт Юрій Кочубенко був з нами на прямому зв'язку. А мы переходим к следующим не менее важным новостям, которые связаны друг с другом. Украина обсуждает с НАТО инициативу объединения усилий Украины, Грузии, Молдовы и Альянса в вопросе обеспечения безопасности и мира в Черноморском регионе. Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на встрече с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Вот цитата Кулеба. Співробітництво між Україною та Туреччиною в питанні безпеки в Чорному морі є дуже тісним та відвертим. І ви знаєте, що поки Україна не є членом ЄС та НАТО, ми розпочали політику створення малих альянсів. Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО плюс Україна, Грузія і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива проговорюється зараз у різних столицях, у тому числі з НАТО. Олег Жданов, військовий експерт, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Дмитрий Кулеба в своей цитате выше сказал, что пока Украина не является членом Европейского Союза и Североатлантического альянса, она преследует политику создания малых альянсов. Вот, в частности, Украина, Грузия, Молдова. До этого мы видели альянс Люблинского треугольника и так далее. Вот такие малые альянсы, на ваш взгляд, смогут обеспечить эффективную работу в вопросе обеспечения мира и безопасности в Черноморо-Балтийском регионе? Да, конечно же. Я бы, кстати, поставил на первое место, наверное, альянс, военно-технический альянс с Турцией. Почему? Потому что он из всех альянсов, ну, кроме Люблинского треугольника, это больше к Балтике даже она относится, и Балтийско-Черноморской оси. Он реальный на сегодняшний день. У нас есть и договоренности, и есть и взаимотоварообмен, и все остальное. С Грузией и Молдовой, к сожалению, мы пока только ведем консультации. Но в любом случае, как гласит наша старая пословица, гуртом и батька бити легше. Поэтому, если мы не будем в гордом одиночестве, у нас есть больше шансов противостоять любой угрозе. Давайте попробуем подробнее остановиться на этих альянсах и обсудить. Если мы говорим об альянсе Украина-Турция и военно-техническое сотрудничество между двумя странами, насколько оно важно, что оно именно в себя включает? Я так понимаю, что в военно-техническом плане это закупка с украинской стороны турецких байрактаров и с украинской стороны для турецкой это предоставление украинских двигателей для этих байрактаров. Об этом речь? Смотрите, это уже у нас совместное производство, кстати. Это первый момент. Второй момент, мы учебно-тренировочный комплекс строим у себя для этих же беспилотников. И я так понимаю, что на этом учебном центре будут обучаться в том числе и турецкие операторы, не только наши. Смотрите, что Турция... А еще вы забыли упомянуть то, что у нас идет сотрудничество в создании флота. Они нам помогают. Турция заложила первый корвет для Украины. И я вам скажу так, что союз с Турцией для нас гарантирует не только безопасность в Черном море, но и свободный выход в Средиземное море. Вот что еще очень немаловажно. Россия, кстати, в этом плане очень сильно зависит от Турции. Всегда можно найти причину и, допустим, применить доктрину Монтре, даже досмотрев корабли, и грузы двойного назначения уже можно не пропускать, потому что они могут быть использованы как военные грузы. Да, но при этом Турция, опять же, согласно конвенции Монтре, не разрешает находиться кораблям Североатлантического альянса в Черноморском регионе довольно долгое время. То есть они там заходят на определенное время и выходят, опять же, согласно конвенции Монтре.
Смотрите, в принципе, они могут заходить и выходить. Там ограничения только по тоннажу и ограничения по энергетической установке и ядерному оружию. То есть Черное море пока что безъядерная зона. Но насколько сегодня известна информация из открытых источников, сейчас в Турции ведутся консультации для того, чтобы они пропустили, ищут возможность обойти доктрину, чтобы они пропустили корабли Североатлантического альянса в Черное море с атомными энергетическими установками, но без ядерного оружия. Поэтому, вы же понимаете, нет нерешенных вопросов, есть возможности. Да. Найдут возможность или не найдут возможность. Но в любом случае корабли могут проходить и находиться в море, а потом выходить и заходить обратно. Это примерно как визовый режим. Вы 180 дней находитесь, допустим, в той же шенгенской зоне, вы на один день выезжаете, заезжаете обратно, а вы опять 180 дней можете находиться в шенгенской зоне. Если мы говорим о турецких беспилотниках «Байрактар», пан Олеже, как вы считаете, вот насколько в современных условиях войны вот такие беспилотники могут поменять баланс сил в регионе, и сможем ли мы в дальнейшем в случае увеличения парка «Байрактаров» на территории Украины вот, считать это оружие как такой палочкой-выручалочкой на фоне тех же «Джавелинов»? Ну, кстати, «Джавелин», он примерно в том же поколении, технологическом поколении, что и «Байрактар». «Джавелин» работает по принципу «пустил и забыл». Там не надо смотреть, попадет он или не попадет. Там уже вероятность попадания практически 100%. Так. Я скажу, да, на сегодняшний день «Байрактары» могут стать действительно палочкой-выручалочкой. Их массовость в вооруженных силах Украины может коренным образом изменить ситуацию до тех пор, пока не будет найдено противоядие против этих беспилотников. То есть средства их обнаружения и средства их поражения. Одно дело увидеть, а другое дело еще и сбить. Поэтому в этом плане у нас, чем больше будет «Байрактаров», тем больше будет преимущество в балансе сил с той же Российской Федерацией. «Джавелины» использовать сегодня мы не можем. А как насчет «Байрактаров»? Есть ли некое ограничение с турецкой стороны по их использованию? Потому что главнокомандующий ВСУ Залужный говорил о том, что «Байрактары» на фронте свою работу выполняют. И все же, что он имел в виду? Ну, смотрите, по «Джавелинам» там просто есть маленькое условие, что в случае обострения, если будут наступательные действия со стороны России, то «Джавелины» будут на передовой, и мы будем защищаться с их помощью. Просто они не находятся вот сейчас в статус-кво, когда сохраняются, они не находятся в зоне операции. Что касается «Байрактаров», то, насколько известно, на сегодняшний день они уже заступили на боевое дежурство. Они полностью облетают линию разграничения и контролируют ситуацию, помогают нашим войскам контролировать ситуацию. Пока что они используются исключительно в разведцелях, без боевого применения, имею в виду нанесения ударов по противнику. Да, я поняла. Теперь о Люблинском треугольнике. Как Люблинский треугольник может обеспечить безопасность в Балтийском или Черноморском регионе? Но Люблинский треугольник, если мы заключаем договор о дружбе, сотрудничестве, и в том числе включая сферу военно-технического сотрудничества, а у нас для этого есть уже вся основа, есть совместная бригада, есть оперативный штаб над этой бригадой, как надстройка военного управления, то мы будем подписываться на какие-то условия взаимопомощи в случае обострения ситуации с соседними государствами или в какой-либо из этих трех стран, которые входят в Люблинский треугольник. Поэтому в любом случае, это, если мы подписываем договор в рамках Люблинского треугольника, то это уже есть гарантии выполнения обязательств со стороны подписантов. И вместе с этим, пан Олежа, сегодня мы в наших эфирах с гостями, которые подключались к нам, обсуждали возможную встречу тет-а-тет Зеленского и Путина. Вы знаете, сейчас из офиса президента мы слышим такие сообщения о том, что такая встреча готовится. Зеленский сам сказал о том, что он готов к такой встрече и выразил надежду на то, что на такой встрече ему удастся решить вопрос Крыма и Донбасса. С российской стороны
говорят о том, что они не против, но для начала нужно определить повестку дня, и там целый список вопросов, которые бы они хотели обсуждать, в частности, снятие санкций и так далее. Вот как вы думаете, в ближайшей перспективе, насколько вероятна такая встреча? Или же такие заявления, что с украинской, что с российской стороны, ориентированы лишь только на внутреннюю аудиторию? Ну, это только на внутреннюю аудиторию. Эта встреча, она просто нереальна в тех условиях, которые сегодня есть между Украиной и Россией. Дело в том, что Россия категорически отказывается включать в повестку дня вопрос Крыма и Донбасса. Не обсуждая эти два вопроса, встреча не имеет смысла. Поэтому я думаю, что ни в среднесрочной перспективе, ни даже в долгосрочной перспективе, если позиция Российской Федерации не изменится, эта встреча нереальна, неосуществима. Вчера в нашем эфире к нам подключался представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, который сказал о том, что Россия всячески всрывает абсолютно все инициативы и любые вопросы, их обсуждения в рамках ТКГ. До этого мы видели, как Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе. Мы слышали, и вы наверняка также слышали такую враждебную риторику Александра Лукашенко по отношению к Украине. Сейчас довольно такая напряженная атмосфера между Россией и НАТО в связи с тем, что НАТО высылает послов России. Вот можно ли это все рассматривать в комплексе и ждать какого-то удара от России в ближайшее время? Ну, я думаю, что ждать удара не стоит, потому что вероятность такого удара, она очень низка на сегодняшний день. Но то, что нету точек соприкосновения в наших отношениях, что не дает возможности продвинуться ни на йоту вперед в плане урегулирования конфликта на Донбассе и решения вопроса возврата Крыма, это да. То есть конфронтация между нашими странами, она будет продолжаться и даже будет нарастать как в политическом противостоянии, так вполне возможно и всплесками активности на линии разграничения, что наносит нам, к сожалению, потери. Вот это повышение ставок, бряцкание оружием, чего пытается добиться Россия сейчас? Смотрите, Российская Федерация пытается то, чтобы мы, первое, признали Крым российской территории, и второе, создав на вот этих территориях Донецкой и Луганской области в отдельных районах, создав кусочек России, вернуть его в состав Украины с огромными полномочиями, с правом, допустим, вето на решение внешне- и внутриполитических вопросов. То есть практически получив рычаг управления всей Украиной за счет вот этого маленького кусочка территории. Вот две стратегические задачи Российской Федерации. На сегодняшний день, сколько мы уже? С 2014 года, мы 8-й год пошел, но позиция России, обратите внимание, не изменилась ни на йоту. Они твердо стоят на своем. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на прямой связи. Продолжая тему безопасности, хотелось бы еще затронуть тему энергетической безопасности Украины. Министр иностранных дел РФ Лавров обвинил США в попытках вмешаться в газовые вопросы между Россией и Европой. По его словам, Штаты намерены поссорить их с ЕС. Давайте послушаем цитату. Это не скрывают США. Они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, снизить нашу взаимозависимость. Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает. Украина же, в свою очередь, не планирует переговоров с Россией о прямых закупках природного газа. В хранилищах достаточно голубого топлива для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также он сказал, что после прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум еще на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против Северного потока-2. Ми все ще сподіваємося, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію потоку. Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні мінімум на 15 років рівня транзиту, який існує сьогодні.
Старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал президента Джозефа Байдена срочно ввести санкции против российского «Северного потока-2». По его словам, Россия использует газопровод как оружие. Байден і канцлер Меркель зобов'язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Однак обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоб вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу. Тем временем российские хакеры, стоящие за хакерской атакой в 2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков кибербезопасности. Российская группа нарушила деятельность нескольких технологических фирм. Об этом сказал Чарльз Кармакал, старший вице-президент, технический директор компании по кибербезопасности. І от його цитат. Група скомпрометувала декілька урядових структур, організацій, які зосереджуються на політичних та зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі. В России же сейчас согласовывают ответ на решение НАТО о высылке 8 российских дипломатов. Однако в Москве не исключает закрытие своей миссии в Альянсе. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщила российская пропагандистская газета «Коммерсант». Там утверждают, что соответствующие меры по НАТО сейчас согласовывают в межведомственном формате. Однако уже принято решение, что они коснутся военной миссии в связи с Североатлантическим альянсом в Москве, который действует под эгидой посольства Бельгии. Подробнее в их цитате. Если НАТО не придет в себя, дело вполне может дойти до свертывания нашего постоянного представительства там. Я напомню, что совсем недавно НАТО приняло решение выслать 8 российских сотрудников и упразднить 2 должности в постоянном представительстве России при Альянсе в Брюсселе из-за злонамеренных действий. Официальный представитель НАТО подтвердил, что у 8 членов российской миссии была отозвана аккредитация. По его словам, они были офицерами российской разведки. Дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября. Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России. В то же время остаемся закрытыми для конструктивного диалога, сказал он. А вот генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывает страны-членов альянса к поддержке взаимодействия с Российской Федерацией. Это должно помочь избежать холодной войны или гонки вооружения. Об этом он сказал во время своего выступления в Джорджтаунском університеті. Подробніше його цитати. Я вважаю, що ми повинні підтримувати взаємодію з Росією, оскільки нам не потрібні ні нова холодна війна, ні гонка озброєнь. А мы сейчас прерываемся на небольшой перерыв, буквально 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационно-аналитическая программа «Бугунь». Буквально через 5 минут. Не переключайтесь. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экранах ваших телевизоров периодически вы будете видеть номер телефона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы сейчас вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Увидимся через небольшой перерыв. А такі речі, як залік по боргах за газ і Чорноморський флот,
і подібне, ну вони взагалі недопустимі. Не те, що з точки зору політичної, економічної це безглуздя повне. Але в силу для мене незрозумілих причин Україна йшла на це. Грач, який декларував себе 100% проросійським політиком, теж зустрічався постійно з Лужковим, домовлявся по будівництву моста. Перше, це їхня була ідея, і вони вдвох і лобіювали цей міст будувати, Кримський міст. Самое главное, что Украина ничего не делала для того, чтобы украинизировать Крым. Это самое главное и самое важное. Ни одно государство, которое смиряется с оккупацией, захватом своей территории, оно не имеет своего будущего. Оно должно приложить все усилия для того, чтобы освободить Крым. Biz sizlerle beraber şimdi Ayseres koyuna geliyoruz. Ayseres, Ayseres. Baba dedelerim koyları, sülalemizin koyu, tarihi koy. Bismillah. Bütün bizim tarihimiz bu terekte oturuyor. Babam elimden tutup bu terekin etrafında aylanıp koştururlar. Darmadağın koyumuz. Bu yerde ne eski evler kaldı, bozdular. Özlerine ev yaptılar. Bu cami Ayseres Camisi. Bu camiyi Ayseresliler nettiği vakti birincide bu camiyi kurdular. Halk çoklanan son ikinci camiyi kurup başladılar yukarı mahallede. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал, телеканал АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью
большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Украина призывает СММ начать дистанционный мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. А постоянный представитель Евгений Цымбалюк в Совете ОБСЕ поприветствовал шаги миссии по опросу людей на административной границе. Вместе с тем он обратил внимание на то, что вооруженные формирования России ограничивают доступ СММ к оккупированным территориям вдоль побережжя Азовського моря. Вот его цитата. Це відбувається в той час, коли комерційні суда продовжують стикатися зі штучними затримками. Території Чорного та Азовського морів поступово мілітаризуються Росією, а Крим перетворюється на військовий форпост Росії. Екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечора, вітаю вас. Доброго вечора. Пане Володимире, мониторинговая миссия на границах, административной границе с временно оккупированным полуостровом, насколько может быть эффективной в вопросах нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма? Ну, ви знаєте, ми вже неодноразово спостерігали роботу окремих міжнародних місій. Відверто кажучи, вона м'яко нас розчаровувала. І навіть були такі, скажімо так, знущання, що сліпі, глухі і нічого не говорять. Хоча з іншого боку, безумовно, участь міжнародних спостерігачів би зіграла в плюс цій ситуації. Бо ми бачимо, які безчинства роблять росіяни на окупованих територіях, зокрема в Криму. І, безперечно, при перетині лінії розмежування теж дуже важко нашим співгромадянам, які змушені перебувати під окупаційним режимом. Вместе с этим увеличилось количество репрессий на территории Крыма, в особенности после инаугурационного саммита Крымской платформы. Вы знаете, был задержан Нариман Джелял, Асан и Азиз Ахтемов со стороны силовиков. Их обвиняют в диверсии. Абсолютно абсурдное, никчемное обвинение было предъявлено им. И как вы думаете, как в данном случае должна была бы отреагировать Крымская платформа? Прошел успешный саммит, затем последовала реакция России в виде репрессий. Сейчас можно сказать, что мяч на стороне Крымской платформы. Вот что должна сейчас сделать Крымская платформа? Ми бачимо, що росіяни докладають максимум зусиль, щоб зламати дух кримсько-татарського народу і, безперечно, так само зламати дух українців, які перебувають під час окупації. Для нас було вкрай важливо, щоб Кримська платформа після гучного піару перетворилася дійсно в площадку, на якій займаються предметними справами, досягають предметного результату. Але, на жаль, цього досі не відбулося. Я чекав хоча б спільної заяви з боку Кримської платформи після цих чергових масових арештів, які відбулися. Ми її не побачили. Можна вважати, що не досяг своєї мети і президент України під час перебування в Генеральній асамблеї ООН. Бо, на жаль, жодного нового підпису під Кримською платформою він звідти не привіз. Це неприємно, бо тоді все більше складається враження, що так, Захід був публічний, це добре. Добре, що в публічному просторі знову прозвучало питання окупації Криму, але більше жодних кроків по практичній реалізації звільнення Криму від влади Росії і полегшення долі тих людей, які перебувають під російською окупацією, ми, на жаль, досі не бачимо. В декларации Крымской платформы есть пункт, в котором говорится, что в случае обострения ситуации на территории Крыма стороны начинают возможные переговоры и консультации в вопросе ужесточения санкций в отношении России. Такое обострение, оно уже произошло. Как вы думаете, то, что сейчас активно мы не видим вот эти консультации и ужесточение санкций, это недоработка украинской дипломатии или, может, какая-то неактивность в этом вопросе, или же просто нежелание европейских партнеров наших и не только вводить и ужесточать эти санкции? Знаєте, я думаю, що це прорахунок обох сторін, безумовно, недопрацювання з боку офіційного Києва, але з боку наших європейських партнерів ми теж бачимо таке певне збайдужіння до проблем України, коли в серці Європи точиться кровопролитна війна, і фактично кожного її доби ми спостерігаємо обстріл на Східному фронті, і жодним чином не полегшується доля людей, які перебувають в окупованому Криму. Європа рухається до
мені здається, таким шляхом ізоляції, так вони хочуть вирішувати лише свої питання і все менше і менше втручатися в питання іншого світу за межами їхніх кордонів. Але це, скажімо так, сліпа політика, бо вона приводить, на жаль, лише до поглиблення кризи всередині самого Європейського Союзу, коли Європейський Союз забуває про свою місію поширення демократії і свободи прав людини по всьому світу. Ну, вместе с этим мы увидели, что одна из важнейших стран-партнеров Украины из Европейского Союза, которая активно участвует в урегулировании войны на востоке Украины, Германия, там прошли парламентские выборы, и, вероятнее всего, новым канцлером Германии будет лидер СДПН Олаф Шольц. Как вы думаете, вот с приходом нового канцлера в Германии какие-то тектонические изменения в внешнеполитическом курсе Германии в отношении Украины могут быть, или какие-то изменения в нормандском формате в тому числі? Я би не покладав надто великих сподівань, що хтось прийде і вирішить всі наші проблеми. Наші проблеми – це наша відповідальність, і треба в першу чергу розраховувати на власні сили. Бо навіть в випадку Північного потоку-2 питання, яке набагато ближче для європейців, бо вони відчувають ціни на газ не лише на кордонах, але у себе, коли платять за його використання, ми бачимо, що жодних подальших дій не послідували. Хоча європейці чітко зазначали в усіх документах міжнародного характеру, чи меморандумах, чи публічних заявах, що якщо Росія буде використовувати газопровід «Північний потік-2» у політичних цілях чи як зброю, будуть санкції. Фактично, це різке підвищення ціни на газ, це теж тиск Росії на Європейський Союз, але жодних санкцій ми не бачимо. Тому не треба очікувати, що після зміни влади в Німеччині, а насправді тут ще не так все однозначно з цією кандидатурою, яку ви назвали, бо конфігурація коаліції нової, а має бути коаліція для того, щоб уряд запрацював, вона може бути найрізноманітнішою. Ми пам'ятаємо період в німецькій політичній історії, коли коаліційні переговори тривали місяцями, а то й півроку і більше, і ні до чого не проводили. Тому давайте спершу почекаємо, яка буде влада. Безумовно, є сподівання, що зелені війдуть до коаліції і вони більш прихильно ставляться до українського питання і більше в ньому розбираються, аніж класичні партії Німеччини. Але поза тим ми пам'ятаємо позицію німецького уряду, яка майже одностайна, що військова допомога виключається. Ми будемо використовувати будь-які інструменти політичного чи економічного тиску на Росію, хоча до цих заходів не дуже редко вдаются. Вы упомянули «Северный поток-2». Мы видим действительно, как сегодня Россия использует газ в качестве оружия, в качестве давления, в том числе и на Европейский Союз, создавая искусственный дефицит газа на территории ЕС. И при этом сейчас все больше и больше украинских энергетиков говорят о том, что после 2024 года и вовсе транзит газа через Украину может быть прекращен. Как вы думаете, каковы должны быть действия уже сегодня украинского руководства, что после 2024 года украинская ГТС не превратилась в индустриальную руину? Ви знаєте, я думаю, що у нас немає часу до 2024 року. Можуть бути карколомні події і під час цього опалювального сезону, якщо середньодобові температури будуть нижчі за середні в попередніх роках. Ми чули заяву буквально нещодавно Путіна, що Росії, мовляв, невигідно постачати газ через українську територію, і росіянам дешевше заплатити згідно з контрактом за непоставлені обсяги газу, але вони готові піти і підтримати усіх. Тобто це чіткий сигнал з російського боку, що вони хочуть повністю заглушити українську транзитну систему і фактично пустити газ в обхід України. І нам треба до цього готовим вже зараз, бо навіть можна дуже легко уявити ситуацію, що росіяни нам платять гроші, але газу фізично в трубах немає. І тоді як запобігти колапсу? Адже питання не лише транзиту, але питання реверсу з європейського боку буде суттєво ускладнене. Бо фактично тиск в трубі впаде, і підтримувати її буде нерентабельно. Дуже є багато запитань, яким чином вийти з цієї ситуації. Головне, щоб влада була свідома цього і дійсно хотіла знайти вихід, а не імітувала пошуки альтернативних шляхів
і одночасно вкидаючи Україну фактично в енергетичний колапс. Бо коли я спостерігаю за ситуацією, що газу в сховищах недостатньо, мінімум на третину, коли утричі менші запаси вугілля від необхідних, і в нас шалена криза неплатежів і багато десяткомільярдні борги Нафтогазу, Енергоатому, багато інших державних компаній, мене охоплює жах. Бо в мене складається враження, що це зумисна диверсія з боку офіційних чинників Києва для того, щоб Україна в підсумку постала перед вибором. Імпортувати газ з Росії або замерзнути, імпортувати електроенергію з Росії, Білорусі, або лишитися без світла, імпортувати вугілля з окупованих територій, так званих ДНР і ЛНР, або лишити наші станції без роботи. Тому я би все-таки радив максимально зараз концентрувати зусилля на тому, що, на жаль, Банкова може грати в інтересах Кремля. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагну, що наше время и подключились к нам в эфир. Экс-министр инфраструктуры Украины Володимир Омелян був з нами на прямому зв'язку. А как мне подсказывают сейчас наши редакторы, с нами на прямой связи Герман Обухов, голова фонду «Стоп Информтеррор». Пане Германе, витаем вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Можем ли мы сегодня уже со стопроцентной уверенностью говорить о том, что Россия использует газ как политическое оружие против Украины, как оружие против всего европейского континента? Нет, ну практически несомненно. То есть это один из рычагов давления на Европу. Но как я уже вижу, да, значит, ну вот комментарий я послушал бывшего большого чиновника в Украине. Ну, собственно говоря, вероятно, такое же примерно отношение и у действующих чиновников. Как-то еще все нет понимания, да, как надо делать, как действует в Соединенных Штатах и, вероятно, и в Европе, поскольку ну, недопонимают все-таки не в Верховной Раде. Я перед отъездом общался с депутатами, ну, несколькими, немногими, да, в том числе и представителем «Слуги народа», это вашей, как бы, да, самой крупной партии. Вот, и не понимают и в аппарате президента, что надо все-таки усилить, я бы так сказал, информационное давление на Запад. А в Америке практически ничего не предпринимают. У меня были пару звонков в посольство, и послал им как бы по электронной почте одно предложение. Ну вот такое сравнение. Значит, в посольстве Литвы, в посольстве Эстонии, Грузии отреагировали, да, на мои звонки, на мои послания. Посольство Украины молчит. То есть речь идет о конференции в Конгрессе, и конференция должна быть посвящена, в общем-то, вот самой большой проблеме, которая беспокоит Соединенные Штаты, но и Европу. Это информационная диверсия России против Запада. Об этом я говорил в Киеве, и никому это пока не надо. Если Украина проигрывает информационную войну, она проигрывает все. Вот как бы это моя позиция. Это не только моя позиция, это понимание многих политологов и политиков и на Западе, ну и даже в России, кстати говоря. Да? А в Украине как-то это немножко слабо это вот доходит, этот постулат. Ну и в общем-то как-то вот такая картина складывается не очень веселая, поскольку надо что-то делать в этом направлении, а в этом направлении делается очень мало. Особенно в Соединенных Штатах. Это я уже ощутил. Не знаю, как будет в ближайшем будущем, но на сегодня это так, к сожалению. А чем это грозит? Ну как чем грозит? Ну, если Россия убеждает, значит, Соединенные Штаты, что все окей, так сказать, что мы дружественная страна и вам, и всем, да, и все будет замечательно, значит, а вот в Киеве, значит, они вот не хотят с нами договариваться, они, значит, такие вот сякие, и там много чего можно наворотить, понимаете? Это не пропаганда, это информационные диверсии. И вот этого не понимают пока до сих пор многие даже на Западе, и в том числе в Соединенных Штатах.
Но многие понимают, значит, вот поняли в одной серьезной структуре, поняли в Atlantic Council, да, что надо что-то делать с Россией. А вы понимаете, какая очень простая вещь. Если в Конгрессе принимают закон, который разграничивает или дает определение, вернее, что такое пропаганда и что такое информационный терроризм, и принимается закон, который предусматривает введение штрафов, определенных санкций против страны, не обязательно России, которая нарушила этот закон. Это значит, если Россия будет продолжать вот эти информационные диверсии, то санкции они должны быть на основании уже закона, а не просто так вот собрались и сказали: о, слушайте, вот они опять, так сказать, что-то там сделали, давайте как вот подумаем, что как. Все должно быть четко прописано в законе, а его пока нету. Вот мы говорим о чем, понимаете? То есть, и этого не понимают и в Киеве, к сожалению. Раскройте, пожалуйста, как именно Россия осуществляет эту информационную диверсию в Европе, в Соединенных Штатах Америки и не только. Она инфильтрует, возможно, своих агентов, своих сотрудников в средства массовой информации Запада, или как это происходит? Значит, происходит, сейчас я отключу, тут, к сожалению, мне звонит, сейчас, секундочку. Происходит это в разных направлениях. Значит, действует и телеканал России, да, я уже не помню, какие там РТР, не только РТР, там куча всяких каналов. Понятно, что смотрит это русская диаспора. Значит, но работают все соцсети, в том числе и на английском языке. И мы видим, как это повлияло на даже выборы в Соединенных Штатах Трампа 5 лет назад. Но это повлияло и сейчас, да, так сказать, там активно действовали те же, как называют, боты или там, не знаю, тролли, что угодно. Вот, поэтому это до сих пор такое действенное оружие, и его пока никто не устранил. И это еще говорили в Третьем Рейхе, не знаю, кто там, и Геббельс, и прочие там, значит, да, там, бонзы от Третьего Рейха, что без пропаганды, без информационной войны, если мы не выиграем, значит, это уже половина выигрыша на поле боя. Вот и все очень просто. Это касается и Крыма, и Востока на Донбассе, и чего угодно. И вы лучше меня знаете, сколько этих информационных диверсий в Крыму и на Донбассе. Что мне вам рассказывать? Да. Это будет целый список. Если эта конференция пройдет, я думаю, что прилетят все-таки из Украины. Там, ну, если слуги народа не хотят лететь, прилетит там, не знаю, там представители «Голоса», либо «Батьковщины», либо еще кто-то. В всяком случае, 2, 3, 4 человека наберется, кто прилетит на эту конференцию, помимо там Литвы, там Эстонии. Да? Вот. И все эти факты будут выложены. Где какие вот диверсии происходили, это абсолютно четко, понимаете? Диверсия — это когда 100% фейк. Это не просто что-то такое, да? Это придумано, это вброшено в общество, а через день-два узнается, что ничего этого нету. Ничего не было вообще, понимаете? Как вот мальчик распятый там в Донбассе, как там девочка изнасилованная там в Вильнюсе солдатами НАТО. Не было ни солдат НАТО, ни этой девочки. Через день-два никого не нашли, так сказать, не нашли этого распятого мальчика, еще куча там, не знаю, там всяких там совершенно фантастических там, значит, да, диверсий. Вот и все. Вот это фронт борьбы. А вот все остальное, экономика, да, она как-то немножко, да, идет. Хотя вот сейчас все на нее. Вот, слушайте, Северный поток, там, 2, там, 3, 4, не знаю сколько, да. Перекрыть этот Северный поток не стоит ничего, понимаете, при желании. Вот если вот как бы вот ввести вот этот закон, и в России, и в Европарламенте, там, ну, я имею в виду, что в Германии, там, во Франции, и все, так сказать, да, значит, и у России уже будут связаны руки. А этого не понимают, к сожалению. Ну, что делать? Ну, попробуем объяснить, значит, в Вашингтоне, возможно, да, не знаю, как получится. Но пока я не ощущаю вот никакого понимания и, значит, никакой поддержки, да, вот этим инициативам, ну, пока так. Дякую вам дуже, пане Германе. Чох сагун, что нашли время и подключились к нам в эфир. Герман Обухов из Соединенных Штатов Америки был с нами на прямой связи, голова фонду «Стоп Информ Террор».
А мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь», только уже переходим на крымско-татарский язык. Сайгылар кадашлар кырым-татар тилине кечемиз вене вбиттеке бу программамыздын кысымына біз кырым-татар тилинде девам этежекмиз. Ве бизлерни мерахландырган сонки актуаль меселелер üzerinde лаф этмеге планлаштырдык. Мен яйынымдын эң башында сизлерге айткан эдимки, биз бүгүнкү яйынларыбыз девамында sadece siyaset meselelerini değil de bizlerini meraklandırgan medeni meseleler etrafında müzakerelerini alıp baracakmız. Hususan bu hem til meselesi olacak hem de toponimika meselesi olacak. Çünkü biz endi birkaç haftadan beri Ukrayna Nazirler Şurasının kabul etken kararını tilşinaslarının, hocalarının müzakere etemiz. Kırım Tatar tilinin Kiril urufatından Latin urufatına geçmesi meselesini hem de toponimika meselelerini de müzakere etmeye planlaştırdık. Yayınımızga hoş olacak musafirimiz bizim şimdi muarirlerimiz Zori Hoca Umerovanın bağlamağa tırışa meni bizni sizlerini biz onun Latin urufatına geçüş meselesini laf edecekmiz. Bunun ile beraberlikte bizim yayınımızga jurnalist TTR telekanalının bağışlanız tesisçilerinden biri Şevket Memetov de bağlanacak. ATR telekanalının yayınında endi bir ilan vereyim sizlerge. Kırım Tatar toponimikası ile bağlı programma çıka. Endi cumartesi günü saat 18:05'te toponimika ile bağlı programmamızı seyredeceksiniz. Anda jurnalist Şevket Ağa Memetov Kırım'nın meşhur koyları boyu yürüp bu koylarının şimdiki alı vaziyeti ve tarih hakkında tarif etti. Ozu bizlerge tavsiyatlıca yayınımızda anlatır dep umut etem bağlangan sonra bir 10-15 dakikadan. Şimdi ise biz til meselesini müzakere edecekmiz ve bizle canlı bağda Zori Umerova var. Kırım Tatar tili hocası. Zori Hoca, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar sizge Gülsüm Hanım. Faydalı ve gerekli şeyler olsun. Cümlemizge çok sağ olun Zori Hoca. Teşekkürler yayınımızga bağlanğanız için. Ayrıca men sizden Kırım Tatar tilinin Kiril urufatından Latin urufatına geçüş meselesini laf etmege isteyim. Zira bilesiniz Ukrayna Nazirler Şurası bu gibi kararını kabul etti ve 2025 senesine kadar böyle geçüş müddeti belgiledi. Sizin fikrinizce bu gibi hareket Kırım Tatar tilinin saklanılması, inkişaf ettirilivi ve kengleştirilivi yönelişinden bir fayda getirebilir. Nasıl fayda? Birinciden bizim tilimizin til kaideleri doğru olacak. Sözler da seslerini işte telaffuz etken seslerimizi biz yazıp olacağımız. İkinciden Türk dünyada olan işte bizim başka Türkiye halklarının böyle bir tilden bağlı, edebiyatla bağlı işte okumak, yazmak işte aynı olacak. O da yaxşı ve üçüncüden işte bu bir Türk dünyanın İsmail Gasparalımız aytkan gibi tilde, fikirde işte birlik o sadece bizim halkımızdan da değil ve başka Türkiye halklarının da tilde, fikirde işte birlik olganımızda bu pek güzel bir şans, yollar açılar. Onun için biz pek sevindik. Ukrayna'da çok yıllardan belli istegen şeyimizni neyse bu sene kabul ettiler. Yazık evvel kabul etmediler ve bizim işte devlet taraftan desteklenmedi. Bir zamanlarda özlerimiz tırışaydık. Bir şey ya jurnal ya gazette açık bir parça Latince bastıraydılar. Ama devlet seviyede elbette o ile başkaca oldu. Kitaplar basılır inşallah. Çok güzel, çok sevindik. Bir gerekli ama yazık geç.
Daha keç değil ama yapmak gerek. Yani iç olmağanından keç olğanı bile yaxşıdır bu vaziyette. Yani tamır halklar ile bağlı kanun olğanı gibi. Ama alda sizin fikriniz ne için Ukrayna hükümetine 30 yıl gerekti bizim meselelerimizni çözüp yönelişinde bazı bir hareketlerinin kabul edilmesine hem tamır halklar ile bağlı mesele hem de Latin Rufatına keşif ile bağlı mesele ki bu gibi kararlarını ikinci kurultayımızda 91 sene salgan idi. Bilesiz, işte aytmak çok şey mümkün. Ukrayna taraftan işte sanki bir halk Ukrayna'da hukuk taraftan hiç baskı görmedi dayın ayta edilir ama biz Kırım Tatarlar ve başka işte çok nüfuslu olmayan halklar biz onu duya yedik. Bizlerge ne toprak var idi Kırım'da, ne hiçbir şey Kırım Tatarlar ne bugün elde etse her şeyini özlerimiz, kitaphane olsun, tiyatro olsun her şeyini özümüz yapkan son Ukrayna işte elde postfaktum gibi kabul ettiler ve tasdiklaydılar. Son hatta açık olsa da maddi taraftan yardım da edilir dedi. Ama Ukrayna'da tolerant değildir ama biz onu duymayalım. Ve bizge Kırım Tatar halkımız, bizim milletimizge nispeten biz onu her şeyini koruyorduk. Milli mekteplerine götürse 15 milli mektep açılsa da her şeyini, her bir mektep çok davalarla, çok Kırım Tatarların tarafından göstergen hareketlerden açıldı. Kırım Tatar milleti biz sizni bekledik de peki sevemiz de mana sizge mektep, mana sizge kitaphane uleşi yok edi. Yazık, çok yazık. Ama şimdi hiç olmanın yüzlerinden bizlerge çevirseler, bizlerge destek etseler çünkü biz til o canlı bir vasita canlı. Onu her zaman yaşatmak gerek ve devlet taraftan destek olmasa ağır. Mesela bakınız Ukrayna'da da Ukrayna dili çok yaxşı okulmaydı ama işte burada hepimiz bilgen sebeplerden son 2014 seneden son ular da o tam işte millet etkençilerge başkaca davranıp başladılar. Şimdi Ukrayna'da hepsi mekteplerde Ukrayna dilinde dersler görüyorlar. Çok güzel tarafka ular inkişaf ettiler. Hatta genç aileler, ana baba genç adamlar ama özün evlatlarının tek ana dilinde laf etken ben ona şahadım. Gülsüm canım, ben onu koruyordum uzun. Mektep talebeleri Ukrayna dilinde laf etkenlerini onu da ben uzun koydum. Ama şimdi bizim milletimizge bu destek olsa elbette bizler dilimizni saklarmız inşallah. Çok güzel olur. Elbette her birimiz gayret göstermek gerekmiz dilimizni saklamak için. Devlet şimdi böyle davransa bile bizge ama inşallah gelir zamanlar mekteplerde her yerde bizim ana dilimiz devlet dili olur inşallah. Dualar etip oturamiz. İnşallah. Yamına şunu soracaktım. Eğer ki çok meşhur Kırım Tatar yazıcılarımızı okuyacak olsak, alacak olsak, işte Şamil Alidin'in, Hüseyin Şamil Tohtargazi, Bekir Çobanzade, Hamdi Giraybay ve ilahli birçoklarını okur ekende öyle bazı bir ifadeler ve sözlerle karşılaşasın ki bugünkü Kırım Tatar tilinde onlarını laf etkenimiz vakit rast getirmek çok zor ola. Sizin fikrinizce bu ne ayta yani inkişaf etip yönelişinde yeterlice laf etmegenimizin mi sebebi bu ya da devlet seviyesinde tilge destek
бек көстерилмегенин себеби бу. Неден келени үчүн катенде чок мешур болгон фразеологизмлер болсун, ифаделер, ибарелер, сөзлер атта шымды кулланылмай калды ve бир чок ерлерде атта тил бойлы biraz суний шекерге чеврилмеге башлай. Bilesiz bizim o kadar zengin ve dülber tilimiz var ama hem sürgünlükte hem bizim tilimiz til gibi öğrenilmegen, edebiyatımız öğrenilmegen, araştırmalar yapılmagan için ve gerekli seviyede milletimizge verilmegen için gerçekten bizim tilimiz, bizim milletimizin arasında eski sözler unutulan, kimerde bilesiz var öyle insanlar, mesela Mustafa Ahmet, men kimerde bir eski sözlerini kullanğanda bana bilesiz ne diler, ne Türkçe laf edesin. Ama o bizim sözlerimiz, Şamil Aladin, Bekir Çobanzade'nin dili. İşte bizde pek çok Rus sözleri var, bizim tilimiz Ruslaşkan gibi Türk dili. Şimdiki bugünkü halda men öyle görüyorum. Bizim tilimiz Türk tiller gibi inkişaf etmeydi. Rus gramatikasına göre ya da Rus diline yakınca etip inkişaf ettiler şimdi. Ama yavaş yavaş onu çok hocalarımız, çok mütehasıslar görüyor ve onu gerekli gibi başlaylar hareketler yapılmaya. Elbette inşallah işte pek çok til konferansiyalar gerek geçirmeye ve o sözler mutlaka bizim tilimizge, canlı tilimizge kaytar. İnşallah işte Dülber bu söz deyimler, işte frazeologizmler de kaytar ve Kırım Tatarlar, hepsi olmasa da ama çoksu Kırım Tatarca düşünür ve onun fikrini Dülber ana dilinde ifade etip olur. Ama şimdi öyle yazık değil canım, çoksu Rusça düşünürler ve onu tercüme etip öyle anlatarlar. Umut etemiz ki aytkanlarınız olur. Yukarıda ve Zoryoja Latin elifbesine geçecek olsak son olarak da şunu soramağa isterim. Zira siz çok yıllar devamında ömrünüzü Kırım Tatar tiline bağlarına öğretuvge bağışladınız. Hem mekteplerde hem üniversitelerde bu yönelişinde çok fazla hareketler yaptınız. Yapmaya da devam etmektesiniz. Ve men de misal mektepte okanda Kiril Rufat'ın okugan edim. Aynen diğer birçok bizim balalarımız ve hocalar da Latin Kiril Rufat'ında dersler bergen edim. Şimdi sizin fikrinizce ne kadar kolay ya da ne kadar zor olabilir Latin Rufat'ına mekteplerde geçmege, üniversitetlerde ki bilemendi üniversitetlerde Latin Rufat'ı da kullanıla. Nasıl bir zorluklarla karşılaşabiliriz ya da aksine daha kolayca olacak birçok harflerinin peyda olganının telaffuz meselesi de işte inkişaf edecek. Birinciden buna devlet programması gerek. Bu benim fikrim. Devlet programması gerek ve bu Latin urfatına kavuşmak için basamak belki 10-15 seneye kadar kavuşmakını planlaştırmak gerek. Şimdi çok yazık Kırım Tatar tilinde basılgan gazetler, mecmualar, kitaplarını okumaylar. Şimdi onu Latin elifbesinde başlasalar, onu men belesem daha çok adam olamaz, okuma istemezler. Onun için onu plan işte basamak gibi düşünüp yapmak gerek. Mesela birinci 5 sene aynı metinini iki urfatta basmak mümkün. Ya kitaplarını mesela iki urfatta olsun. 5 sene geçken son ende mesela %75'ini Kırım'da ya da 50'liğe Latin urfatının son daha da koşmağa
Ve bule yavaştan alıştırmak gerek Kırım Tatar halkın, işte Kırım Tatarlarını. Çünkü bu çoğusu basılgan kitaplar, gazetler ya da üniversitede, mekteplerde dersler görecek, üniversitelerde dersler algan talebeler çoğusu Kırım Tatarları. Kırım Tatarlarga bizler işte en esas Kırım Tatarlarını göz önünde tutup ve onlarga kolay olsun dep öyle hareketler yapmak gerekmez. Mesela şimdi ben istedim de böyle yapacağımızda ve onu son bir kimse okumasa o çok hatta zarar getirebiliriz. Bizge aytam da en esası Kırım Tatarlar okusunlar, öğrensinler ve yavaş yavaş alıştırmak gerek. İkinciden ben teklif ederdim başka Türkiye halklardan, SNG'de yaşayan Türkiye halklar nasıl ular Latin urfatına geçtiler, ularının tecrübesini öğrenmek gerekmez. Üçüncüden elbette ATR ya da üniversiteler ona çok emek vermek gereklir. Çünkü ATR'ne çok insanlar baka üniversitelerde anda hocalar işte hocalarını gelecekte hocalar ya da mütehassıslarını okutarlar. Anda açık çokça ona emek vermek gerekmez. Ama en evvela avam halkını gerekse простых людей, Kırım Tatarlarını düşünmek gerekmez. Ular okuyacak gibi, ular öğrenecek gibi adımlar yapmak gerekmez. Mesela mektepke barmazdan o çağındaki ballarga nasıl mümkün Latin elifbeni alıştırmaga, son mektepte okuyan talebelerini, ama aytam da onu 10 ya da 15 senege öyle bir programı düşünüp yazmak gerekmez. Maksadım Kırım Tatarlar zarar görmesinler, istekleri olsun ve Kırım Tatarlar olgan edebiyatını alsınlar, okusunlar, öğrensinler, bilsinler. Çünkü Kırım Tatar tek Kırım Tatar değil, halkını yaşatkan birkaç değerlikler var. Burası da medeniyet, dil, medeniyet. Onu bizler öğrenmek gerekmez. Onun için en evvela neler basılsa Latin urfatında Kırım Tatarlar almağa istesinler, okumağa istesinler. O maksat olmak gerek. Bökten. Ve yavaş yavaş alır. Amin. Çok sağ olun Zori Hoca. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için bökten teşekkürler sizge. Zori Hoca Umerova bizle canlı bağdaydı. Kırım Tatar til hocası. Sevgili arkadaşlar, yayınımızga devam eder ekende ise biz növbetteki bağlantını bekleyimiz. Jurnalist Şevket Ağa Mehmetov bizle canlı şekilde telefon vasıtasıyla bağlanmalı da anlatmalı. Yarın ATR telekanalının yayınından bir programması çıka. Onun maksadı, amacı neden ibaret? Hangi bir koylarını endi ATR telekanalının takımı işgal edilgen Kırım'da kezip çıktı ve nasıl şekilde programa olacak? Hangi bir meselelerinde müzakere edilecek? Ne kadar çok bizim toponimikamız hangi koylarda saklanıldı adlarını hatırlagan ve koyunun tarihini hatırlagan semedeşlerimiz, kartlarımız yaşayışta ne anlattılar? Şevket Ağa Mehmetov'a, çünkü Şevket Ağa zaten onun background'ı öyle, tecrübesi öyle. O birçok kereler hatta onun jurnalistik faaliyetine başlaganlar vakit Kırım'da koy yürüp birçok programmalarını yapkan edi ve bugün bizim görgenimiz Kırım'dan eski çeşit türlü videolar, programmalar, Kırım Tatar tilinde laf etken Rus, Ukrayn kadınları, er adamlarının videolarını bir vakitlar Şevket Ağa Mehmetov çıkargan edi ve bugün böyle degerlikке geçirildi.
чеврөлді деп айтмаға мүмкін бізге біздің тарихымызды қатырлатқан бұл кібі программалар не қадар чоқылса қадар яқшыдыр. Шевкет аға біз шымды жанлы бағда келін соң селемлайық. Шевкет аға, селям алейкум, мерабаңыз. Selam aleyküm, akşam şefleriniz hayırlı olsun. Cümlemizge. Ve bununla beraber bütün ATR televizyonun seyircileri, hepiniz için akşam şefler hayırlı olsun. En esasını aytmaz ki, bizler sizinle beraber Gülsüm Hanım buna şimdi sizde zöre hoca oldu bir iki dakika bilse. Dilimizin böyle bir Latin urfatına geçunen bağlı meselelerini açıkladı. Lakin ne üçündür ayttı ki basamak, İşte biz bu basamakların içerisinde 30 yıl devamında adım adam. Ne üçündür basamaklar eksilmedi. Daha ziyade arttı, vaziyetimiz gerginleşti ve en esası tilimizden bağlı bütün tedbirler daha ziyade mürekkepleşti. Evet, ben şimdi şikayet tarzında etmek istemeyim. Yakın Kırım Tatar dilinin mütehassısları, edebiyatçıları bu işinden uğraşan insanlar Latin urfatına geçunin bağlı imla kaidelerini işlep çıkarmak gerekirler. İşte şimdi alimler, tetkikatçılar, bu sahada çalışkanlar birinci derecede bu kanun kaidelerini işlep çıkarmak gerekirler. Ve bununla beraber son elbette ayıp geçtiler, ATR televizyon kanalına ayıp geçtiler, matbuat vasıtalarını ve bununla beraber aytmak isteyeyim elektron versiyalar. Bizim tilimizin çok çeşit sahalarda elektron çeşitlerini işletmek gerekmez. Ve hem lügatlar olsun, hem telaffuz olsun, hem yazı kaideleri olsun, hem bununla beraber okul şartları, işte bunlar hepsi çok yüksek seviyede yapılmak gerek. Ben onu yapacak tek ATR televizyon kanalı kadınları bahsetmek göre. Çünkü anda başka onu yapacak, gösterecek ve keyfiyet cihetinden takdim edecek insanlar yoktur. Çok memnunum Şevket ağa, bizge bu kadar çok ümitlerini beslegеніңізге, umut etemiz ki айтқанларыңыз olur. Men sizden esas bir meseleni laf etmek isteyim. Yarın ATR telekanalının yayınında akşam saat 6'da ve sabah saat 10'da sizin Kırım Tatar toponimikası ile bağlı, köylerimiz ile bağlı böyle bir programmanız çıkacak. Sizden bu programmanın biraz ilanını vermenizni isterdim. Asıl da bu şimdi meydana gelgen programmanızın maksadı, amacı, mesajı neden ibarettir? İşte bilirsin Gülsüm Hanım. Son yılları Kırım çok değişti. Değişti adlar, değişti kasabalar, değişti ozenler, adları değişti. Ayudaklar Medvedgar olup gitti, Karasular Karasevka olup gitti. Bu son 2-3 yıl içinde olup gitti, anlarsınız. Lakin bu şeyini müzakere ederekimiz, ben toponimikenin bağlı büyük facianı aytmaz diyeyim. Biz için toponimika bu tek siyaset değil. Aslında siyaset bu en büyük toponimikadan başlandı. Çünkü bizler için, Kırım Tatarlar için bu hem tarih, hem tilşinaslık, hem edebiyat, hem folklor, hem ülkeşinaslık. Bununla beraber bu bizim tarih. Nasıl ettirip bizim tarihini değiştirir de biz de bu değişimlerin içine uygunlaşıp ketkenimizin duymaya kalarız. Men bu yönelişte aytmak isteyeyim ki Gülsüm Hanım, bana 1944 senesinin faciasından son 48 senesine kadar bu hakimiyet 4 tane ferman çıkardı, ukaz. Bu fermanlar boyunca, mesela 1944 senesi ve 48 senesi 1227 tane köy kasabalarının adları değişti. 1944 senesi 14 dekabrde переименование районных и районных центров Крымской АССР деп 10 tane rayon ve köy kasabalarının adları değişti. 45 senesi 21 Avgust günü РСФСР Yukarı Şurası'nın fermanının 334 tane köy ve rayonların adları değişti.
Ve en sonusu 18 Mayıs 48 senesi Kanada RSFSR Yukarı Şurası'nın fermanının 1068 koy ve kasaba. Bana bakınız, ben kısa 4 yıl içinde biz olmayan yıllar içerisinde ne kadar değişimler olup geçti. Umumen Kırım haritasında yangi adlar paydo oldu. Men bu şeyini aytar ekenim. Bana şimdi Kırım'da 12 tane Ivanovka deyen koy var. Çeşit rayonlarda. 9 tane koy var. Bu koyların adları mesela Kalinovka. Aynı. 11 tane Vladimirovka. 7 tane Lugovoye. 6 tane Alekseyevka. 6 tane Oktyabrskaya. 5 tane Pervomayka. 6 tane Veselaya. Bakınız. Bir avuç Kırım içerisinde buna bundayan adlar demişti. Onlar da çeşit rayonlarda, çeşit koy kasabalarda. Kaysı Ivanovka ketesin? Saktaki Ivanovka ketesin ya da Lenin rayondaki Ivanovka. İşte bundan daha 5-6 tane daha Ivanovka. Buna bakınız nasıl vaziyettemiz. Lakin en kergin vaziyetin bir şeyini aytmaz diyeyim. Bizler özümüz de bu şeyge biraz pervasızca bakkanımız gibi görünüyor. Mesela ATR televizyon kanalı açılgan son, bundan tahminen 20 yıl evvelse bizler koy-koylardan yürüp koydaşlar görüşülerini yapaydık. Birçok bizim adamlarımız aytadi, kerekim bu koydaşlar görüşülerini ne çıkarasız? Ne baranda insanlar bararlar, koylarını hatırlaylar, koylarında silingen yokturlar. Yazık ki bu koylarla silingen koylarla beraber insanlar gitti. Bizim canlı tarihimiz gitti. Onlar bütün bu mesela bizim folklorumuzda olan büyük lambat masalları, küçük lambat masalları, Ozenbaş faciasını ya da Taraktaş efsanelerini onlar özlerinden beraber alıp gittiler. Bizler onu tek 1800-1700 seneleri yazılgan çeşitli araştırmacılarının hatırlaularında okup onlarını bilemiz. Çok yazık ki bizler 30 yıl devamında Kırım'da yaşap onlarını tam derecede toplamaya ne imkan taptık, ne fırsat taptık, ne de maddi destek taptık. Benzin tapmasak maşın da tapamaydık. Benzin tapsak maşından beraber kamera kıdıraydık. İşte böyle bir perişan bir vaziyetteydik. Yazık bunda. Ben şimdi kabahatların belgilemesem bütün kabahat özümde. Şahsi men özümde. Çok şeylerin özümde yapmak gerekiyor. Şimdi bu boşluğunu doldurmak için mesela siz bugün ayıp geçtiniz Ayseres koyu hakkında. Ayseres biz için büyük facia. Çok yazık ki Ayseres'le beraber bizim facialı koylarımızın adları devam ediyor. Taraktaş, Uskut, Tuva, Kapsko, Ulu Ozen, Küçük Ozen. İşte ben bu koyların hepsine bardım. Bu insanlar elinde çok sanda özlerin koylarında yaşamaylar. Yaşayan insanlar da birçok şeyini bilmeyler. Ama 90 yaşında ve ilahi yaşında olan insanlar Kırım denişik yerlerinde. Ben mesela bizim teşebbüsçü insanlarla beraber sağ olsun Tahir Ağa, Mustafa Evden adam Ahmetçi'den bana Ayseres programmasını yapması için küçük yere çeşitli insanların evlerine barmaya. Onlar hepsi 90 yaşında ya 90'dan ziyade. Onların hepsinin evlerine barıp, onların hepsini siz nasıl bilediniz Ayseres'in? Ayseres'in malileri, Ayseres'in dağları, Ayseres'in çokrakları, Ayseres'in kerekleri, üzümleri, osumlukları hepsini bu insanlar bana 90 yaşından ziyade insanlar onları bileler. İşte bu, ben onların toplamaya çalıştım. Ya böyle insanların rast geldiniz Şevket Ağa. Ben çok meraklı insanlar koylarının tarihini özlerinde, aklında taşıgan, kanlarında taşıgan insanlarını bu koy kezip, anlaşıp, konuşup böyle insanlar çok kaldı mı bugün?
pek az kaldı. Hem күнден eksilerler. Bizim aramızga kirdi mınau koronavirus degan hastalık. Bizim aramızga keldi bir talay yasaklar. Bizim aramızga keldi bir talay. İşte ağır bir durumdamız. Lakin ona bakmadan buna mesela men aserezlerim birçok Sovetskiy içki rayonuna barıp yazdım. Mesela o insanlar 20'ye yakın insan yazdık. Lakin onlar hepsi ihtiyar yaşında adamlar. Onlar hepsi kara poyuzlardan geçken insanlar. Onlar hepsi özlerinin balalığını Ayserez malelerinde geçirgenler. Onların yazdı. Kimisi yırlay, kimisi ağlay, kimisi efsanelerini hatırlay. Ve öyle bir meraklı şeyler var. Ben hatta öyle bir Rus kadınına rast getirdim. O Rus kadını Pani Ola diyeyim ben ona. O Rus kadının babası Kırım Tatarı, o da Ayserez'de doğan. Lakin her vakti ballarına aytayken Ayserez hakkında Yüzlü Sakhalin'de yaşagan, harbi hizmette olgan, cenkten son anda, düşken anda kalgan ve çok yazık ki bu kadın gelip babasının evine ala hayırdan Kırım Tatar üslubunda tamirley ve şimdi de yaşay. Onun çok meraklı bir Ayserez efsanesi degen şey yazdı. İşte ben de o Ayserez efsanesini hayırdan yazmak isteyim. Ona bu teşebbüsten çıktık işte. Bu tedbirlerini daha devam ederiz. Ben aytmak isteyim ki Gülsüm Hanım, mana bu fırsattan faydalanıp bu toponimika hakkında aytamiz. Bizlerde bugün mana mesela Kırım Mühendis Pedagogika Üniversiteti var. Bunda tarihçiler var, tilşinaslar var. Bunda ülkesine men aytmak isteyim bu insanlar oldukça ziyade bu ekspedisiyalar yapıp bu adamların sağ kalgan insanlarını yazıp toplamak gerek. Son yılları koydeşler görüşmeleri geçti. Bizim teşebbüsçülerimiz mesela Yakup Ağa Kerim olsun. Birçok insanlar özlerinin koyları hakkında Küçük Özen ve Küçük Özenler, Büyük Özen ve Büyük Özenler, Ulu Özenler çeşit kitaplar yazdılar. Hatta yakınlarda mesela Çöl tarafında, Lenin rayonunda, Yedikuyu tarafta silinip gitken koylar var. Harbi kısmı içinde mezarlıkları, tek baştaşları kalgan koylar var. Ben şimdi Lahır'da eten bu Zevit Ağa Gaziyev'den beraber de anda barıp bu şeylerini toplap böyle bir unutulan Nogay koylarının tarihi hakkında hazırda şimdi Kırım'da çeşitli yerlerde yaşayan koylarda doğan insanların torunları yaşadılar, karbaba dedeleri yaşadılar. Onların hatırlamalarını yazıp almak gerekmez. Onun peşindeyim. Bu hastalıklar içerisinde. Ben aytmak isteyeyim bu şeyini ne kadar çok yapsak o kadar yaxşı. Lakin Ukrayna'da yapılacak şeyler daha ziyade. Nasıl şeyler yapmak gerek Ukrayna? Ukrayna İlimler Akademiyası mahsus ilmi araştırma ekspedisiyasını teşkil etmek gerekti ve onlar tarihi adlarını bundaki olamayacaklar. Lakin resmi olarak ilmi cihetten bunu esaslap öğrenmek gerekler. Çünkü Tavri Milli Üniversitesi'nin studentleri okuyorlar, üniversitet var, dilciler var, tarihçiler var. İşte onlarda imkanlar var. İşte bir vakitler Reabilitirunna Historia diyen bir büyük proje çıkardılar Ukrayna vaktinde. Ben aytmak isteyeyim. Reabilitirunna toponimika degen şeyinin bir programmasını yapmak gerekli Ukrayna'da. İşte bu şeyini araştırmalar onların ellerinde var. Onların gizli arşivlerinde hem koylar var, hem tarihler var, hepsi var. Onu araştırma yapmak için onu çıkarmak gerekli. Tarihçiler, bizim tilşinaslar, anda olan bizim insanlar. Ve bununla beraber aytmak isteyeyim ki Gülsüm Hanım, bu geografik cemiyetler var Ukrayna'da. O da İlimler Akademiyası yanında geografik cemiyet. Onlar haritalarını çıkargan, Ukrayna tarafından çıkarılgan ve bütün dünyaya tarqılgan haritalarını endi Latin urufatını beraber Kırımca çıkarmak gerek. Ayudak Medvedgara dedi de Ayudak olup etmek gerek. Anlaysınız? Evet, şüphesiz bu aytkanlarınız çok kıymetli ve gayeler ve fikirler. Umut etemiz ki sesimiz eşitiler. Mına Şevket Ağa, endi Zaman informasyon programması meni aşıktırады, ama men onların bir kaç dakikasını da alacağım. Çünkü yarın sizin bu programmanız çıkacak. Bunun ile bağlı aytmak istediğiniz bir şey var mı? Böyle bir ilan belki vermek isteriz.
Men aytmaz degenim Gülsüm Hanım. Hepiniz bu fedakarlık yolunda çalışkan insanlar, bizim vatandaşlar, ATR televizyon kanalı. Hepinizge çoktan çok teşekkürler. Ayrıca bu şeyini takip edip, bu şimdi biz Kırım'da bu şeylerini çıkarmak, barmak problemli. Birçok yasaklarımız var. Lakin ona bakmadan ben kimlerde fırsat tapam, imkan tapam, işte bu şeylerini yapamaz. Ben adlarını aytmak istemeyim. Lakin bizim bu şeyi kol tutkan hem iş adamları olsun, hem ilim adamları, bilgi adamları, siz onların hepsini programda görüyorsunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler ve minnettarlıklar. Bu insanlar, bu leyhalarga katılgan insanlar gerçekten de fedakarlar. Çok sağ olunuz. Sizler ve cümlemiz. Siz çok sağ olun Şevket Ağa, yapkanınız faaliyetler için jurnalist Şevket Mehmetov bize canlı bağdaydı. Saygılı arkadaşlar, mana böyle şekilde Şevket Ağa aytıp geçti. Bugünkü Kırım Tatarlarının o günde turgan problemlerden birini, hususan olar Kırım Tatar köylerimizin saklanılması, adlarının saklanılması etrafındadır. O sebepten yarınki programını muhakkak seyir etiniz. Men de küçük böyle bir kısmını kordum hazırlar ekende. O sebepten meraklı olacağını %100 aytmağa isteyim. Saat sabah 10'da ve akşam saat 18'de Şevket Mehmetov'un toponimika ile bağlı yeni programması ATR telekanalının ekranlarında ve yayınlarında olacak. Muhakkak seyretiniz. Şimdi ise Zaman informasyon programması birkaç saniyeden sonra yayınımızı devam ete sonra biz bu studiyaga kaytacakmız ve bugün informasyon programalarına devam edecekmiz. Görüşkence. Сім тисяч рублів штрафу присудив окупаційний київський райсуд Сімферополя кримському татарину Абдумаліну Сусанову. Його судили за нібито порушення карантинних обмежень 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Туди прийшли десятки кримських татар, щоб дізнатися про долю 5 викрадених силовиками співвітчизників. Але в той час Сусанов перебував в іншому місці, каже захисник. Втім, наведені окупантами свідки намагалися це спростувати. Один з них стверджував, що бачив збори кримських татар, перебуваючи на роботі на розі іншої вулиці. Ба більше, нібито чув агресивні вигуки від присутніх. Мы сказали, что мой доверитель в данном массовом мероприятии в принципе-то и не участвовал. То есть его судят фактически за его внутренние переживания, за то, что он, даже будучи в другом месте, однако переживал и интересовался о судьбе несправедливо задержанных крымских татар. Не нравится, что мы помогаем своим соотечественникам, переживаем за них. Вот и вся проблема, короче, наша вся вина в этом такая заключается. Но тем не менее мы должны быть вместе, сплотиться, помогать друг другу, в трудных ситуациях выезжать, поддерживать. Потому что рано или поздно это в любой дом могут они прийти, кого захотят арестовать, посадить, без всяких доказательств. Как говорится, була б жертва, обвинення не знайдуть. Міра Ібрагімова, якого також визнали винним у порушенні карантину, оштрафували на 5 тисяч рублів за його відсутності. Захисник оштрафованого кримського татарина заявив, що про вирок дізнався з сайту окупаційного суду. Там вказано, що рішення про стягнення грошей ухвалили ще 30 вересня. На 1000 рублів оштрафували Абдулязіза Салаватова. Адвокат намагався довести, що Абдулязіз не брав участі в спланованих протестах, а лише прийшов на стихійні збори біля будівлі ФСБ, щоб підтримати родичів кримсько-татарських бранців. Але окупаційний суддя доводи захисту проігнорував. Считаем, что это решение, оно необоснованно и незаконно, естественно, и будем обжаловать его в апелляционную инстанцию. А
если оно будет там засилено, так скажем, тогда, естественно, мы обратимся и в Европейский суд по правам человека, и также в другие международные инстанции. На 5 тисяч рублів також оштрафували Сітнібі Рамазанова, батька колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Його також визнали винним в нібито порушенні карантинних обмежень під час масових зборів 4 вересня. Втім, сам Сітнібі Рамазанов наполягав, що дотримувався дистанції та був у захисній масці. Усі клопотання захисту відхилили та відмовилися запрошувати окупаційного поліціянта, який склав протокол, та 2 свідків продавців з навколишніх крамниць. За словами адвоката Олексія Ладіна, їх пояснення не є доказами, оскільки офіційно не завірені. По суті, эти объяснения не доказывали вину Рамазанова. Ну, к примеру, один из продавцов пояснял, что он заметил там около 50 лиц азиатской национальности, на вид похожих на татар. Сотрудники полиции якобы то есть они толпились. Сотрудники полиции высказали им требование разойтись, однако, как сказал продавец, татары продолжали толпиться. В общем, эти объяснения никакого отношения, собственно, к Сітнібі Рамазанову не имеют. Bu protokolda yazıla ki bizler emiş. У цих протоколах, які на нас склали, пишуть, що ми нібито взяли будівлю ФСБ в облогу. Виявляється, це їх неабияк налякало. Це все необґрунтовано та незаконно. Дай Аллах, ми здолаємо всі випробування. Вони так само незаконно утримують наших співвітчизників. Я хочу звернутися до народу. Не залишайтеся осторонь. Дай Аллах, в мене великі надії. Якщо ми будемо в єдності, то пройдемо ці труднощі. Раїма Сітхалілова, якого за тим самим звинуваченням оштрафували на 3 тисячі, не допустили на слухання. 4 вересня у будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Всіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту в порушенні карантинних обмежень. На всіх склали адмінпротоколи, а десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Зранку російські окупанти поранили українського воїна. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Бійця евакуювали до шпиталю. Медики кажуть, його стан середньої тяжкості. Поблизу Красногорівки ворог бив з важких мінометів, а неподалік Золотого 4, Троїцького, Красногорівки, Майорська та Кримського з гранатометів та іншої зброї. Минулої доби окупанти також атакували українські позиції біля Південного та Новозванівки. Українські захисники вгамували їх вогнем у відповідь. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, Орлан-10, з перетином лінії розмежування. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших захисників рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Народні депутати обрали нового спікера Верховної Ради. Їм став перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук. Його підтримав 261 нардеп. Вельмишановні колеги, щиро вдячний вам за таку високу довіру. Я постараюся зробити все, щоб виправдати її. Щиро дякую усім. Дякую. Окрім Стефанчука, на посаду спікера претендували 2 депутати від «Європейської солідарності» – Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич. Гончаренко підтримали всього 44 нардепи. За 44. За Зінкевич віддали голоси 146 народних обранців. За 146. По фракціям, будь ласка, покажіть, звичайно. Стефанчук зміг зайняти крісло спікера завдяки підтримці нардепів з депутатських груп «За майбутнє», «Довіри» та 6 позафракційних. «Слуги народу» не надали необхідних 226 голосів. За 261 рішення прийнято. Прошу показати по фракціям. Стефанчук був обраний першим заступником голови Верховної Ради 29 серпня 2019 року та представником президента України у парламенті. До цього він був членом політичної партії «Слуга народу». З Володимиром Зеленським Стефанчук познайомився ще у студентські роки. Разом вони грали в КВН. А в 2019 році увійшов в його предвиборчий штаб.
Дмитра Разумкова, який обіймав посаду спікера з серпня 2019 року, депутати вчора зняли з посади. Він був одним з ключових членів команди Володимира Зеленського під час президентських виборів. Разумкова навіть називали його політичним альтер-его. Причиною відставки стали його розбіжності з монобільшістю та президентом через закон про олігархів. Виступаючи з трибуни перед відставкою, він заявив, що «Слуга народу» йшла на вибори не за посадами і за грошима, а щоб змінити країну на краще, з гарними, щирими принципами, яким повірили люди. Але, на жаль, це вже не так, заявив Разумков. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне – вона не вартує довіри людей. «Слуги народу» відставку пояснили тим, що Разумков перестав бути членом президентської команди. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз ми вже не можемо вам цьому довіряти, цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради. Сьогодні у Раді намагалися призначити ще й першого заступника голови парламенту. На цю посаду претендують 2 – голова партії «Слуга народу» нардеп Олександр Корнієнко та народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина. Але депутати вирішили зробити це вже на наступному засіданні у вівторок, 19 жовтня. Народну депутатку зі «Слуги народу» Тетяну Третьякову відсторонять від 5 сесійних засідань Ради через обурливе висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова. З такою заявою до регламентного комітету звернулись керівники парламентських фракцій. Пані Третьякова дозволила собі, мені здається, дуже необережні висловлювання. І я з самого початку вибачився перед всіма своїми колегами, перед виборцями за такі висловлювання. Пані Третьякова покинула залу, і ми сьогодні підписали від всіх фракцій листа на регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань. Галина Третьякова грубо висловилася в депутатському чаті про смерть колеги Антона Полякова, написавши, що як на неї, то те -1 ворог. Слова нардепки обурили депутатів від групи «За майбутнє», куди входив Поляков. Тільки що в вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Третьякова вирішила пояснити свою позицію, чим викликала ще більше обурювання. Спікер навіть розпорядився вимкнути її мікрофон. Звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу», це раз. А по-друге, коли люди
які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор це вам. Галина Миколаївна, виключіть, будь ласка, мікрофон, шановні колеги. Нардеп Антон Поляков помер цієї ночі у таксі, за версією поліції, внаслідок гострої коронарної недостатності. Всі пам'ятають кадри з ошалілими людьми, які мчать крамницями і гонять віз за великими знижками. Але цього року Чорна п'ятниця в США може пройти набагато спокійніше. Причина в тому, що в країні криза з доставкою товарів. Вони просто не встигнуть доїхати до американських супермаркетів до кінця листопада. У портах Лос-Анджелеса та Лонг-Біч вишикувалися величезні черги з контейнеровозів, завантажених різними товарами – від взуття до косметики, до іграшок і підгузників. В цілому суден понад 60. До пандемії навіть одне судно в очікуванні розвантаження було рідкістю. Найшвидший шлях з Азії до США – зовнішні порти через Лос-Анджелес, і сьогодні тут всі намагаються прискоритися. Але проблема в тому, що ми взяли дорогу з 10-смуговим рухом і скоротили її до 5 смуг. Ми кожен день б'ємо рекорди. Через цей порт проходить половина всього американського імпорту. Затримки відбуваються через пандемію, напружені торгівельні відносини з Китаєм, брак обладнання та екстремальну погоду. Зараз роздрібні гіганти, такі як Walmart, Target і Home Depot, намагаються зафрахтувати власні судна. Але дрібні продавці не можуть собі такого дозволити. У нас частина товарів застрягла в порту Лонг-Біч. Наша найновіша гра «Кинь-кинь авокадо» вже тиждень там знаходиться. Ще 50 днів пішло, щоб доставити її туди. Наша найпопулярніша гра «Вибухають кошенята» знаходиться в Лонг-Біч вже 2 тижні. Як кажуть фахівці галузі, 20-25% товарів застрягли на контейнеровозах і не встигнуть потрапити на полиці супермаркетів до 26 листопада, коли починається сезон знижок і розпродажів. Саме в цей період багато роздрібних продавців отримують третину своєї річної виручки. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые появились в информационной повестке. И также подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, плюс 38067 63 46 130. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал, телеканал АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР.
А это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. И этот блок я бы хотела начать со срочного информационного сообщения. На своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов сообщил о том, что первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последние месяцы. И, как выяснилось, пишет Полозов, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы. С нами сейчас на прямой связи Николай Полозов. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Николай, расскажите, пожалуйста, что произошло, какие подробности и на каком основании вывезли Наримана Джиляла из СИЗО в психиатрическую клинику? Ну вот буквально сегодня мне и адвокату Наримана Джилялова Эминеева Амилевой стало известно, что он не находится в СИЗО Симферополя. Когда мы начали искать, выяснилось, что еще вчера его перевезли в психиатрическую больницу, в отделение, где проводят судебно-медицинские экспертизы психолого-психиатрические в отношении следственно арестованных, то есть лиц, удерживаемых в СИЗО. В этой больнице Наримана могут держать на протяжении от 21 до 28 дней. И помещен он туда был на основании постановления следователя, в производстве которого ведется вот это уголовное дело о диверсии, в совершении которой обвиняют Наримана. Ранее, когда следователь выносил постановление, Нариман возражал против проведения экспертизы в отношении него, потому что он не состоит на учете в психолого-неврологическом диспансере. Кроме того, экспертиза даже в соответствии с российскими законами, есть статья 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, назначается только когда есть сомнения в вменяемости обвиняемого. Мало того, существует постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации, в которой подробно говорится о том, что может вызвать сомнения. То есть если раньше у человека диагностировалось психическое расстройство или он находился на обучении в учреждении лиц с задержкой и отставанием в развитии или там применение получение черепно-мозговых травм, странности в поступках, высказываниях, свидетельствующих о возможном наличии психического расстройства и так далее. Естественно, ничего подобного у Наримана Джилялова, никаких признаков таких нет и быть не может. И это известно огромному количеству людей, с которыми Нариман знаком, общался и так далее, которые знают его по общественной, по политической деятельности. И таким образом, наверное, единственным выводом, который можно сделать из вот этого постановления, заключается в том, что посредством судебно-следственных мероприятий в отношении Наримана Джилялова хотят применить некую карательную практику помещения в психиатрическую больницу, тем более, что мы знаем очень хорошо пример Ильми Умерова, заместителя председателя Меджлиса, которого также во время следствия помещали в психиатрическую больницу, где держали его вместе с психически больными людьми, создавали невыносимые совершенно условия. То есть мы можем назвать это системной практикой российских властей по использованию методик советской вот этой вот карательной психиатрии. То есть речь идет об очередном элементе давления на Наримана Джиляла, и Россия, как правопреемница Советского Союза, продолжает применять эту карательную психиатрию, о которой вы говорите. Я так понимаю. Да, и скажите, чем это небезопасно нахождение Джиляла в психиатрической больнице? Ну, во-первых, это возможное нахождение с действительно нездоровыми людьми, что может быть не только дискомфортно, но и опасно. А также нам известно о том, что, скажем так, российские власти, а точнее ее специальные органы, применяют практику использования психотропных препаратов. И об этом заявлял, например, в эфире вашего телеканала бывший политзаключенный Николай Карпюк, о том, что
когда он находился на следствии, к нему применялось подобное. Поэтому, конечно же, существует опасность того, что, находясь там, в отношении Наримана Джилялова будут применяться недозволительные методы, тем более, что нам хорошо известно, что в этом деле уже применялись пытки в отношении Асана, Азиза Ахтемова, и оказывалось давление на самого Наримана, который, будучи в статусе свидетеля, почти сутки в наручниках с мешком на голове находился в подвале какого-то здания, где ему устраивали незаконные допросы сотрудники ФСБ. Поэтому, конечно же, это вызывает большие опасения. И, Николай, в данном случае с адвокатской точки зрения как-то можно повлиять на ситуацию? Что сейчас можно сделать? Планируете ли вы увидеться с Джиляловым и могут ли вас допустить к нему? Да, допустить могут. Сегодня моя коллега Эминея Вамилева посетила Наримана Джилялова. Сразу следует отметить, что правила посещения людей, которые находятся на подобного рода экспертизе, существенно ужесточились. И если в то время, когда, допустим, там находился Ильми Умеров, адвокаты достаточно свободно могли бы посещать его, сейчас для того, чтобы попасть к адвокату, к своему подзащитному, находящемуся вот в этом отделении, необходимо сначала брать разрешение от начальника следственного изолятора Симферополь. И только в случае получения этого разрешения он может в определенное время попасть вот в это отделение и увидеться со своим подзащитным. То есть появился дополнительные препятствия. Теперь все зависит от доброй воли начальника СИЗО, пускать адвоката или не пускать адвоката. Естественно, это безусловное нарушение прав, ограничение возможностей защиты. И, конечно же, это может быть использовано как средство для манипуляции. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что в наше время подключились к нам в эфир. Адвокат Николай Полозов был с нами на прямой связи, который сообщил о том, что первого заместителя председателя Меджлиса крымтатарского народа Наримана Джилялова в принудительном порядке вывезли из СИЗО, в котором он находился на протяжении последнего месяца, и перевезли в психиатрическую больницу. Я хочу перейти к следующим новостям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты Америки в попытках вмешаться в газовые вопросы между Россией и Европой. По его словам, Штаты намерены поссорить их с Европейским Союзом. Давайте послушаем цитату. Это не скрывают США. Они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, снизить нашу взаимозависимость. Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает. Украина не планирует переговоров с Россией о прямых закупках природного газа. В хранилищах достаточно голубого топлива для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также он сказал, что после прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против Северного потока-2. Ми все ще сподіваємося, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію потоку. Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні мінімум на 15 років рівня транзиту, який існує сьогодні. Старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена срочно ввести санкции против российского Северного потока-2. По его словам, Россия уже использует газопровод как оружие. Байден і канцлер Меркель зобов'язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Однак обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоб вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу. Сергей Фурса, инвестиционный банкир и экономист, с нами сейчас на прямой связи. Пане Сергею, витаем вас, ассаляму алейкум. Добрый вечер. Когда Германия и Соединенные Штаты Америки заключали это соглашение, в результате которого Соединенные Штаты дали зеленый свет Северному потоку-2, они говорили и договорились о том, что в случае, если Россия будет использовать Северный поток и газ в качестве оружия, то будут применены санкции, к чему сейчас призывает, как мы видим, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США и говорит о том, что Россия уже использует газ и Северный поток как оружие. И все же, могут ли последовать санкции?
Я не верю, что сейчас последуют какие-то санкции. Договоренность только возникла, и вряд ли она возможна. И в рамках этой договоренности сейчас никто не обязан применять санкции, потому что, на самом деле, пока что очень тяжело будет доказать немцам, что Россия использует сейчас газ как оружие. Поэтому нет, сейчас ничего не изменится. Так а что должно произойти, чтобы Соединенные Штаты Америки или Европейский Союз, в частности немцы, оценили то или иное действие России как использование газа в качестве политического давления или оружия? Можно на всякие действия России закрывать глаза и говорить о том, что нет, это не оружие. А вот дефицит газа на европейском рынке уже искусственно созданный. Сколько там сейчас за 1000 кубометров? $1500? Смотрите, вот в том-то и дело, что дефицит газа на европейском рынке не создан «Газпромом». «Газпром» выигрывает от этой ситуации, «Газпром», конечно, использует эту ситуацию. Но то, что случилось на рынке газа, результат не «Газпромовских», не только «Газпромовских» действий. Там был целый ряд набор факторов. От увеличения потребления до экологических программ Европы, которое привело к тому, что уголь отключен, атомка отключена, а энергии не хватает. Привело к тому, что Китай перетянул на себя весь сжиженный газ, который до этого шел из Америки, а теперь идет в Китай, потому что Китаю тоже сейчас энергетический кризис, потому что они тоже последовали заветам Греты Тунберг и отключили свою угольную отрасль практически, и теперь у них не хватает энергии. Поэтому там целый набор факторов, и говорить о том, что это все «Газпром» искусственно инспирировал, это просто неправда. Да, русские используют это, да, они пытаются надувать щеки и сказать, смотрите, какие мы страшные, как мы можем, но это не они. Скажите, а мы сейчас видим, как в Украине, в том числе и комментируют ситуацию с «Северным потоком-2», там планируют уже «Северный поток» запустить через полгода, а сейчас уже начался, если не ошибаюсь, тестовый запуск «Северного потока». Какова вероятность того, что через полгода он уже будет запущен? Сколько и что мы теряем? Если «Северный поток-2» будет запущен на полную мощность, то мы способны потерять весь транзит. В принципе, транзит через территорию Украины закончится. Но до 2024 года они не могут запустить ее на полную мощность, насколько я... Они могут запустить его на полную мощность. Да, каким образом? Что у нас с русскими контракт действительно до 2024 года. Да. Но там есть возможность для россиян платить нам, но не поставлять газ. И они, скорее всего, могут воспользоваться этой возможностью, потому что от транзита мы получаем не только деньги, что приятно, но также и технологическую возможность откачивать газ по дороге, пока он идет, и использовать виртуальный реверс. Собственно говоря, этот виртуальный реверс и обеспечил нам в 2015 году газовую независимость от России. Русские, зная, что нам это доставит много проблем, могут вполне пойти на то, что транзит прекратится. Они будут его оплачивать, то, что они должны по контракту, но транзита не будет. То есть, давайте простыми словами, правильно ли я вас поняла? Газ через нашу ГТС идти не будет, но платить нам будут? Да. А что это означает для нашей ГТС? Смотрите, тогда те объемы импортного газа, которые нам нужно, а это порядка 10 миллиардов кубометров ежегодно, нам нужно будет получать через западную границу, налаживать всю систему. Она сейчас заточена по работе с востока на запад. Угу. Технологически «Нафтогаз» говорит, что возможно ее перенастроить. И в кризисные моменты, когда была последняя газовая война, «Нафтогаз» это делал. Но это сопряжено с определенными технологическими рисками. В общем, придется сделать так, чтобы весь импорт, который сейчас мы получаем, но мы получаем в основном виртуально, откачивать газ по дороге из трубы, придется поставлять по-настоящему. И вопрос на их пропускных способностях и возможностях того, чтобы это действительно было осуществлено. То есть это проблемы для украинской энергетической системы, и русские, поскольку они знают о том, что это для нас может составить проблемы, могут на это пойти. Вместе с этим у нас в последнее время, вот как мы увидели, произошли непростые изменения и непростые заявления с двух сторон, в данном случае Венгрии и Украины. И Венгрия заключила контракт долгосрочный на 15 лет с концерном «Газпром», в результате чего мы теряем теперь транзит газа через Украину в Венгрию, и туда поставляют газ уже через турецкий поток. Где здесь экономика? Насколько это серьезно ударило по Украине и по нашему бюджету? Смотрите, у нас же есть гарантированный объем прокачки 40. Идет на Венгрию, не идет на Венгрию. Нам все равно должны платить за эти 40. Поэтому говорить, что сейчас мы как-то потеряли с точки зрения денег, нет, с точки зрения денег мы не потеряли.
Возможно, мы недополучили, если бы сверх поставляли, но вряд ли поставляли бы сверх. А как вы тогда объясняете эту реакцию украинского руководства, критику, которая последовала в отношении Венгрии? Ну, смотрите, реакция, кстати, наша была не очень адекватная, это было похоже на истерику, потому что венгры на самом деле имели право это сделать. «Газпром» наверняка пришел к ним и сказал, что давайте вы будете получать через ветку турецкого потока, и мы дадим вам скидку. Венгрия, конечно же, на это согласилась, особенно учитывая, что там Орбан достаточно большой друг «Газпром». На самом деле, таким образом там и Чехия получает газ уже давненько. Поэтому в этом нет ничего такого. И наша реакция украинской властей, к сожалению, была очень инфантильной и истеричной. Это не очень правильно. Что мы не можем ни в чем обвинять Венгрию. Она вправе делать, она следует своим интересам, как она их понимает. Мы знаем, и ни для кого не секрет, что украино-венгерские отношения довольно сложные на протяжении этих последних 5 лет. Мы помним ситуацию с паспортизацией жителей Закарпатья. Закон об образовании вызвал бурю негодования в Венгрии тогда. И вот сейчас этот контракт с «Газпромом», который раскритиковало украинское политическое руководство, Министерство иностранных дел очень жестко высказалось на этот счет. И мы услышали недавно заявление Орбана о том, что Венгрия продолжит блокировать переговоры Украина-НАТО. Насколько далеко мы можем зайти в конфликте с Венгрией, чем это нам все грозит? Ну, смотрите, войны-то у нас не будет с Венгрией, мы должны это понимать, поэтому дипломаты могут ругаться, да, действительно градус может повышаться. Но мы должны понимать, что это никогда не будет горячая война, и это все-таки будет адекватное противостояние в рамках там, демократических ценностей, в рамках цивилизованной Европы. Поэтому пока что действительно ситуация усугубляется. Плюс действительно сложно, потому что Орбан — это пророссийский политик, он проавторитарный политик, а, соответственно, все такие политики, они находят хороших друзей в «Газпроме», хороших друзей в Кремле, и это тоже поддерживает такую не очень конструктивную позицию Венгрии касательно там, интеграции Украины в НАТО. Это безусловно. Так что тут системная проблема. Пока Орбан при власти в Венгрии, вряд ли она разрешится. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсагну, що нашли время і підключились к нам в ефір. Сергій Фурса, економіст та інвестиційний банкір, був з нами на прямому зв'язку. Украина считает, что «Северный поток-2», военная безопасность Украины и ситуация на Донбассе – это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за обсуждение этих вопросов в рамках нормандского формата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе. Давайте его послушаем. Зараз переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників-лідерів. Після візитів Меркель в Москву і Київ відбулося 2 раунди консультацій, 2 відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що Північний потік-2 і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов'язані питання. Тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и помощница уполномоченного Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провели телефонные разговоры, и стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых были переговоры и в нормандском формате. Давайте послушаем цитату Ермака, которую он опубликовал на своей странице Twitter. Провів конструктивну розмову з помічницею Уповноваженого Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд. Обговорили безпекову ситуацію навколо України, перспективи діалогу у форматі нормандської четвірки, важливість посилення ролі США у переговорному процесі з мирного врегулювання на сході України. Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України 9-го скликання «Європейська солідарність». Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер, студия. Пане Михайло, сейчас очень активно в украинских средствах массовой информации обсуждается вопрос возможной встречи Зеленского с Путиным. На этой неделе президент Украины сам сказал о том, что он готов к такой встрече и выразил надежду, что на ней сможет урегулировать вопросы Крыма и Донбасса. Как вы считаете, есть ли сегодня предпосылки к такой встрече? Может ли она состояться в реальности?
На мій погляд, тут потрібно говорити перш за все про те, з чим може Україна в обличчі очільника нашої країни поїхати на таку зустріч. Якщо дійсно теоретично можна припустити, що можливо якийсь конструктив, то, на жаль, на практиці все значно складніше. Ми спостерігаємо, як продовжується та сама неоголошена війна, яка розпочалася 7 років тому, і все також на лінії зіткнення гинуть наші військовослужбовці, і вогнева активність противника ні в якому разі не дає ніяких приводів сподіватися на те, що хтось вирішив прокласти дорогу до миру. Більш того, офіційні заяви кремлівського керманича, вони останнім часом все більше і більше відверто агресивне в бік нашої держави, і навіть з поверненням до риторики такої початку 2014 року, демонстрації рішучості намірів, всі ми пам'ятаємо, зокрема весняне загострення біля наших кордонів. Тому, на мій погляд, якщо підсумувати все це, включаючи з подіями літа останнього, говорити про те, що на сьогоднішній день назріла якась ситуація, яка дійсно може якимось чином спонукати керівництво держави до прямого контакту, до обговорення якогось конструктива, на жаль, про це говорити на сьогодні не приходиться. Хоча ми всі знаємо, що пошуки мира, в тому числі будь-якими способами, це один з пунктів передвиборчої програми, це один з пунктів, на які, відверто кажучи, ніяких надрішучих дій протягом 2 років цієї владної команди ми не спостерігали. Тому намагання, і щонайменше обговорення можливості такої зустрічі, вони беззаперечно будуть продовжуватись. Але, втім, говорити про будь-які конструктиви, практичні кроки, на мій погляд, поки ще передчасно. А вообще, пане Михайло, как вы считаете, в прямых переговорах с Путиным возможно ли решить вопрос урегулирования войны на востоке Украины и оккупации полуострова? В принципе, это реально? В прямих переговорах на високому рівні, зокрема, теоретично, знов-таки ж теоретично, можна вирішити будь-яке питання. Справа в тому, щоб обидві сторони дійсно мали бажання до чогось домовлятися. Якщо організовувати переговори лише для того, щоб в черговий раз почути якісь ультимативні вимоги, або мантри про те, що Крим наш, наприклад, а ДНР завжди залишиться ДНР, і єдиним шляхом для реалізації якихось там практичних кроків в бік припинення конфлікту чи хоча б гострої її фази може бути лише визнання ДНР, федералізація і таке інше, то, на мій погляд, тут будь-яких підстав для віри и будь-яких підстав для оптимизма немає. Ну, было бы наивно предполагать тогда, что Путин согласится на такую встречу и согласится на такой встрече урегулировать вопросы Донбасса и Крыма в пользу Украины. В таком случае, как вы считаете, как стоит действовать Украине? Если мы говорим о том, что нормандский формат находится в стагнации, если мы говорим о том, что минский процесс находится в стагнации и сейчас не видятся путей реанимировать все эти форматы, мы видим, как Россия эскалирует ситуацию на Донбассе и срывает все переговоры в ТКГ. Какие дальнейшие действия должны быть Украины? Какой план Б, В или какой-то другой может быть осуществлен? Справа в тому, що про відверту недоцільність проведення зустрічі заради зустрічі неодноразово заявляв сам Путін протягом останнього року і навіть найближчим часом. І дійсно, якщо предмета для обговорення немає, якщо готовності до якихось взаємних поступок і взагалі пошуку якихось дотичних точок спільних, якщо цього бажання немає у обох сторін, то в цьому плані зустріч раді зустрічі, це дійсно, це просто марнотратство з точки зору витрати коштів наших платників податків. Єдине, що по моєму глибокому переконанню може впливати на ситуацію і якимось чином впливати, в тому числі на поведінку країни-агресора, зокрема стосовно 2 фундаментальних питань – це кримського і нашого східного, тут може бути лише продовження узгодженої міжнародної політики, продовження того самого славнозвісного санкційного тиску, який, на жаль, останнім часом по різним причинам, в тому числі і по недолугості нашої влади, він трохи ослаблений. Продовження спільних зусиль, скоординованих зусиль міжнародної спільноти всім тим, якому не байдуже майбутнє України і, як наслідок, не байдуже майбутнє Європи.
Вот если мы говорим о поддержке международного сообщества, в эти дни министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, и в рамках переговоров они обсудили ряд важнейших вопросов, в том числе и военно-техническое сотрудничество Украины и Турции. Насколько в этом ключе Турция как партнер для нас важна в военно-техническом ключе? Вот насколько этот альянс мог бы повлиять на обеспечение безопасности и мира в Черноморском регионе и не только? Тут можна розпочати навіть не з військово-технічного співробітництва, а з політичної позиції Турції, зокрема, в даній ситуації. Всі ми знаємо, як непросто складаються взаємовідносини Турції як з блоком НАТО, так і, зокрема, з Сполученими Штатами Америки. Всі ми знаємо, що Турція, вона по праву може претендувати на роль повноправного регіонального лідеру в Чорноморському регіоні. Всі ми знаємо потужності турецького військово-промислового комплексу, наявність відповідних надсучасних і сучасних технологій, на потужний флот і армію, що теж є, якщо не першим, то точно не останнім фактором саме в дотриманні принциповості в цій позиції турецької сторони. І в цьому ключі будь-які контакти будь-якого рівня в різних сферах з Турцією, вони для нас будуть вкрай корисними, не говорячи вже про те, що Турція займає досить принципову і відверту позицію стосовно окупації Кримського півострова. Якщо повертатися до контактів в військово-технічній сфері, беззаперечно, вони надважливі, тому що дійсно Турція, на відміну від більшості країн, вона одна із небагатьох, хто від гучних заяв, від слів перейшов до цілком практичних кроків. Ми знаємо про серйозні наміри в кораблебудуванні, ми знаємо про дуже серйозні наміри в удосконаленні, скажімо, бази безпілотних літальних апаратів, в готовності Турції долучитися до вітчизняних авіаційних і навіть космічних програм, не говорячи вже про оснащення наших Збройних сил сучасними системами зв'язку, таких як, наприклад, турецька система зв'язку Aselsan і ціла лінійка радіостанцій, які вже успішно використовуються нашими Збройними силами. Беззаперечне співробітництво такого роду, воно надзвичайно важливо. Але в будь-якому випадку ми маємо ні в якому разі не забувати про те, що є власний військово-промисловий комплекс, і будь-які кроки в цьому співробітництві мають бути направлені на те, щоб підтримувати перш за все його. І сподіватися, і спиратися на потужність нашого власного виробництва і на наявність у нас власних технологій для производства, в тому числі виробництва надзвичайно сучасних систем озброєння. А как вот в условиях ведения современной войны может повлиять наличие беспилотников Байрактар в Украине на ход этой войны и в целом на баланс сил? Это серьезное оружие? Я не став би занадто демонізувати ударні безпілотні літальні апарати, хоча приклади їх бойового застосування з нашої новітньої історії, світової новітньої воєнної історії, вони показують їх надзвичайну ефективність. Так. Але в ніякому разі їх не можна розцінювати як таке собі вундерваффе, чудо-зброю, яка має принести одночасно, одномоментно якийсь перелом в ситуації, скажімо, на Сході. Або виявитись значним таким чинником, ефективним чинником стримування нашого агресора від подальшого розвитку ситуації в бік його силового сценарію. Але в будь-якому випадку це система озброєнь, яка визнана світом, це система озброєнь, яку застосовують в різних варіантах вже понад 30 років. На сьогоднішній день ми, на жаль, до недавнього часу мали дуже серйозне відставання в оснащенні наших власних Збройних сил подобними системами, подобними літальними апаратами і тим більше їх бойового застосування. Але всі ми знаємо і чітко розуміємо, що після 2014 року, коли ситуація кардинально змінилася, ми ні в якому разі не можемо нехтувати будь-якими спробами допомогти нам. Ми погоджуємося з тим, що на першому етапі це має бути закупівля, але знову-таки ж повертаючись до теми нашого попереднього питання, потрібно постійно пам'ятати про те, що потрібно розраховувати на власний ВПК, на власні інженерно-технічні конструкторські кадри і сподіватися на те, що військова промисловість України здатна виробляти в тому числі надзвичайні
сучасні зразки озброєння, в тому числі безпілотні літальні апарати, не чуть не гірше, ніж турецькі. Я почему задала этот вопрос? Потому что вот буквально год назад мы все наблюдали за тем, что происходит в Нагорном Карабахе, где, в частности, проявили себя байрактары. Байрактар, слово, наверное, стало известным каждому украинцу. Вот как раз год назад. Как вы считаете, можем ли мы, и мы видели, в принципе, как в Азербайджане этот весь конфликт тлел и продолжался на протяжении 30 лет. У них тоже были Минские соглашения с довольно серьезными участниками, в том числе и Соединенными Штатами Америки, Францией и так далее. И как вы считаете, можем ли мы экстраполировать опыт Карабаха, Азербайджана на Донбасс? Может ли такое сложиться, что Украина все же через какое-то время будет воевать за Донбасс и за Крым, как Азербайджан за Нагорный Карабах? Беззаперечно, досвід будь-якого військового конфлікту сучасності, він має бути належним чином вивчений, оцінений, а саме головне, з нього повинні бути зроблені своєчасні і правильні висновки. В цьому плані конфлікт між Арменією і Азербайджаном, він дуже повчальний, і, зокрема, з точки зору безцінного досвіду застосування безпілотних літальних апаратів, зокрема ударних літальних апаратів, але не будемо забувати про те, що наша ситуація значно складніша. Наш з вами противник значно чисельніше і значно технологічніше, краще розвинутий, скажімо так, ніж, наприклад, Збройні сили тієї ж самої Арменії. Тому, коли ми робимо ставку на певний зразок озброєння, ми не маємо з вами права на помилку, тому що ресурс все ж таки залишається вкрай обмеженим. І в цьому плані військово-технічні рішення, які приймаються по застосуванню, по розробці, по закупівлі, по продовженню співробітництва в певному напрямку, вони мають бути безпомилковими. И, пане Михайло, внутриполитический вопрос, у меня еще есть несколько вопросов по внутриполитической ситуации в Украине, и в частности внутрипарламентской. Сегодня был назначен новый спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Вы довольны? Цікаве питання. Позиція не може бути довольною, тому що ми принципово не голосували за призначення попереднього очільника і, відповідно, не голосували за призначення його наступника. В будь-якому випадку ми всі розуміємо, що і визначення, і вибори, і гарантоване проходження відповідної кандидатури, все це знаходиться беззаперечно в руках правлячої монобільшості, вона диктує свою політичну волю, врешті-решт це є основою демократії. І дай Бог, щоб воно так і залишалося, особливо коли цими основами і цим правом ніхто не зловживає. Не можна до кінця одразу зараз вже оцінити те, що відбулося з точки зору зміни голови Верховної Ради, тому що ми 2 роки мали змогу спостерігати, що Дмитро Разумков політично досить самостійна фігура, щонайменше він позиціонував себе саме таким чином. Він має власні політичні амбіції, власні політичні задуми, які цілком ймовірно найближчим часом почнуть реалізовуватись. Тому однозначно говорити про задоволення або незадоволення кадровими змінами, фактично другої за Конституцією посадової особи в державі, на мій погляд, поки що рано. Чимало було сказано про недотримання регламенту, чимало було сказано про те, що голова Верховної Ради має бути равновіддалений від всіх політичних сил, але, на жаль, на прикладі зміни очільника Верховної Ради ми втілення всіх цих побажань поки що не спостерігаємо. Всі чудово розуміють, що пан Стефанчук – це представник правлячої монобільшості, всі чудово розуміють, що це фактично передача влади від одного представника до іншого, і події, скажімо так, вчорашнього і сьогоднішнього дня поки що не дають ніяких підстав вважати, що дійсно відбулося щось революційне, я маю на увазі з точки зору суворо дотримання регламенту і законності під час роботи Верховної Ради. Но ваши коллеги из «Голоса» говорят о том, что этот шаг ведет к разрушению украинского парламентаризма. Важко сказати, про яких саме колег іде мова, тому що ми знаємо, досить складна ситуація внутрі самої фракції «Голос». Да, я не говорю про народных депутатов, которые вышли из фракции «Голос». Я говорю о заявлении партии «Голос», которое было опубликовано на страницах Facebook. Дійсно, з цим важко не погодитись, тому що пан Стефанчук, ще будучи першим віце-спікером, він вже під час засідань допускав певні
скажімо так, процедурні кроки, які відсували на другий план і прямі вимоги регламенту, і ставили себе на меті будь-якою ціною провести відповідні рішення, якщо таке завдання було поставлено, або якщо таке рішення було прийнято попередньо на якісь там фракційних заходах. Вочевидь, звинувачення в цьому і звинувачення в відході від демократичних принципів, вони стосуються в першу чергу саме цього. Сьогодні ми спостерігали, як пан Стефанчук вперше в своєму житті вів засідання вже як повноправний голова Верховної Ради України. Сьогодні він був досить виважений і чемний, але, як говорять старожили Верховної Ради, всі починають саме з цього. І лише потім з'являються певні питання, а по чому порушується ця вимога, по чому порушується ця вимога. Як ми знаємо, право більшості ще ніхто не відміняв, і буде дуже гірко, якщо ми будемо спостерігати, якщо в подальшому цим правом будуть зловживати і буде продовжуватись керівництво і стиль ведення робочих засідань Верховної Ради саме в такому стилі, коли не можна сказати нічого, що не узгоджується з позиції правлячої монобільшості, коли відверто закривають рота тієї ж самої опозиції або просто незгодними фракціям, і коли напряму гвалтуються регламенти, вбиваються ті самі демократичні принципи, про які згадувала фракція «Голос». Дякую вам дуже, пане Михайло. Чохсагловна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите самые актуальные и свежие новости. Наши журналисты подготовили именно для вас. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Коршкенч. Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmağan vatanın olsun. Tağdır koldan ayırır, dayanırsın. Bahtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmağan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmağan vatanım olsun.
зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Російський наратив, який показує кримських татар як історичних ворогів України. Так у Меджлісі прокоментували відеоролик, який майже рік транслювався у вагонах київського метро. У 18-секундному сюжеті йдеться про походи кримсько-татарських загонів на українські землі задля грабунку та взяття ясіру, полонених для продажу на невільничих ринках. Після звернення представників Меджлісу до компанії, яка розміщує відео у метро, цей сюжет прибрали. Це московський наратив, що Кримське ханство – це вічні загарбники, що вони завжди воювали зі всіма своїми сусідами, вони йшли за ясиром, і цим вони заробляли, і за це вони, і цим вони жили. Це от такий завжди був посил Москви. І хто з Києва сьогодні на 8-й рік російсько-української війни, він таким чином висвітлює історію Криму і кримських татар. Отже, це ще раз говорить про те, що і ми, кримські татари, і українці, маємо здійснити все для того, щоб власну свою історію роздивлятися через через власне своє розуміння, через власне своє висвітлення, а не показувати її один одному так, як нам її написали в Москві. За словами голови Меджлісу Ріфата Чубарова, в історії України та Криму були тисячі різних подій, серед них і ті, що об'єднували українські та кримсько-татарські народи. Якщо уж дійсно було таке дуже, можливо, неглибоке знання кримської історії, історії кримсько-татарського народу, історії українсько-кримсько-татарських відносин, чому не взяти десятки дуже знаменних подій? Конотопську битву, де ми разом стояли проти московського війська, і де 6 тисяч кримсько-татарських вершників загинуло під Конотопом, вони лежать в тій землі, або битву під Жовтими водами, або, я не знаю, Бродський похід кримського хана. Чому не взяти часи Мазепи, коли намагалися максимально знайти союзницькі відносини? Відповідальна за відеоконтент в метрополітенній компанії «Трансмедіа». Її очільник Олег Хаврук заявив, що готовий дати відповіді на запитання, хто замовив розміщення ролика, хто є його автором та хто санкціонував показ, але лише після офіційного запиту. Телекомпанія АТР з таким запитом вже звернулась до компанії «Трансмедіа». 7 тисяч рублів штрафу присудив окупаційний київський райсуд Сімферополя кримському татарину Абдумаліну Сусанову. Його судили за нібито порушення карантинних обмежень 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Туди прийшли десятки кримських татар, щоб дізнатися про долю 5 викрадених силовиками співвітчизників. Але в той час Сусанов перебував в іншому місці, каже захисник. Втім, наведені окупантами свідки намагалися це спростувати. Один з них стверджував, що бачив збори кримських татар, перебуваючи на роботі на розі іншої вулиці. Ба більше, нібито чув агресивні вигуки від присутніх. Мы сказали, что мой доверитель в данном массовом мероприятии в принципе-то и не участвовал.
То есть его судят фактически за его внутренние переживания, за то, что он, даже будучи в другом месте, однако переживал и интересовался о судьбе несправедливо задержанных крымских татар. Не нравится, что мы помогаем своим соотечественникам, переживаем за них. Вот и вся проблема, короче, наша вся вина в этом только и заключается. Но тем не менее мы должны быть вместе, сплотиться, помогать друг другу, в трудных ситуациях выезжать, поддерживать. Потому что рано или поздно это в любой дом могут они прийти, кого захотят арестовать, посадить, без всяких доказательств. Как говорится, була б жертва, обвинення не знайдуть. Міра Ібрагімова, якого також визнали винним у порушенні карантину, оштрафували на 5 тисяч рублів за його відсутності. Захисник оштрафованого кримського татарина заявив, що про вирок дізнався з сайту окупаційного суду. Там вказано, що рішення про стягнення грошей ухвалили ще 30 вересня. На 1000 рублів оштрафували Абдулязіза Салаватова. Адвокат намагався довести, що Абдулязіз не брав участі в спланованих протестах, а лише прийшов на стихійні збори біля будівлі ФСБ, щоб підтримати родичів кримсько-татарських бранців. Але окупаційний суддя доводи захисту проігнорував. Считаем, что это решение, оно необоснованно и незаконно, естественно, и будем обжаловать его в апелляционную инстанцию. А если оно будет там засилено, так скажем, тогда, естественно, мы обратимся и в Европейский суд по правам человека, и также в другие международные инстанции. На 5 тисяч рублів також оштрафували Сітнібі Рамазанова, батька колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Його також визнали винним в нібито порушенні карантинних обмежень під час масових зборів 4 вересня. Втім, сам Сітнібі Рамазанов наполягав, що дотримувався дистанції та був у захисній масці. Усі клопотання захисту відхилили та відмовилися запрошувати окупаційного поліціянта, який склав протокол, та 2 свідків продавців з навколишніх крамниць. За словами адвоката Олексія Ладіна, їх пояснення не є доказами, оскільки офіційно не завірені. По суті, ці об'яснення не доказывали вину Рамазанова. Ну, к примеру, один из продавцов пояснял, что он заметил там около 50 лиц азиатской национальности, на вид похожих на татар. Сотрудники полиции якобы то есть они толпились. Сотрудники полиции высказали им требования разойтись, однако, как сказал продавец, татары продолжали толпиться. В общем, эти объяснения никакого отношения, собственно, к Сітнібі Рамазанову не имеют. Bu protokolda yazıla ki bizler emiş. У цих протоколах, які на нас склали, пишуть, що ми нібито взяли будівлю ФСБ в облогу. Виявляється, це їх неабияк налякало. Це все необґрунтовано та незаконно. Дай Аллах, ми здолаємо всі випробування. Вони так само незаконно утримують наших співвітчизників. Я хочу звернутися до народу. Не залишайтеся осторонь. Дай Аллах, в мене великі надії. Якщо ми будемо в єдності, то пройдемо ці труднощі. Раїма Сітхалілова, якого за тим самим звинуваченням оштрафували на 3 тисячі, не допустили на слухання. 4 вересня у будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Всіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту в порушенні карантинних обмежень. На всіх склали адмінпротоколи, а десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Народні депутати обрали нового спікера Верховної Ради. Їм став перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук. Його підтримав 261 нардеп. Вельмишановні колеги, щиро вдячний вам за таку високу довіру. Я постараюся зробити все, щоб виправдати її. Щиро дякую усім. Дякую. Окрім Стефанчука, на посаду спікера претендували 2 депутати від «Європейської солідарності» – Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич. Гончаренко підтримали всього 44 нардепи. За 44. За Зінкевич віддали голоси 146 народних обранців. За 146. По фракціям, будь ласка, покажіть, звичайно. Стефанчук зміг зайняти крісло спікера завдяки підтримці нардепів з депутатських груп «За майбутнє», «Довіри» та 6 позафракційних. «Слуги народу» не надали необхідних 226 голосів.
За 261 рішення прийнято. Прошу показати по фракціям. Стефанчук був обраний першим заступником голови Верховної Ради 29 серпня 2019 року та представником президента України у парламенті. До цього він був членом політичної партії «Слуга народу». З Володимиром Зеленським Стефанчук познайомився ще у студентські роки. Разом вони грали в КВН. А в 2019 році увійшов в його предвиборчий штаб. Дмитра Разумкова, який обіймав посаду спікера з серпня 2019 року, депутати вчора зняли з посади. Він був одним з ключових членів команди Володимира Зеленського під час президентських виборів. Разумкова навіть називали його політичним альтер-его. Причиною відставки стали його розбіжності з монобільшістю та президентом через закон про олігархів. Виступаючи з трибуни перед відставкою, він заявив, що «Слуга народу» йшла на вибори не за посадами і за грошима, а щоб змінити країну на краще, з гарними, щирими принципами, яким повірили люди. Але, на жаль, це вже не так, заявив Разумков. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом нічого страшного, у кожного ФОПу вони є. Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне – вона не вартує довіри людей. «Слуги народу» відставку пояснили тим, що Разумков перестав бути членом президентської команди. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз ми вже не можемо вам цьому довіряти, цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради. Сьогодні у Раді намагалися призначити ще й першого заступника голови парламенту. На цю посаду претендують 2 – голова партії «Слуга народу» нардеп Олександр Корнієнко та народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина. Але депутати вирішили зробити це вже на наступному засіданні у вівторок, 19 жовтня. Народну депутатку зі «Слуги народу» Тетяну Третьякову відсторонять від 5 сесійних засідань Ради через обурливе висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова. З такою заявою до регламентного комітету звернулись керівники парламентських фракцій. Пані Третьякова дозволила собі, мені здається, дуже необережні висловлювання. І я з самого початку вибачився перед всіма своїми колегами, перед виборцями за такі висловлювання. Пані Третьякова покинула залу, і ми сьогодні підписали від всіх фракцій листа на регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань. Галина Третьякова грубо висловилася в депутатському чаті про смерть колеги Антона Полякова, написавши, що як на неї, то те -1 ворог. Слова нардепки обурили депутатів від групи «За майбутнє», куди входив Поляков. Тільки що в вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу»,
зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Третьякова вирішила пояснити свою позицію, чим викликала ще більше обурювання. Спікер навіть розпорядився вимкнути її мікрофон. Звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу», це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор це вам. Галина Миколаївна, виключіть, будь ласка, мікрофон, шановні колеги. Нардеп Антон Поляков помер цієї ночі у таксі, за версією поліції, внаслідок гострої коронарної недостатності. Поїзди, що зійшли з рейок. Це кадри з Токіо. У Японії в четвер пізно ввечері стався землетрус силою 5,9 бала. Постраждало більше як 30 осіб. Осередок розташовувався на глибині 80 кілометрів на кордоні префектур Токіо і Тіба, неподалік від міста Токіо. У Тібі через землетрус прорвало водопровід. Як повідомляють місцеві ЗМІ, зупинилося 55 тисяч ліфтів. З деяких довелося визволяти людей. Ситуацію прокоментував новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Першочергове завдання – прояснити ситуацію. Друге – центральний уряд працюватиме з місцевими і проводитиме рятувальні операції. Третє – надати точну інформацію громадськості. І четверте – запобігти пошкодженням у майбутньому. Як прем'єр-міністр я щойно віддав ці 4 розпорядження. Загрози цунамі немає, усі тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості. Здебільшого люди постраждали внаслідок падіння предметів. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем, который подключится к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и обсудим итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись
подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссера периодически выводит на экраны. patreon.com – это наш адрес. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Заседание комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября и первой половине ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И по его словам, комиссия стратегического партнерства – это движущая сила двухсторонних отношений. Давайте послушаем Кулебу. Я думаю, що засідання комісії відбудеться орієнтовно наприкінці жовтня, у першій половині листопада. Нам треба перезавантажити цей орган, зробити його сильнішим, більш ефективним. Ми розробили своє бачення, як це зробити, і будемо обговорювати це з американцями. Лідери можуть зустрітися, домовитися, але якщо системи з обох сторін не почнуть крутити колеса, то ніхто нікуди не поїде. Стратегічна комісія – це місце, де обидві сторони крутять колеса для того, щоб великі політичні, економічні та гуманітарні домовленості готувалися і після ухвалення реалізовувалися. Народний депутат України, «Слуга народу» та голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрий день. Мені дуже приємно брати участь у вашій програмі. Я перший раз на вашому телеканалі, тому це для мене перший раз, і я сподіваюся на нашу плідну співпрацю в майбутньому. Я з великою повагою ставлюся до вашої діяльності, вважаю її надзвичайно важливою для України і для повернення Криму. Взаємно. Дякуємо дуже за підтримку. Чох сагу у нас. Пане Олександре, ну что ж, начнем тогда нашу беседу. Только что послушали цитату Дмитрия Кулебы. Насколько для нас важна эта комиссия стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки, и в каком виде она может работать в дальнейшем? Будет ли создан какой-то статут этой комиссии? Я считаю, что, безусловно, эта комиссия, ее деятельность, она чрезвычайно важна, особенно с учетом недавно состоявшегося визита на высшем уровне президента Зеленского в Соединенные Штаты. Как вы знаете, была принята соответствующая декларация о стратегическом партнерстве, и теперь необходимо наполнить этот документ конкретным содержанием. Вот с этой целью и была создана соответствующая комиссия, стратегическая комиссия, и уже, так сказать, в результате прямого непосредственного взаимодействия с нашим главным стратегическим партнером и союзником Соединенными Штатами этот документ будет наполняться конкретным содержанием и смыслом. Я предполагаю, что речь пойдет о каких-то четких, конкретных шагах, направленных в том числе на то, чтобы осуществить деоккупацию Крыма и деоккупацию той части Донбасса, которая была оккупирована российскими войсками. А как вы думаете, о чем может идти речь, когда мы говорим о деоккупации Крыма? Какая поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки в этом ключе может быть, учитывая, что Соединенные Штаты являются подписантами Будапештского меморандума, которые гарантировали Украине ее территориальную целостность? Совершенно верно. Да, Соединенные Штаты являются стороной Будапештского меморандума, и в отличие, к сожалению, от некоторых других, так сказать, подписантов, они являются наиболее активным участником этого процесса и пытаются выполнять максимально свои обязательства, свои гарантии. То, что касается помощи, на которую вправе рассчитывать Украина, ну, в первую очередь, это речь идет о военной помощи. Нам необходимо, например, соответствующее вооружение для того, чтобы успешно отражать агрессию России на Донбассе. Нам необходима также выработка четкой, конкретной стратегии, я бы даже сказал, наверное, и тактики, связанные с деоккупацией, в том числе Крыма. Я очень надеюсь на то, что Украине и Соединенным Штатам удастся разработать конкретные шаги, направленные на то, чтобы приблизить момент освобождения Крыма. Это, ну, критически важно для нашего государства. Есть еще целый ряд других направлений, по которым будет осуществляться, как я надеюсь, сотрудничество. Речь идет, конечно, и о экономической, торгово-экономической сфере, инвестиционной, современной технологии. То есть мы можем вернуть Крым в том числе тогда, когда Украина станет
экономически успешным государством, технологически развитым государством. Поэтому это тоже очень важный вклад со стороны Соединенных Штатов в развитие Украины как успешного государства и скорейшее возвращение Крыма. Ну, к вопросам деоккупации Крыма еще мы вернемся, но вот если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, так как вы являетесь главой Комитета Верховной Рады по внешней политике, у меня здесь несколько вопросов, и мы видим в последнее время, как в этом ключе свои опасения высказывают многие украинские политические аналитики и политики, а говорят не о том, что мы увидели вот выход Соединенных Штатов Америки из Афганистана, причем Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО, после чего последовала очень серьезная критика со стороны Германии, других партнеров США относительно того, что такой вот выход был организован очень быстро, резко и без предупреждения, и без должной даже подготовки в вопросах эвакуации. Потом мы увидели такую критику со стороны Французской Республики из-за заключенного военно-оборонного соглашения между Британией, США и Австралией. И вот ряд украинских аналитиков говорят о том, что вот Соединенные Штаты Америки для того, чтобы противостоять Китаю, могут на второй, на третий, на четвертый план откинуть своих союзников, которым также угрожает страна-агрессор. В данном случае, если говорим об Украине, то Россия. Вот у вас таких опасений в последнее время США не вызывает своими действиями? В частности, даже если мы говорим о том, что США дали зеленый свет Северному потоку-2. Ну, откровенно говоря, конечно, такого рода опасения, они возникают. Речь ведь идет о том, что в рамках, скажем так, внешнеполитического эстаблишмента Соединенных Штатов происходит определенная дискуссия, можно даже сказать, борьба мнений. Там условно можно обозначить как борьбу между реалистами или неореалистами и сторонниками либерального интернационализма, либерального подхода. Мне в данном случае, конечно, ближе сторонники такого либерального интернационализма, которые трактуют, скажем так, ситуацию, связанную с Украиной, в том плане, что Украина выступает в качестве форпоста в борьбе, в глобальной борьбе государств мира демократии против мира авторитаризма. И, кстати, президент Байден в своей риторике, в своих заявлениях, он, как мне кажется, ближе именно к такому пониманию, к такому нарративу. Вот в данном случае, мне кажется, что Украина действительно выступает, она борется за ценности, в том числе не только за свою территориальную целостность и суверенитет, и безопасность, но также за ценности западного мира демократических государств. И в этом смысле она находится на, я не побоюсь этого, на вершине, скажем так, стратегических приоритетов Соединенных Штатов. Есть, конечно, и другой подход, который в основном связывается с сторонниками неореалистического подхода, которые видят глобальное противостояние, в первую очередь, между Соединенными Штатами и Китаем. И здесь, конечно, Украина, ее место, оно в каком-то смысле, его необходимо рассматривать через призму вот этого противостояния. Но я думаю, что все-таки в Соединенных Штатах превалирует именно тот подход, который наделяет Украину особым значением для Соединенных Штатов, для всего западного, для всего цивилизованного демократического мира. Поэтому я не думаю, что произойдет, скажем так, произойдет то, что Украина окажется на обочине геостратегических интересов Соединенных Штатов. Я, по крайней мере, не вижу таких каких-то сигналов. А то, что касается Афганистана, то это было очень сложное, неоднозначное решение. И тут есть, знаете, американские эксперты, они поделены. Я читал, так сказать, их различные точки зрения, и тут трудно судить. Но есть плюсы, есть минусы в этом решении. Хотя вот, по-моему, все-таки здесь больше плюсов. Ну вот, кстати, есть такая даже конспирологическая теория, хотя ее артикулируют довольно известные и авторитетные аналитики, в том числе из Запада. Они говорят о том, что Соединенные Штаты Америки выходили из Афганистана неспроста и создали такую проблему непосредственно для России, Средней и Центральной Азии. Как вы думаете, такое возможно или это реальная конспирология?
Ну, я знаком с такой точкой зрения, и мне трудно судить. Мне кажется, что какие-то основания для нее есть. Но на самом деле любое внешнеполитическое событие имеет не одну конкретную причину, а множество самых различных причин. И когда принимается решение на самом высшем уровне, то оно принимается под воздействием или с учетом самых разных причин и самых разных факторов. Ну, действительно, вывод американских войск из Афганистана создает определенные проблемы для соседних государств. Это действительно так, но я не думаю, что Соединенные Штаты ставили это в качестве своей основной задачи. Я думаю, что здесь, скорее всего, были какие-то другие соображения. И если завершая тему Соединенных Штатов Америки, вопрос санкций я бы хотела очень обсудить с вами, потому что еще во времена правления Дональда Трампа и его пребывания на посту президента США в Конгрессе был принят закон о введении санкций в отношении России, довольно серьезные санкции, которые тогда еще прозвали адскими, драконовскими, если хотите. И вот этот вопрос каким-то образом сошел на нет, хотя агрессивные действия Российской Федерации не прекращались и не прекращаются. Какова все же вероятность того, что Соединенные Штаты Америки на каком-то этапе ведут эти санкции в отношении России? Как нам нужно разговаривать с нашими западными партнерами, в частности США, чтобы их действия в этом направлении были более активными? Ну, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы происходило наращивание и усиление санкционного механизма, санкционного давления на государство-агрессора, на Россию. Только таким образом удастся оказать влияние на поведение России с тем, чтобы в конечном счете она была вынуждена освободить Крым. Да. Мы работаем над этим, и тут необходимо работать нам, как парламентариям, в первую очередь с нашими коллегами, конгрессменами и сенаторами, убеждать их. В свою очередь они будут влиять на исполнительную власть, которая как раз вот и занята вопросами, связанными с санкционной политикой. Я хочу сказать, что в Соединенных Штатах существует своя методология в отношении санкций. Она, кстати, претерпела определенную эволюцию. В настоящее время используют так называемые smart sanctions, то есть умные санкции. Они имеют такой точечный характер, но они являются достаточно эффективными. И согласно исследованиям, которые проводились не так давно, они действительно воздействуют на экономику государства-агрессора, на экономику России. То есть они имеют свой эффект. Нам, конечно, необходимо бороться за усиление санкций и за усиление этого эффекта, но я думаю, что в Вашингтоне прекрасно понимают и существует определенный, может быть, даже план или стратегия проведения санкционной политики. Кстати, вот в Конгрессе в этом вопросе консенсус есть, потому что в администрации президента США Джозефа Байдена говорят о том, что есть две группы, которые лоббируют два разных направления. Группа Керри, которая говорит о том, что нужно договариваться с Россией, нужно вести переговоры, работать, вести какое-то сотрудничество и так далее. И более радикальная группа с Блинкеном, которые говорят о том, что Россия нам не может быть никогда другом, и нет смысла с ними договариваться, вести сотрудничество и так далее. Ну, исходя из своего опыта общения с американскими сенаторами и конгрессменами, я не так давно побывал в Вашингтоне, я могу твердо говорить о том, что существует единство и республиканцев, и демократов, то есть bipartisanship, то, что называют американцы, и направлено на то, чтобы усиливать и оказывать давление на Россию, на российского, в том числе, президента. То есть здесь никаких сомнений не возникает. Вместе с тем, американская внешняя политика по отношению к России в целом, она является достаточно прагматичной. Некоторые представители американского эстаблишмента, они говорят таким образом, что есть вопросы, по которым наши взгляды диаметральным образом расходятся с политикой России. И здесь мы не будем поступаться нашими принципами идти на какой-то компромисс. Но вместе с тем есть некоторые, скажем так, точечные вопросы, например, вот касается Сирии, ядерной программы Ирана, в которой Соединенные Штаты готовы в каком-то смысле даже сотрудничать с Россией. То есть действительно есть такой подход. Но нас интересует именно тот подход, который связан с реализацией наших национальных интересов. То есть с тем, чтобы максимально быстро провести деоккупацию
Крыма и Донбасса. Совсем недавно прошла сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на которой выступил президент Украины Владимир Зеленский. И довольно жесткое было его выступление, жесткая была риторика в отношении ООН. Он сказал, что Организация Объединенных Наций уже нужно проснуться. И более того, даже ООН назвал супергероем на пенсии. В последнее время нам приходится слышать такую жесткую, и как сам президент Украины Владимир Зеленский назвал, наглую политику и риторику в отношении наших западных партнеров. Как вы считаете, это правильно? Да, я считаю, что это абсолютно правильно. Иногда, знаете, для того, чтобы получить конкретный результат, необходимо заострять постановку вопросов. В данном случае я полностью разделяю подход, я бы сказал, даже новый подход президента Зеленского, который как президент обладает прерогативой в области внешней политики. Ну вот тот термин, который был использован, это своего рода метафора, нахабная политика. Я его все-таки интерпретирую скорее как дерзкая политика, да, то есть такая проактивная. Я вот понимаю это таким образом. И, безусловно, его речь, его выступление в Генеральной Ассамблее ООН привлекло внимание и не осталось незамеченной. И оказало действительно большое влияние на умонастроение, которое царят и в Организации Объединенных Наций, в Вашингтоне. И я считаю, что таким образом нам удастся добиться лучшего результата и более, так сказать, быстро. Лучший результат, о чем идет речь? О ужесточении санкционного давления, что вы имеете в виду? В первую очередь, конечно, речь идет об усилении санкционного давления, но не только. Речь идет и о оказании помощи Украине и в других сферах, в других областях, в технологической области, в инвестиционной, так сказать, и так далее. Но ведь с другой стороны, если вспомнить 2019 год и выступление Зеленского в Генеральной Ассамблее ООН в 2019-2020 году и взять выступление 2021, оно очень сильно отличается. И можно говорить о том, что риторика украинского внешнеполитического ведомства и риторика самого президента Украины Владимира Зеленского в последнее время, а именно с мая месяца этого года, она очень сильно изменилась и изменилась в более жесткую, более последовательную и четкую риторику. Вот с чем вы связываете такую трансформацию? Все же в 2019 году Зеленский говорил о том, что он планирует и увидел мир в глазах у Путина. Ну, там было несколько, так сказать, иначе, иные были формулировки. Действительно, знаете, дело в том, что, как мне кажется, внешнеполитическая концепция президента претерпела определенную эволюцию. Я могу судить это по, так сказать, деятельности в трехсторонней контактной группы. Были определенные ожидания относительно того, что удастся решить проблемы, в том числе реализация или имплементация Минских соглашений, если мы будем постоянно проявлять добрую волю и показывать пример. Но оказалось, что мы столкнулись с очень жестким, циничным, бескомпромиссным противником, который не прислушивается к доводам разума и не ценит, скажем, добросовестный подход в переговорном процессе. Поэтому, безусловно, и вполне естественно то, что риторика президента и риторика, так сказать, всей нашей внешней политики становится более жесткой, более, я бы сказал, реалистичной. Это вполне нормальный эволюционный подход. Ну, скажем так, условно, да, упрощая, что бывают такие ситуации, когда пытаешься по-хорошему, да, а оказывается, что контрагент или другая сторона, она просто не способна к этому. Тогда необходимо переходить к более весомым и к более, так сказать, жестким аргументам. То есть это вполне естественно, это нормально. Вы сказали и упомянули трехстороннюю контактную группу в Минске. И сейчас мы видим, как Россия всячески срывает любые переговоры и инициативы, которые бывают озвучены с украинской стороны. Как вы считаете, вообще в рамках минского формата можно ли урегулировать конфликт на востоке Украины? Вы верите в это?
Ну, я бы сказал, я бы немножко уточнил, я больше верю не в минский формат, а в нормандский формат, потому что основные вопросы должны решаться на более высоком уровне. Минский формат, он представляет, можно сказать, такой низовой технический уровень исполнителя. То есть все принципиальные вопросы должны решаться на более высоком уровне в рамках нормандского формата. Да, я понимаю. Ну, определенная надежда есть, хотя, не скрываю, она, в общем-то, с каждым днем танет. То есть она тает и становится все меньше. Поэтому, ну, все равно, знаете, даже если есть небольшой процент надежды, я считаю, что стоит бороться за это. Вы сказали про то, что надежда тает и пропадает. С чем это связано? Связано ли это с тем, что в ближайшее время встреча 4 лидеров в нормандском формате не состоится, и поэтому это говорите? Украина делает все, чтобы эта встреча состоялась. И у нас по-прежнему остается надежда, что, скажем так, Франция и Германия, как стороны, как участники нормандского формата, окажут достаточное воздействие на политику России и в каком-то смысле вынудит все-таки президента Путина пойти на то, чтобы имплементировать минские договоренности. Мы на это надеемся, и со своей стороны мы показываем добросовестность в имплементации, выполнении минских договоренностей. Мы показываем очень хороший пример. И надеемся на то, что наши партнеры нас понимают, поддерживают нас и будут делать все, чтобы вынудить Россию признать себя и стороной минских договоренностей, и стороной конфликта, и отказаться от крайне недобросовестного, циничного, я бы даже сказал, провокационного подхода в этом процессе. Ну, вот многие аналитики и ряд украинских политиков говорят о том, что имплементация Минских соглашений это навредит Украине, и в принципе Минские соглашения противоречат украинским национальным принципам, и их имплементация повлечет за собой конфедерацию в стране. Вы с этим не согласны? Я с этим не согласен. Более того, я, будучи юристом, я исхожу из того, что у нас есть определенный текст, который необходимо правильно интерпретировать и правильно имплементировать. Уже неоднократно было сказано нашими стратегическими партнерами, союзниками о том, что альтернативы минским договоренностям, их имплементации нет. Ну, в каком-то смысле можно с этим согласиться, потому что на сегодня это единственный документ, который перед нами. Но в то же время я считаю, ну, я тут выскажу свое мнение уже как, скорее, может быть, даже ученого, юриста-международника, я убежден в том, что Минские соглашения касаются не только вопросов освобождения, деоккупации Донбасса, но они касаются и Крыма, потому что есть в комплексе мер пункт 9, в котором говорится о том, что необходимо, чтобы иностранные войска и техника покинули территорию Украины. Вот это для меня принципиально важный пункт, потому что когда мы говорим об этой обязанности, обращенной к России, как стране Минских договоренностей, вывести свои войска, поскольку это иностранные войска, и военную технику с территории Украины, то мы можем трактовать это только таким образом, что речь идет о всей территории Украины, включая Крым. То есть вот с моей точки зрения, я неоднократно об этом заявлял, Минские соглашения могут быть окончательно и полностью реализованы только тогда, когда будут выведены российские войска и российская военная техника со всей территории Украины, подчеркиваю, включая Крым. Ну, сегодня мы видим, как Минский процесс, трехсторонняя контактная группа в Минске находится в некой стагнации. Мы видим, что в стагнации находится в том числе и нормандский формат, а именно на уровне лидеров нормандского формата. И вы знаете, что сейчас в Германии как раз прошли парламентские выборы в Бундестаг, и многие социологи говорят о том, что с большой долей вероятностью новым лидером и канцлером Германии станет лидер СДПН Олаф Шольц. Известен ли вам этот кандидат в канцлера Германии? И как вы думаете, с приходом нового канцлера изменится ли внешнеполитический курс Германии в отношении Украины? И возможно ли какие-то тектонические изменения в нормандском формате?
Но сейчас трудно об этом говорить, потому что мы уже привыкли к тому, что Ангела Меркель олицетворяет политику Германии, в том числе она, по сути, является одним из создателей Минских договоренностей. И, в принципе, ее политика, она была как раз направлена на то, чтобы реализовать Минские договоренности. Как поведет себя, скажем так, ее преемник на посту федерального канцлера, пока сложно сказать. Но в то же время я надеюсь на то, что будет создана коалиция между СДПГ и Союз 90 Зеленые. А как мы знаем, Союз 90 Зеленые, мне приходилось лично общаться с их руководителями, они настроены, я скажу так, в пользу международного права и в пользу Украины. То есть они прекрасно понимают, что происходит, и у них нет каких-то иллюзий в отношении России. То есть я надеюсь, что все-таки германская внешняя политика Германии, она будет ориентирована на поддержку Украины как жертвы, и не будет ориентироваться на государство-агрессора, на попытку какого-то компромисса с государством-агрессором. По Северному потоку продвижения никаких не будет в пользу Украины, я правильно вас поняла? Ну, сложно сказать. Мы боремся за это, мы предпринимаем максимальные усилия. Вот, кстати сказать, вот та поездка, которую я упоминал, в Вашингтон, она была связана непосредственно с попыткой остановить этот геополитический проект, который вреден, который разрушает трансатлантическую солидарность, который направлен не только против Украины, но и против европейского единства и против Европы в конечном счете. Я считаю, что игра еще не проиграна, что у нас остаются шансы на победу, но это, вероятно, будет связано с вопросами сертификации. И, в принципе, нам необходимо быть готовым к различным вариантам развития событий и успеть создать эффективные гарантии на тот случай, если Россия даже при худшем, скажем так, раскладе, если Северный поток будет введен в действие, необходимо создать гарантии, которые позволят, скажем так, создадут предпосылки к тому, чтобы Россия не использовала Северный поток в качестве оружия, направленного против Украины и против Европы. Ну, я думаю, что мы с вами довольно сомнительно относимся к этому слову гарантии, в особенности после Будапештского меморандума. Вообще, на какие гарантии мы можем рассчитывать, что это может быть и кто будет решать, Россия использует газ как оружие или нет, и что является использованием газа как оружие или нет. Тут очень огромное поле для маневра. Я с вами согласен, как юрист, я считаю, что нам необходимо бороться за то, чтобы были созданы четкие формулировки, для того, чтобы был создан конкретный механизм. И, кстати говоря, с учетом того, скажем так, грустного опыта, который мы получили после Будапештского меморандума. Нам необходимо учитывать этот опыт, быть очень прагматичными и требовать именно конкретики, требовать того, чтобы был создан простой, эффективный механизм и не было бы каких-то разночтений при его реализации, для того, чтобы, знаете, исходить из худшего варианта, потому что, скорее всего, сама идея Северного потока, она как раз была направлена против Украины, и основная задача России состоит в том, чтобы таким образом использовать этот поток, Северный поток против Украины. Мы это должны учитывать и, я бы даже сказал, требовать или призывать наших партнеров, в том числе Германию, к тому, чтобы учесть все возможные худшие варианты развития событий, то есть исходить из худшего варианта. А для этого необходимо четко представить четкий механизм, который бы устраивал нас в полной мере. У Украины этот механизм уже есть, этот план разработан? Ну, мне такой план неизвестен, но я надеюсь на то, что он разрабатывается. Пока мы не отказались от идеи того, что нам удастся остановить Северный поток в принципе. То есть мы за это боремся, продолжаем нашу борьбу. Но на всякий случай я считаю, что необходимо готовиться и к другому варианту
к созданию вот такого вот механизма. Тут имеет еще значение, как мне кажется, и то, что Германия становится морально ответственной за поведение России в случае, если Россия попытается воспользоваться Северным потоком против Украины. Вот этот момент ответственности Германии, мне кажется, необходимо подчеркивать. Это очень важно. И таким образом удастся добиться того, чтобы Германия была заинтересована в том, чтобы Россия не использовала это оружие против Украины. Вместе с этим у нас очередной скандал, конфликт с Венгрией в связи с тем, что те заключили соглашение с российским концерном «Газпром» о транзите газа в обход Украины через турецкий поток. Мы слышали довольно критические заявления с украинской стороны и с венгерской. Более того, Орбан еще раз сказал что Венгрия продолжит блокировать переговоры Украина-НАТО. Как вы думаете, насколько далеко мы можем зайти с конфликтом, в конфликте с Венгрией, и чем это небезопасно? Но, к огромному сожалению, исходя даже из недавних заявлений министра иностранных дел Венгрии Сиярто, я слушал его выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы, например, есть определенные, скажем так, тревожные нотки, которые заставляют задуматься. Я сторонник поиска конструктивного подхода в отношениях с Венгрией. Я уверен в том, что необходимо искать, и мы можем найти какие-то компромиссные варианты. Но при этом мы не должны идти на компромисс, когда речь идет о наших национальных интересах, в том числе, которые касаются нашей безопасности. А вопрос поставки газа — это является, безусловно, не только вопрос экономики, но в первую очередь вопрос нашей национальной безопасности. Я считаю, что решение, которое было принято в Венгрии, вот так вот в обход Украины, это ошибочное решение. И оно не соответствует в первую очередь политике Европейского Союза, частью которого является Венгрия. Я надеюсь на то, что совместными усилиями, в том числе с помощью других государств-членов Европейского Союза, удастся убедить Венгрию отказаться от этого проекта и в большей мере учитывать интересы Украины и интересы трансатлантической солидарности. И тема Крыма, пан Олександре, вот до вас в нашем эфире был Николай Полозов, адвокат Наримана Джеляла, первого заместителя председателя Меджлиса крымстарского народа, который был задержан на территории оккупированного полуострова 4 сентября с другими крымскими татарами, которые подверглись пыткам со стороны ФСБ. И вот он нам сообщил, что Наримана Джеляла в принудительном порядке вывезли из СИЗО, в котором он находился на протяжении последнего месяца, в Симферопольскую психиатрическую больницу. И он эти действия российских оккупационных сил назвал незаконными и безосновательными и провел параллель с Советским Союзом, когда также в отношении инакомыслящих применялась такая практика, как карательная психиатрия. Мы знаем, что Нариман Джелял принимал участие на саммите Крымской платформы, и президент Украины Владимир Зеленский и многие украинские политики последнюю волну репрессий связали с успешно проведенным инаугурационным саммитом Крымской платформы. И, естественно, здесь возникает вопрос, а какой сейчас ответ должна дать Крымская платформа на очередную волну репрессий со стороны Кремля? И почему все еще не были начаты консультации по этому вопросу стран-член-участников Крымской платформы? Да, я полностью что речь идет о такой своеобразной, довольно циничной мести со стороны России и со стороны российского президента после успешного проведения саммита Крымской платформы. Россия таким образом реагирует на вот этот серьезный дипломатический успех. С другой стороны, это является определенным тестом эффективности того, что нам удалось создать, вот это как раз Крымской платформы. И здесь очень важно, какова будет реакция. Я надеюсь, что реакция будет достаточно жесткой, и те государства, которые стали участниками Крымской платформы, они должны реагировать соответствующим образом. В первую очередь, конечно же, речь идет о новых санкциях. То есть каждое
провокационное действие России, каждое военное преступление, а здесь мы говорим о совершении именно военных преступлений, оно должно иметь свой жесткий ответ со стороны государств, участников Крымской платформы. Это очень важно, и я на это очень надеюсь. Я думаю, что в ближайшее время последует достаточно жесткая реакция. Это крайне необходимо и Украине, и всему цивилизованному мировому сообществу. Но мы видели отдельную реакцию наших западных партнеров, стран Европейского Союза, мы видели отдельную реакцию Соединенных Штатов, Канады, стран Балтии, что не менее важно. Но вот консолидированной реакции всей Крымской платформы, как структуры, как институции, ее не было. Просто еще не успели, или с чем это связано, на ваш взгляд? Я надеюсь, что пока не успели, то есть я верю в то, что готовится. Это я тоже знаю, что ведутся переговоры с участниками Крымской платформы для того, чтобы добиться, как минимум, прекращения вот этой волны репрессий. Причем речь идет о том, что, например, даже на такой площадке, как Парламентская ассамблея Совета Европы, этот вопрос постоянно поднимается. Я, например, тоже, в частности, в своих выступлениях постоянно об этом говорю и считаю, что необходимо использовать всевозможные методы и всевозможные международные площадки для того, чтобы, по крайней мере, остановить эту волну репрессий и освободить незаконно задержанных, скажем так, заложников на сегодняшний день Кремля. Вот это крайне важно и крайне необходимо. Есть еще другие, более, так сказать, скажем так, тихие дипломатические пути решения этой проблемы. То есть на сегодняшний день, как я в моем представлении, попытка решения этой проблемы осуществляется с помощью тихой дипломатии. Если это не удастся, то тогда необходимо будет переходить к более жестким мерам для того, чтобы остановить эту волну репрессий. А что это за меры жесткие могут быть? Уже об этом говорилось, то есть в основном речь идет о новых санкциях. То есть, по-моему, каждая провокация Кремля должна сопровождаться жесткой реакцией с помощью усиления санкций. Вот только такого рода ответная реакция может остановить Россию и остановить новые военные преступления. А мы, как государство, как Украина, достаточно, на ваш взгляд, ввели своих санкций в отношении России? Вот многие аналитики говорят о том, что мы до сих пор не разорвали дипломатические отношения с Россией. Когда была ситуация в Керченском проливе, говорят о том, что как так, почему мы до сих пор не денонсировали этот договор об общем использовании Азовского моря между Украиной и Россией, да, и в принципе уйма еще договоров между Россией и Украиной, которые до сих пор не денонсированы. Я в рамках, так сказать, своей деятельности и в своем комитете я неоднократно сталкивался с этим вопросом. Дело в том, что есть определенные плюсы и минусы, связанные с разрывом такого рода договоров. Здесь все-таки я считаю, что необходимо, прежде чем принимать такое решение, необходимо учесть мнение экспертов, в том числе экспертов Министерства иностранных дел, насколько это нам выгодно в сложившейся ситуации. Потому что здесь вот необходимо провести даже, может быть, своеобразную инвентаризацию и ревизию отдельных договоров на предмет того, стоит ли нам их оставлять в силе или же следует денонсировать эти договоры. Это действительно очень важный вопрос. То есть этим МИД на сегодняшний день, кстати, серьезно занимается. А то, что касается дипломатических отношений, то вот я лично, например, с момента начала войны я выступал за то, чтобы прекратить дипломатические отношения с Россией. Мне казалось это просто каким-то странным парадоксом. Но тут опять-таки могут возникать определенные сложности, скорее политического, даже не юридического характера. И необходимо учитывать все факторы. Например, у некоторых аналитиков или экспертов есть свои аргументы в пользу того, чтобы оставить ситуацию так, как она есть. У меня, например, еще на сегодня не сформировалось однозначного подхода к этому, но я считаю, что здесь необходима серьезная аналитическая работа с учетом всех факторов. То есть стоит ли нам
прекратить дипломатические отношения с государством-агрессором, подчеркиваю. Дело в том, что на сегодня юридически мы находимся в состоянии войны. Это очевидно, это понятно. Здесь не возникает никаких вопросов. Но стоит ли продолжать дипломатические отношения для того, чтобы использовать их для защиты, скажем так, тех, кто наших граждан, которые стали заложниками Кремля? Вот в этом я не уверен. Вот. Здесь необходимо все-таки провести соответствующую аналитическую работу. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсагулно, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Олександр Марашенко був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України «Слуга народу» та голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. А я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Буквально через 3 минуты эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Не пропустите. Я желаю всем хороших выходных. Куршкенч. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprağım. Mening Kırımım. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Қырым татарлар Украинаның тарихи душманы кебі уйдырма Русияге элверішледір. Бөле меджлисте аман-аман бір ел девамында Киевдегі метро вагонларында тақдим етілген видеоны изатладылар. 18 саниелік видеода Қырым ханының ордысы Украина топрақларыны басып, чайпап инсанларыны базарларда сатмақ үшін эсір алған айтыла. Меджлис темсілжілері метрода видеоларына тақдим еткен шirketке мұражат еткен сон видео костеролеві тоқтатылған. Це московський наратив, що Кримське ханство – це вічні загарбники, що вони завжди воювали зі всіма своїми сусідами, вони йшли за Ясиром, і цим вони заробляли, і за це вони, і цим вони жили. Це от такий завжди був посил Москви. І хто з Києва сьогодні, на 8-й рік російсько-української війни, він таким чином висвітлює історію Криму і кримських татар. Отже, це ще раз говорить про те, що і ми, кримські татари, і українці,
маємо здійснити все для того, щоб власну свою історію роздивлятися через через власне своє розуміння, через власне своє висвітлення, а не показувати її один одному так, як нам її написали в Москві. Meclis reisi Rifat Чубаров qayd etkeniне ko'ra Ukraina ve Qrim tarixында bir cho'q voqealar olib kechdi. Ular arasında Ukrain ve Qrim tatar xalqlarini birleştirgan bir cho'q hadisalar olganini qayd etdi. Якщо уж дійсно було таке дуже, можливо, неглибоке знання кримської історії, історії кримсько-татарського народу, історії українсько-кримсько-татарських відносин, чому не взяти десятки дуже знаменних подій? Конотопську битву, де ми разом стояли проти московського війська, і де 6 тисяч кримсько-татарських вершників загинуло під Конотопом, вони лежать в тій землі, або битву під Жовтими водами, або, я не знаю, Бродський похід кримського хана. Чому не взяти часи Мазепи, коли намагалися максимально знайти союзницькі відносини? Metropolitende video kosterolmesinden Transmedia şirketi uğraşa. Onun müdiri Oleg Havruk bu videoni kim sımarlagаны, kim onun muallifi olgаны ve kosteruge kim ruxsat bergeni hakkında suallerge resmi müracaat berilgen son cevap bermege işandırdı. ATR telekanalı böyle müracaatını endi yolladı. Ахмеджетнің işgalciler mahkemesi Qrim tatары Abdumalen Susanovға 7.000 ruble jürimi belgiledi. Onu sentyabrның 4-інде FSB binası yanına çıkıp karantin sınırlamalarını bozgаны için mahkum ettiler. O kunu bir çok Qrim tatары FSB binası yanına kelip, hırsızlangan 5 vatandaşımız ne yerde olganını bilmege tırıştı. İmayıcı aytkanına göre Susanov o zaman başka sokakta eken. Lakin işgalciler jelp etken şahatlar bunu inkar etmege tırışkanlar. Şahatlarının biri sokakның başka tarafında iş yerinde oturgаны vaqt Qrim tatarlar toplaşkanını көргенін айтқан. Bunun beraber Qrim tatarlarının agressiv qıçıruvlarını eshitken. Мы сказали, что мой доверитель в данном массовом мероприятии в принципе-то и не участвовал. То есть его судят фактически за его внутренние переживания, за то, что он, даже будучи в другом месте, однако переживал и интересовался о судьбе несправедливо задержанных крымских татар. Не нравится, что мы помогаем своим соотечественникам, переживаем за них. Вот и вся проблема, короче, наша вся вина в этом такая заключается. Но тем не менее мы должны быть вместе, сплотиться, помогать друг другу, в трудных ситуациях выезжать, поддерживать. Потому что рано или поздно это в любой дом могут они прийти, кого захотят арестовать, посадить, без всяких доказательств. Как говорится, была бы жертва, обвинения они найдут. Мир Ибрагимовның mahkemege kelmegenine bakmadan karantin sınırlamaları bozulmasında qabatlı olarak tanıp 5.000 rublege cezaladılar. Onun imayıcısı qaydetkenine göre karar çıkarılğаны hakkında mahkeme saytından bilgenler. Anda karar da sentyabrның 30-ında çıkarılğаны qaydetilgen. Abdulaziz Salavatov 1000 ruble jürimi aldı. İmayıcı Salavatov planlaştırılgan aksiyalarda iştirak etmegenini kandırmağa tırışkan. Anda apansızdan rahatsız insanlar toplaşkanını bildirdi. Lakin işgalciler mahkemesi hiçbir delilini көз алмаған. Считаем, что это решение, оно необоснованно и незаконно, естественно, и будем обжаловать его в апелляционную инстанцию. А если оно будет там засилено, так скажем, тогда, естественно, мы обратимся и в Европейский суд по правам человека, и также в другие международные инстанции. Sabık siyasi mabus İsmail Ramazanov'ның babası Seyitnebi Ramazanov da 5.000 ruble ceza aldı. O da FSB binası ogunda o'z-o'zinden insanlar toplaşması vaqtında karantin qaydaları bozulmasında qabatlı olarak tanıldı. Qabatlangan o'zi qayd etkenine göre o kunu ijtimoiy distansiyani riayet etib maskada ekan.
етілген емайжилерінің эпосы талаплары. Шу сырада протокол тізген ишгалжилер полис хадима. ФСБ бинасы янында олған тюкендан саты жышы атлары давет етілмесінде рет етілген. Адвокат Алексей Ладин қайдеткенне көре, бұл шатларының аңлатмалары делилдегел, чүнке ресми шекілде қайдетілмеген. По сути, эти объяснения не доказывали вину Рамазанова. Ну, к примеру, один из продавцов пояснял, что он заметил там около 50 лиц азиатской национальности, на вид похожих на татар. Сотрудники полиции якобы то есть они толпились. Сотрудники полиции высказали им требования разойтись, однако, как сказал продавец, татары продолжали толпиться. В общем, эти объяснения никакого отношения, собственно, к Ситниби Рамазанову не имеют. Бұл протоколда yazıла ки bizler еміш басқамыз ФСБ-ның ondan беп қорққанлар еміш. Onun için inşallah bularını yapқан nahaq yapқан cinayı boz boten қапаған біздің din kardeşlerimizin ben cemaatimden sorar edim ki hiçbir vakit çette durmağız. İnşallah ümitim bek büyük. İnşallah biz birlikte olsak bu kıyınçılıklardan geçerik. Amin ya Rabbi. Раим Сейтхалилов 3000 рубль жүреме алды, ама оны махкеме топлашуына кечірмегенлер. Сентябрьнің 4-інде ФСБ бинасы янында 58 қырым татары тұтылды. Эпсін автобусларға юклеп ишгалжы полис бөліклеріне алып кеттілер. Екі кіші полис хадимлерінің бұйрықларыны еріне кетірмегенінде қабаатланып 10 ве 15 күнге апсханеге ташланды. Қалғанлар карантин сыңырламалары бұзылмасында мемори протоколлар алды. Онлар жейінсан 30 бенге қадар пара жазаларын алды. Халық депутатлар Юқары Шуранын яңа ел басшысы оларақ спикерінің бірінші муавині олған Руслан Стефанчукны сайлады. Оның намзеті үшін 261 халық депутаты рей берді. Вельми шановні колеги, щиро вдячний вам за таку високу довіру. Я постараюся зробити все, щоб виправдати її. Щиро дякую усім. Дякую. Стефанчуктан ғайры спикер вазифесінің Европейская солидарность фракциясындан екі депутат Алексей Гончаренко ве Яна Зинкевичнің намзетлері көстерілді. Гончаренкоға 44 рей берілді. За 44. Зинкевичнің намзетіне 146 халық депутаты қол тұтты. За 146. По фракціям, будь ласка, покажіть, звичайно. Стефанчукның намзетіне за майбутнє. Довира группалары ве 6 фракциядан тыш халық депутаты қол тұтты. Слуга народа фракциясындан етерлі 226 рей олмады. За 261 рішення прийнято. Прошу показати по фракціям. Стефанчук Юқары Шура ел башысының бірінші муавин оларақ 2019 сенесі августан 29-ында тайынленген еді. Бұнен берабер парламенті президентінің темсілжісі еді. Бұндан евел Слуга народа фырқасының азасы еді. Владимир Зеленский еле да студентлік вақтында таныш олған. Бераберлікте КВНді ойнайдылер. 2019 сенесі есе Зеленскийнің сайлап алды штабының азасы еді. 2019 сенесі август айындан берлі спикер олған Дмитрий Разумковны депутатлар түневін истифаға юллады. Президент сайлаулар вақтында о Владимир Зеленский тақымының итибарлы азасы еді. Разумков истифаға юлланылмасы үшін қабыл етілген олигархлар қануны черчевесінде Слуга народа ве президент арасында фарқлы бақышлар олды. Парламент минберінден чықыш япар екен Разумков Слуга народа парламентке вазифелер ве парай чундегелде мемлекетні деңіштірмеге келді деп қайдетті. Бұл принциплерге инсанлар инанды, шымды есе бам башқа шелер ола деді. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу,
став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне – вона не вартує довіри людей. Слуга народа фракциясында кайд эткенлерине көрө Разумков энди президент такымынын азасы дегил. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз ми вже не можемо вам цьому довіряти, цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради. Юқары Шура юлбашчысынан бірінші муавинді тайынлемеге тұрыштылар. Слуга народа Александр Корниенконың намзетіні көстерді. Европейская солидарность София Фединаның намзетіні теклиф етті. Оларның намзетлері енді парламенттің кележек топлашуы октябрьнің 19-ында бақылмалы. Давайте згадаємо історію з відміною. Слуга народа фракциясындан халқы депутаты Татьяна Третьякованы өлген халқы депутаты Антон Поляков аққанда чорландыру сөзлер айтқаны үшін парламенттің кележек 5 сессиясында иштирак етмесінден четлештірділер. Бөле талапнен регламент комитетіне парламент фракцияларының юлбашчылары мұражат еткен. Пані Третьякова дозволила собі, мені здається, дуже необережні висловлювання. І я з самого початку вибачився перед всіма своїми колегами, перед виборцями за такі висловлювання. Пані Третьякова покинула залу, і ми сьогодні підписали від всіх фракцій листа на регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань. Галина Третьякова депутатлар чатында Зенаддаш Антон Поляков өлмесі қында қаба сесленді. Обыр душман йоқ олды деп язған. Халқы депутатларының сөзлері за майбутнє группасы депутатларына чулатты. Поляков бұл группаның азасы еді. Тільки що в вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Третьякова өз позициясына аңлатты, ама депутатларына да чоқачувлатты. Спикер аттауға микрофонны сондырмеге авали етті. Звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу», це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор це вам. Галина Миколаївна, виключіть, будь ласка, мікрофон, шановні колеги. Халқы депутаты Антон Поляков бұл геже таксиде өлген. Полицияның версиясына көре оның жүрегі ярамаған.
Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліметіні толдырыңыз. Төлеулер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдетіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый день, вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, я Юрий Мацарский. А с нами на связь из Грузии выходит мой коллега, журналист и блогер Тенгиз Аблотя. Тенгиз, приветствую вас, спасибо большое, что присоединились сегодня к нам. Добрый день. Вы знаете, нет важнее вообще сейчас истории, как мне кажется, по крайней мере на постсоветском пространстве, чем выборы, прошедшие в Грузии в минувшую субботу 2 октября. Хотя при этом это были так называемые муниципальные выборы, в ходе которых выбирали не президента, не парламент, который потом формирует общенациональное правительство, а выбирали мэров и депутатов народных советов. Я вот прежде чем мы перейдем дальше к разговору, попросил бы вас в нескольких словах объяснить, почему же вышло так, что в принципе-то обычно не самые значительные, не самые важные муниципальные выборы вдруг стали для Грузии и для значительной части постсоветского пространства, повторюсь, процитирую сам себя, таким важным событием. Ну, наверное, в первую очередь это было связано с тем, что Саакашвили прибыл в Грузию для того, чтобы, ну, скажем так, поднять градус на этих выборах. И, видимо, я думаю, что влияние и интерес со стороны международного сообщества, в том числе стран бывшего Советского Союза, скорее всего, связан именно с фактором Саакашвили. Но внутри Грузии ситуация несколько иная, потому что здесь интерес к этим выборам был и без Михаила Саакашвили. И было это по двум причинам. Первое, это немножко такая чуть-чуть далекая история, ну как далекая, год назад. Год назад у нас были парламентские выборы, результаты которых, ну скажем так, не устроили оппозицию, которая считает, что они были сфальсифицированы, и настаивает на проведении досрочных парламентских выборов. Потом были переговоры между властью и оппозицией с посредничеством Евросоюза. И было достигнуто соглашение о том, что если на муниципальных выборах власть получит меньше 43%, то будут назначены досрочные парламентские выборы. То есть, с одной стороны, это были, как вы сказали, не очень важные и не очень значительные муниципальные выборы, которые тем более в условиях минимальных полномочий местных органов власти принципиального значения никакого не имеют. А с другой стороны, это был вроде как референдум по поводу проведения новых выборов. Другое дело, что потом правящая партия от своего же участия в этом соглашении отказалась и сказала, что даже если будет 43%, то досрочных парламентских выборов мы все равно назначать не будем. То есть для оппозиции это был в своем роде референдум, хотя для правительства он такой роли не имел. Это один фактор. И второй фактор был в том, что муниципальные выборы в Грузии всегда рассматриваются как вот некая репетиция перед крупными, то есть настоящими парламентскими выборами. И хотя расстояние между ними сейчас 3 года, но это все равно очень важный сигнал.
То есть слабые показатели правящей партии и, наоборот, хорошие показатели оппозиции – это сигнал. Это сигнал к тому, что через 3 года ситуация в стране может измениться, в смысле власть может проиграть. Это раз. И еще очень важно победа оппозиции на местах, которая принципиального значения, конечно, не имеет. Допустим, вот сейчас вполне возможно, что будет несколько оппозиционных органов власти в различных городах. То есть Батуми, например, власть проиграли, и там, судя по всему, будет оппозиционное городское собрание. И это важно психологически. Это как футбольная команда, которая всегда проигрывает, а потом один раз она должна выиграть для того, чтобы у нее появилась уверенность в том, что победа вообще возможна. То есть психологический фактор тут тоже имеет очень большое значение, потому что выборы, как вы понимаете, это не математика, это математика плюс психология, социология и все вместе. И вот эти 3 фактора, то есть Миша, первый фактор, второй фактор — это референдум практически с точки зрения оппозиции, и третий — психологический фактор, который должен показать оппозиции, что в выборах побеждать можно, и должен внести сомнение, вот в какую-то уверенность со стороны власти в том, что она непобедима. Вот это совмещение 3 факторов. Скажите, пожалуйста, а вот если возьмем совокупный результат правящей партии «Грузинская мечта», там 46,5%, чуть больше 46,5%, судя по официальным заявлениям. Это, в общем-то, такой хороший результат? Или мы можем уже сказать, что потихонечку, полигонечку, но «Грузинская мечта» теряет поддержку грузинского избирателя? Тут вот опять что-то сложно все. То есть, с одной стороны, это гарантирует им какую-то победу, потому что у нас выборы, так же как и в Украине, проводятся по 2 системам, то есть партийные и одномандатные. И одномандатники практически всегда побеждают от власти, потому что это, как правило, местные какие-то толстосумы, которые содержат чуть ли не половину населения региона, и у них там все куплено, все схвачено. Вот один и тот же регион может, скажем, дать оппозиции 50%, скажем, именно по партийным спискам 50-45%, и в то же время отдать 60% представителю правящей партии, который будет какой-то местный миллионер, который там дает работу какому-то энному количеству своих односельчан или жителей этого маленького какого-то городка. То есть это одна сторона. Но с другой стороны, в 2024 году, на который все, собственно, это и нацелено, о чем мы тут говорим, в 2024 году эта система меняется, будет только по партийным спискам. То есть палочки-выручалочки в лице мажоритарных голосов у власти уже не будет. И эти 47% это означает, что у них будет не 60, как с помощью одномандатников, а 47 это будет 47. То есть, с одной стороны, это, конечно, плохо. Потому что 47 это меньше, чем 53, а 53 у оппозиции. С другой стороны, если все пройдет как сейчас, то эти 47% и даже 45%, даже 44% хватит на то, чтобы в конце концов даже без одномандатников победить. Потому что если присмотреться, то из этих 53% 15% они теряются, потому что эти голоса получили небольшие оппозиционные партии, которые не могут пройти 3% барьер. Там есть партии, которые получили там 0,7%, там 1%, 1,5%. В целом... Что-то у нас случилось со связью. Я надеюсь, что сейчас удастся восстановить связь. Я напомню, что из Грузии, из Тбилиси сейчас с нами на связи с помощью интернета был Тенгиз Аблоти, журналист и блогер. Мы сейчас обсуждаем те самые грузинские выборы, муниципальные выборы, которые прошли
в минувшие выходные. И вот благодаря, собственно говоря, Тенгизу мы разобрались, почему это такие важные выборы. Потому что оппозиция всерьез рассчитывала на то, что эти выборы, на которых, в принципе, избираются мэры и депутаты местных советов, смогут стать неким таким референдумом о доверии или недоверии к более высоким органам власти. В первую очередь речь идет о парламенте, ну и формируемом путем голосования в этом самом парламенте правительства. То есть позиция считала и договорилась с властями о том, что если вы набираете меньше 43% голосов, то, собственно говоря, мы назначаем новые парламентские выборы, и по итогам которых вот та самая партия «Грузинская мечта» может уже, наверное, и не быть более правящей партией. После, как там рассказал Тенгиз, вскоре после этого, собственно говоря, грузинская мечта из соглашения вышла, и вроде бы как с точки зрения правящей партии такой договоренности больше и не было, но тем не менее все равно в среде грузинской оппозиции, в среде тех людей, которые выступали и продолжают выступать против грузинской мечты и во многом против основателя и сейчас, наверное, можно сказать, неформального лидера этой самой грузинской мечты, человека по имени Бидзина Иванишвили, вот они считают, что так или иначе договоренность, несмотря на то, что власть от нее отказалась, продолжает действовать. Я вот на минувших выходных как раз... Тенгиз, рад вашему возвращению. Хотел у вас вот какой момент уточнить. Скажите мне, пожалуйста, я был как раз в день выборов, еще пару дней после этого в Грузии, в том числе в Тбилиси, и выслушал самые разные мнения насчет Михаила Саакашвили и его, насколько я понимаю, главного политического конкурента, как сказали бы англоязычные ребята, его немезиды Бидзины Иванишвили. Скажите, пожалуйста, насколько оправданы обвинения со стороны представителей оппозиции, со стороны избирателей Саакашвили и его партии в адрес Бидзины Иванишвили в том, что он пророссийский, а то и российский политик? Насколько стоит верить таким, в общем-то, очень серьезным обвинениям? Ну, в этом есть некоторое преувеличение. Дело в том, что он не пророссийский, он как бы это сказать, про сам себя. То есть у него нет идеологии, у него нет каких-то особых взглядов. Для него что Запад, что Россия какого-то принципиального значения не имеет. Для него принципиальное значение имеет на данном этапе сохранение своей власти. Пока Запад не препятствует ему. Пока он большой везунчик, и, в общем, ему прощается практически все. Поэтому у него пока сейчас нет причин для радикального разворота в сторону России, тем более, что значительная часть его капиталов хоть и была заработана в России, но размещена она на Западе. То есть если он завтра открыто пойдет против Запада, начнет здесь в Грузии там устанавливать настоящую диктатуру, не то, что сейчас там какие-то неловкие попытки кого-то запугать, а вот по-настоящему, да, вот такой хороший, здоровый путинизм, если он начнет строить, то вы же понимаете, что Иванишвили это не Путин, и если Путину это прощают, потому что за его спиной стоит 145-миллионная ядерная страна, то Бидзине этого никто не простит, и он под санкции залетит через 5 минут. А у него все огромные капиталы, они вложены именно в западные акции. То есть и в России тоже, понятно, но там речь идет о миллиардах. Там на сколько-то миллиардов у него в России, сколько-то миллиардов у него на Западе, мы сейчас точно не знаем, но в любом случае потерять их ему неохота. Поэтому ему приходится вот как-то сидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, у него задача не обидеть Россию. И поэтому он делает все для того, чтобы именно не обидеть Россию, то есть не предпринимает никаких действий, которые могут, скажем, не понравиться России. При этом, скажем, Грузия продолжает принимать участие в стратегических проектах, которые Россия оценивает как антироссийские. Имеется в виду все эти газопроводы, нефтепроводы. То есть, ну такая, то, что есть реально прозападные, да, кроме декларативных заявлений о том, что мы вступаем в НАТО, потому что на самом деле мы прекрасно все понимаем, что мы никуда не вступаем. И вот поэтому вот у него с одной стороны такая задача
не испортить отношения с Россией, не дать ей аргумента для того, чтобы, скажем, отменить экономическое сотрудничество в первую очередь, потому что войной сейчас Россия уже не пойдет, у нее другие приоритеты. С другой стороны, не испортить отношения с Западом, потому что Запад реальный союзник, Запад очень помогает грузинской мечте выстоять, выжить, скажем, это и финансовая помощь, и политическая, и какая угодно. И третье, то, что у него значительная часть капитала, она именно в Европе. И поэтому ему приходится как-то учитывать интересы всех сторон, лоббировать как-то И поэтому иногда это очень кажется в том числе, что это выглядит как пророссийская ориентация. Хотя на самом деле это ориентация на сохранение власти путем такого учета интересов всех сторон, да так, чтобы никого не обидеть, так, чтобы и Путина не обидеть, так, чтобы и европейцев с американцами не обидеть. И чтобы при этом как-то свое положение сохранить. Поэтому я не могу сказать, что он однозначно пророссийский, как это утверждается, потому что если бы он был пророссийский, если бы для него мнение Запада не имело никакого значения, я вас уверяю, кроме Саакашвили уже половина оппозиции сидела бы в тюрьме. И не было бы никаких оппозиционных телекомпаний, был бы настоящий, реальный путинизм, а не какой-то квази-диктатура, которая даже диктатурой ее назвать нельзя. Тенгиз, скажите, пожалуйста, а зачем сейчас Иванишвили и, в принципе, Грузия и Россия? Это важный экономический партнер, которому не смогли найти замену даже спустя много лет после начала оккупации Абхазии и Цхинвальского региона? Или какие-то еще есть другие соображения, по которым не очень хочется портить отношения с Москвой? Первое – это нежелание снова иметь, скажем, не войну, война вряд ли будет, но какое-то горячее противостояние с Россией. Так? То есть какие-то более жесткие действия со стороны Москвы. Это не обязательно полноценное вторжение, потому что вторгаться уже некуда. Все, что можно было, они вторглись, а теперь Россия не будет вторгаться на чисто грузинские нелояльные территории. Это примерно то же самое, что Россия вторгалась в Львовскую область. Да, она этого делать не будет, даже если будет такая возможность, потому что не нужен им Львов, там нелояльно, да, население. Это одна сторона, но испортить жизнь может бомбы бросать куда не надо или еще что-то. В общем, способов жесткого противостояния с Грузией у России достаточно много, даже без открытых военных действий. И второе, экономические отношения, к сожалению, виноделие в настоящее время по-прежнему на 60% зависит от российского рынка. Насчет туризма все не так просто, потому что туризм, он тоже очень зависим от России. Но туристический поток из России, он как-то он сам по себе. Есть у Грузии отношения с Россией, нет у Грузии отношений с Россией, это практически никак не влияет. Например, сейчас у нас нет ни авиационного сообщения с Россией, ни сухопутного, а туристы все равно приезжают. То есть туристический сектор, он вроде бы, это Россия, и власти вроде бы имеют какие-то рычаги для того, чтобы его приостановить. Но реально эти рычаги не работают, и туристы все равно в каком-то, причем приличном количестве, приезжают, не имея ни дипломатических отношений, не имея ни даже авиационного сообщения, ни даже автомобильного сообщения. Поэтому туризм, конечно, всех беспокоит, но при этом все понимают, что в туризме обвала не будет. В отличие, скажем, от виноделия, где именно 60% это очень высокий показатель, на этих 60% существует половина целого региона. Это сейчас довольно процветающий регион Кахетия. Там самый высокий уровень жизни в сравнении с остальными регионами. Там села, крепкие села, в которых сельское население никуда не бежит, в отличие от, скажем, других регионов, где в селах практически молодежи не осталось, а в Кахетии молодежь в селах живет, потому что там относительно процветание какое-то есть. И на 60%
это виноделие зависит от России. Ну, плюс там еще другие факторы есть. Примерно там винный туризм, который также от российских туристов зависит. Но, как мы уже выяснили, российский туризм не зависит от российской политики. Тенгиз, хочу вас уточнить. Мне кажется, это очень важный вопрос для понимания, в том числе и для понимания украинцами и жителями временно оккупированных Россией украинских территорий, вообще самого процесса взаимоотношений между оккупантом и оккупируемым. Скажите, пожалуйста, жители в Грузии, вот грузинское общество, оно в большинстве своем, вот оно смирилось с оккупацией территорий, оно, ну скажем так, где-то там в глубине души махнула рукой на Цхинвальский регион, на Абхазию, сказала само себе, ну ладно, давайте, черт с ним, оставим за ними и будем пытаться теперь жить как-то дальше. Или все-таки вот эта вот боль утраты, боль от того, что есть оккупация, которая продолжается, и есть опасность каких-то новых агрессивных актов со стороны России, все-таки как-то более болезненно ощущается сейчас грузинским обществом и жителями Грузии в целом? Ну, во-первых, не надо забывать, что грузинская оккупация намного, скажем так, более возрастная, то есть более старая, чем украинская. Так, в Украине это все началось в 2014 году, это все пока свежо, вот, это вот вчера было. А у нас это было в 92 году, поколения выросли, которые вообще не знают, где эта Абхазия находится, так? Им уже по 20, по 25 лет. Я сам из Абхазии, у моего брата 2 дочери, 20 лет и 22 года, а они не знают, для них это Абхазия, это что-то, о чем им рассказывали родители, даже отец, потому что мать у них тбилисская. То есть выросло целое поколение. Это вот примерно то, что в Украине будет в году так, в 2035. Вот я думаю, вы понимаете, что настрой украинцев, живущих в 2035, будет в отношении, скажем, Крыма или Донбасса совсем не тот, что сейчас. Но я очень надеюсь, что к тому времени не будет оккупации. Я очень надеюсь, что к тому времени освободят и не только Крым и Донбасс, но и Абхазию освободят, и Цхинвальский регион освободят. Вот по этому поводу я должен сказать, что в Грузии не то чтобы смирились с этим, в Грузии понимают, что эта проблема ушла в долгий ящик. У Грузии нет тех возможностей, которые есть у Украины. Украина большая страна, в конце концов, если вот очень даже так вот утрировать, то у нее есть какие-то возможности, чтобы хотя бы вооруженным путем хоть что-то сделать, потому что размеры играют в этом деле очень большое значение. Не забывайте, что Украина даже сейчас вот с отторгнутыми территориями, даже без Крыма, это где-то 42-43 миллиона человек населения. А Грузия — это 3,7 миллиона, это меньше, чем Киев. Поэтому у нас настрой, конечно, гораздо менее оптимистичный. Плюс не надо забывать о том, что Донбасс — это Украина, там украинцы, которым промыли мозги, допустим. Это значит, что это один народ, который по каким-то причинам оказался по разные стороны баррикад, и причем не весь. То есть у меня есть знакомые в Донбассе, которые переехали в Киев после всех этих событий. То есть там есть вероятность, что пройдет какое-то время, и в них вот это украинское начало как-то проснется и будет доминировать над вот этим вот советским. Да, поскольку это все-таки одна нация, то шанс на восстановление каких-то связей есть. Это примерно как Северная Корея и Южная Корея. Да, они сегодня по разные стороны баррикад, но это одна нация, так или иначе. В отличие от Украины, в Грузии конфликт — это разные народы. Абхазы — это другой народ, осетины — это другой народ, грузины — это третий народ. У них общего есть, примерно вот на таком уровне, что, скажем, какие-то смешанные браки и так далее, но это абсолютно разные народы с разной психикой и с разными представлениями о том, что им дальше делать. И плюс к этому возможности, как я уже повторил, у Грузии далеко не те, что у Украины. И контроль над этими территориями гораздо более жесткий. Там Россия открыто работает, там не гибридная война, которая в Украине, да, там стоит российская военная база, там
Если что-то случится, то это не будет та ситуация, что российские солдаты там будут идти за спиной, а впереди будут какие-то шахтеры, а россияне будут за их спинами стрелять, и потом придется там выискивать их телекамерами, где-то откуда с какого-то угла снимать и так далее. Ну, как было в 2014-м. Они идут прямо, открыто, авиация, артиллерия, всем как полагается. Если для Украины это проблема с ее 40 миллионами населения, то для Грузии с ее 3,7 миллионами это не проблема, это просто вот надо понять, что это не будет в ближайшее время. В ближайшие десятилетия мы понимаем, что абхазский вопрос закрыт, и с этим надо смириться, не смириться в принципе. Да? Вот как мы эту ситуацию рассматриваем примерно как евреи рассматривали Святую Землю после того, как их изгнали из Иерусалима, из Израиля со времен Римской империи. Да? То есть мы понимаем, что это игра в долгую, да, это может там на это потребоваться там десятилетия, а может это и никогда не случится, да. И вот отношение к этой территории сейчас уже вот у грузин скорее как у евреев того времени к нынешней территории Израиля, как это нечто, вот какая-то цель, которая должна быть возвращена. Но при этом это не должно как-то отражаться на повседневной жизни, потому что это очень далекая стратегическая цель, ну а жизнь продолжается. Жизнь продолжается, в том числе и политическая жизнь продолжается. Я читал вашу колонку на сайте «Эхо Кавказа», посвященную как раз возвращению Михаила Саакашвили в Грузию. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что Михаил Саакашвили, вопреки тому, что говорят его однопартийцы, не до конца просчитывал все риски и, наверное, действительно не ожидал того, что произойдет. Или все-таки это была какая-то, такая целенаправленная акция? Я приеду, меня арестуют, меня покажут в наручниках перед камерами для того, чтобы что? Вот для того, чтобы что, это как раз и непонятно, потому что я знаю образ мысли фанатичных сторонников Миши, у меня их очень много друзей в соцсетях. Они, я не знаю, они то ли уверены, то ли они пытаются сами себя убедить. У них какой-то аутотренинг, что вот они говорят, что вот у меня все в порядке, и от этого у них действительно будет все в порядке. Они сами себя убеждали, что вот когда Миша приедет, там пол Грузии выйдет на улицу, а если его арестуют, то тогда еще вторая половина выйдет на улицу, что это будет это всенародный бунт, это будет революция и так далее. То ли они сумели в этом Мишу убедить, то ли он сам в это верил. Сказать очень сложно, потому что Миша сам по себе человек тоже не очень предсказуемый и эмоциональный. Но даже вот если был расчет на то, что вот я сяду в тюрьму и это вызовет что-то, да, вот это же тоже было непонятно, потому что элементарный анализ, элементарное понимание ситуации должно было ему подсказывать, что его арест ничего не вызовет, не будет массовых демонстраций, не будет революции, перекрытий дорог и так далее, массового бунта. У него есть сторонники, у него масса сторонников, у него 800 тысяч сторонников из 3,5 миллионов. За его партию голосует 30% населения. Это очень серьезный показатель. Но тут ситуация такая, что параллельно с его рейтингом есть еще общегрузинская проблема, которая состоит в том, что в стране преобладает апатия, то есть апатичное настроение, люди не интересуются политикой. Вот я знаю людей, которые голосовали за Саакашвили, которые голосовали за Саакашвили всегда. С 2013 года они за него голосуют, но они не выходили ни на один митинг. Таких большинство. То есть по-настоящему буйных, которые готовы выходить на улицу, на самом деле очень немного. Вот даже когда они готовят акции, то есть анонсируют, вот говорят, что вот через 2 недели мы проведем масштабную акцию протеста, начинают ее готовить, ездят по регионам, собирают сторонников, то есть работают на этом направлении. Да, они просто ждут, что кто-то выйдет на улицу сам по себе. Даже в этой ситуации им одноразово удается вывести на улицу не больше 15-20 тысяч человек.
Потом, когда начнется какая-то перманентная акция с какими-то требованиями, эти 15 тысяч человек постепенно сокращаются до 10 тысяч, потом с 10 тысяч до 5 и так далее, и так далее. И в конце концов оказывается, что они стоят на площади, ну там буквально 500 человек и жгут глаголами, там идут страстные выступления о том, что мы сделаем то-то, то-то, но их вокруг 500 человек. Это была реальность, которую мы имеем последние, ну, по меньшей мере 7 лет. Это вот я самый минимум говорю. И нет никаких предпосылок к тому, что появление Миши как-то это вот болото бы пробудило, и вдруг резко те, кто никогда не выходил на улицу, я имею в виду сторонников Саакашвили, я даже не говорю о его противниках, которые не изменят мнение. Речь идет о твердых сторонниках, которые 9 лет за него голосуют. Даже из них на улицу выходит только небольшое количество, а остальные не хотят выходить на улицу, не хотят революции, не хотят никаких осложнений. Он не мог этого не понимать. Но получается, что не понимал. Не знаю, ничего не могу сказать. Вы знаете, я был в понедельник, в минувший понедельник был в штаб-квартире в офисе, собственно говоря, партии Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, разговаривал с его соратником Георгием Барамидзе. И Георгий Барамидзе прямым текстом сказал, что я против насилия, наша партия против насилия, но если начнется революция, то мы ничего сделать не сможем. И я сейчас он сказал, что знаете, если вдруг начнется восстание, если вдруг начнется бунт, то этот бунт, это восстание, эту революцию начнут не партии, не отдельные политики, а начнет народ. И я потом, уже на следующий день, приехал к тюрьме в воскресенье я встречался с Барамидзе, а в понедельник была акция, вот то, что мы сейчас на экране видим, поехал к тюрьме в Руставе и поговорил с несколькими из тех людей, которые пришли на эту акцию, спросил у них, что их привело туда, под эту тюрьму, и каким они видят будущее Михаила Саакашвили. Я вот сейчас попрошу вас, Тенгиз, давайте вместе послушаем ответы на мои вопросы и потом продолжим нашу с вами беседу. Расскажите, пожалуйста, с какой целью вы сегодня пришли сюда, к этой тюрьме в городе Руставе? Чтобы поддержать Мишу Саакашвили, нашего президента, третьего президента. Мы его очень любим. И очень ждали, чтобы когда он придет здесь, в Тбилиси. У него здесь такая сильная поддержка. Человек, который из болота достал какую-то страну и превратил его в государство, не может и не имеет права сидеть в тюрьме. А те, которые его посадили, сами окажутся скоро здесь. Что такое власть? Власть держится на воле народа, да? У этой власти никакой поддержки нет. Зато есть у него. Вот и все. Мы за Саакашвили. Он наш президент, лучший президент. Мы хотим свободу, мы хотим хорошую Грузию. Михаил Саакашвили сделал все хорошего, и его посадили в тюрьму. Это неправда, это нехорошо. Где бы он не был, он везде будет хорошо работать. Но мы хотим, чтобы он был для Грузии хорошо. И чтобы он построил у нас все, что было замечательно. Он построил город, он построил государство. Но его выгнали плохие люди. Но мы все сделали, чтобы он вернулся. Вот есть какое-то такое ощущение, что вот борьба, по крайней мере, когда говоришь, естественно, когда говоришь только со сторонниками Михаила Саакашвили, что есть какая-то борьба абсолютного зла и абсолютного добра. И вот Михаил Саакашвили воплощает это абсолютное добро, а, собственно, Бидзина Иванишвили воплощает это абсолютное зло. В какой момент это произошло? И что способствовало такой поляризации грузинского общества? Поляризация, особенно в политике, она характерна для всех слаборазвитых обществ, в том числе и для грузинского. Это было с самого начала. Это было еще в тот период, когда Саакашвили был у власти. Тогда была абсолютно противоположная, но ровно точно такая же картина. Вот точно так же выступали и рассказывали про то, какой Миша дьявол, что он там откусывает груди у женщин, и что там его жена торгует органами заключенных. Это немыслимые вещи рассказывали, причем они же не просто рассказывали, по ним же было видно, что они в это искренне верят. И вот это сейчас все точно так же, только наоборот. Сейчас
Сторонники Саакашвили рассказывают про то, что Бедзина хочет продать Грузию, там, уничтожить ее население и сдать ее России и так далее, и так далее. Реальность, конечно, где-то посередине. Бедзина Иванишвили, конечно, никудышный руководитель. И самое правильное, что можно сделать с его партией, это выкинуть их пинком под зад. Это было бы самое лучшее. Но на роль всеобщего тотального зла он, конечно, это для него это слишком крупно, он слишком мелкий для этого. И его мелкота, кстати, и есть в каком-то смысле проблема, потому что когда политик не ставит перед собой больших целей, не ставит перед собой цель прыгнуть выше головы, он и не прыгнет, и ничего в итоге не будет. Ну, то есть я это к тому, что поляризация — это, к сожалению, составная часть грузинского политического климата. И то, что вы сейчас видели, это обычная нормальная картина для грузинской политики. Скажите, пожалуйста, а как же так вышло, что партия, которая никудышная, которую нужно пинком под зад гнать из политики и от управления страной, получает почти половину процентов голосов на местных выборах? За счет чего? Каким образом эта партия убеждает людей, принуждает, может быть, не знаю как еще, людей голосовать за себя? 3 фактора есть. То есть идейный фактор. То есть любая политическая партия должна, у любой политической партии должна быть какая-то идеология. Да? Это не может быть без этого. Ну, поскольку там Запад, Россия и так далее, это для них далеко, там левые, правые тоже, в общем-то, для них никакого значения не имеет. У них есть одна идеология, это антимишизм. Они ненавидят Мишу. Вот в этом состоит их идеология. Их привели к власти те, кто ненавидит Мишу. Их держат к власти те, кто ненавидит Мишу. И они сами тоже ненавидят Мишу. В этом есть их суть. В этом есть их идеология. Исходя из этого, то есть идейная основа грузинской мечты — это 10-15% населения, которое ненавидит Саакашвили. У всех на это какие-то свои причины. В основном это те, кто при его власти пострадал. Я в ангелов с крылышками не верю и могу предположить, что значительная часть из этих пострадавших пострадала заслуженно. Хотя наверняка есть какая-то часть, которая попала под пресс или, как обычно говорится в таких ситуациях, что лес рубят, щепки летят, но от этого щепкам, конечно, им от этого приятнее не становится. Вот эти 10-15%, которые ненавидят Мишу. Это одна часть. Вторая часть — это государственный аппарат. В Грузии 320 тысяч бюджетников. Это где-то 10% взрослого населения Грузии. У них есть еще родственники, у этих бюджетников. Как минимум у каждого по 2-3 родственника сидят на шее. Очень часто это единственный кормилец в семье, у которого зарплата, у которого кредиты, там, ипотека и так далее. Эти 320 тысяч человек кровно заинтересованы в сохранении стабильности. У нас очень плохая практика, которая существует, опять же, десятилетия, что когда меняется власть, она начинает перетряску бюрократии. Меняют министра, министр меняет заместителя, заместитель меняет начальников департамента, начальник департамента меняет еще кого-то. И в итоге у нас сложилась такая ситуация, когда 320 тысяч сотрудников бюджетных структур, а это не только бюрократия, это имеется в виду там, учителя, пожарники там, и так далее. Большинство из них боится того, что вот когда придет другая власть, нас опять начнут перетряхивать. Значит, опять начнут нас снимать, на наше место будут опять сажать кого-то другого и так далее. Это для них лучший стимул к тому, чтобы идти голосовать за власть, потому что власть для них — это олицетворение стабильности, олицетворение того, что их зарплата никуда не денется. Для них это сейчас самое главное. Вот добавьте к этому, то есть 320 тысяч человек плюс 3-4 родственника как минимум, которые сидят на его шее. Это часто супруг, это мужчина или женщина, неважно. Это дети, совершеннолетние, несовершеннолетние.
Это могут быть родители, престарелые, которые тоже не работают, живут на пенсии. И вот эти 320 тысяч человек, которым в руки смотрит как минимум по 5 человек на каждого из них, это тоже резерв правящей партии. Но добавляем 10% еще 10, 15, 20 вот таких же. И плюс третье, есть еще плюс к этому категории, которые вообще на все наплевать, которые просто покупаются, которым можно принести, скажем, килограмм картошки, и они будут голосовать за того, кто даст на килограмм картошки больше. И четвертая категория – это криминал. В Грузии есть явление, которое я называю околокриминалом. То есть это не обязательно преступники, но это люди, которые живут преступным образом жизни, подражают преступникам, говорят как преступники, у них менталитет преступный, но часто сами преступниками не являются. Эта категория подвергалась очень большим преследованиям при Саакашвили, и они его ненавидят страшно. И вот эта вся преступная, околопреступная, вот эта вся шваль голосует за грузинскую мечту. Плюс криминалы, которым они обещают, ну, хотя бы то, что они смогут спокойно жить, на улицу выходить. Им говорят, что вот вы голосуете за власть, а за это мы не будем вас арестовывать, скажем, за употребление наркотиков, допустим. Или вот пойдут к какому-то криминалу и скажут, вот у тебя есть друзья, которые в тюрьме сидят, мы им скостим срок. Если ты приведешь нам 10 человек, которые будут за нас голосовать. Этот околокриминальная среда вращается между собойчики, они приводят своих родственников, те приводят своих друзей, которые без этого криминала и околокриминала на выборы не ходят, у них политическая сознательность отсутствует. Но вот если таким образом их заинтересовать, если таким образом их родители, их братья тоже пойдут на выборы, это тоже какие-то 5% населения будет. Вот сложите все эти 4 фактора, и получается у вас вот те самые 45%. То есть мы начнем с того, с чего вы начали. Самое главное это, или одно из самых главных, это вот тот самый административный ресурс. Ребята, вы бюджетники, вы от нас зависите, поэтому голосуйте за нас. Но ведь когда-то этим самым административным ресурсом распоряжался, им располагал Михаил Саакашвили и его партия, его люди. За счет чего удалось Иванишвили и его людям вырвать административный ресурс у Михаила Саакашвили? Какие такие у них были в тот момент инструменты, что они из оппозиции смогли превратиться в партию власти, еще и около 10 лет уже сохранять за собой эту позицию? Ну, во-первых, они не смогли до конца отобрать административный ресурс, потому что в 2012 году грузинская мечта получила 55%, но партия Саакашвили получила 45%. Эти 45% в тот период, когда уже практически обычных вот таких рядовых сторонников у партии Саакашвили не осталось, из-за известных, наверное, вам видеокадров о пытках в тюрьмах, да, это был очень тяжелый удар для сторонников, я имею в виду обычных, простых граждан, которые просто ходили на выборы и голосовали за Мишу, и за его партию. То есть эти 45%, которые они в итоге получили на выборах, это все равно, это и был тот самый административный ресурс, который они до конца не смогли вырвать. А победила мечта тогда за счет того, что на падение рейтинга правящей партии добавились также ожидания в связи с Бедзиной Иванишвили, потому что у Бедзины Иванишвили была репутация мецената, который начнет раздавать деньги, это для самого низшего слоя, да, то есть для самых халявщиков, которых они сумели вывести на улицу. А была вторая категория, которая решила, что вот он раз сумел добыть для себя 6 миллиардов, то значит он хороший управленец, знает дело, и если он для себя сумел что-то сделать, то, наверное, сумеет что-то сделать и для страны. Если бы в 2011 году не появился Бедзина Иванишвили с его репутацией мецената и с его 6 миллиардами долларов, я вас уверяю, национальное движение сейчас было бы у власти.
И плюс к этому национальное движение, конечно, добили вот эти видеокадры, которые, это было, наверное, одно из немногих вещей, на что нечем было возразить и нечего было ответить. Если бы не эти видеокадры из тюрем, то, возможно, они бы даже в этой ситуации они могли выиграть выборы, с очень небольшим процентом, но все же выиграть. То есть деньги Иванишвили плюс его репутация мецената и человека, который хорошо знает дело, и плюс этот компромат о пытках в тюрьмах, вот это были два фактора, которые в конечном итоге власть Саакашвили добили, но даже в этой ситуации административный ресурс ему практически остался предан, потому что он дал ему 45% на этих выборах. Самый последний вопрос вам задаю, Тенгиз. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор не появилась какая-то третья сила, всерьез способная, или идеология, всерьез способная претендовать на власть? Почему идет борьба за кресло, почему идет борьба за голоса между вот теми лагерями, которые мы можем условно назвать, поправьте меня, если я неправильно назову, мишисты и антимишисты? И что же должно такое произойти с грузинским обществом, с грузинской экономикой, с Грузией в целом, для того, чтобы такая какая-то третья сила, реальная третья сила, действительно какая-то потенциально способная взять власть, все-таки появилась бы? Дело в том, что в Грузии политика, она ведь не основана на идеологиях, на программах и так далее. Она глубоко персонифицирована, как в любой отсталой стране. И, к сожалению, как в большинстве странах постсоветского пространства. То есть партия как таковая и ее идеология, может, она и есть формально, что-то они там себе пишут, какую-то идеологию. Это всегда противостояние каких-то персон. Да? Это всегда или, скажем, Звиат против Шеварднадзе, Шеварднадзе против Миши, Миша против Шеварднадзе, Бедзина против Шеварднадзе, Бедзина против Миши, Миша против Бедзина. То есть, и, собственно говоря, даже вот такой вопрос, как, скажем, популярность грузинской церкви, да, вот вроде бы такая вещь считается, что 90% рейтинга. На самом деле 90% рейтинга церкви в Грузии — это 90% рейтинга ее настоятеля, популярного Ильи II. Не будет Ильи II, не будет рейтинга в церкви. То же самое. Рейтинг грузинской мечты держится на персональном рейтинге Бедзины Иванишвили, а рейтинг национального движения на личном рейтинге Саакашвили. До политики, до политических баталий, до политических партий грузинское общество пока не доросло. И последнее, третья сила все-таки появилась, какой-то контур третьей силы все-таки появился. Имеется в виду бывший премьер-министр при правительстве Бедзины Иванишвили, один из его самых верных соратников, Георгий Гахари, который создал свою партию и смог увести у грузинской мечты ту часть избирателей, которая недовольна мечтой, но в то же время не хочет голосовать за оппозицию. В принципе, это и есть третья сила, и до 2024 года у нее есть все шансы увеличить свое влияние, потому что она создана всего 3 месяца назад, а она уже получила 8%. Так что мы можем сказать, что третья сила есть. Другое дело, насколько она масштабная и насколько у нее есть возможности для победы в выборах. Но факт, что третья сила уже появилась. Спасибо вам большое, Тенгиз. Благодарю вас за подробное объяснение того, что сейчас происходит внутри грузинской политики, вокруг грузинской политики. Напоминаю, Тенгиз Аблотя был гостем сегодняшнего Prime Моцарский. Мой коллега, журналист, блогер из Грузии, из Тбилиси. Он выходил с нами вот через интернет на связь с редакцией телеканала АТР. Я вот буквально несколько слов после разговора с Тенгизом до конца своей сегодняшней программы произнесу. И будем уже прощаться. Я уже успел рассказать, что провел несколько дней в Грузии, что я был в Тбилиси, что я был в том городе Руставе, который находится не очень далеко от Тбилиси, где сейчас в тюрьме содержится Михаил Саакашвили. Действительно,
была организована акция. Она была организована в первый рабочий день после как раз муниципальных выборов. И это был, по-моему, третий день, когда Михаил Саакашвили уже находился за решеткой. Акция была организована в первый рабочий день, в понедельник, в 15 часов дня. И я еще так, даже когда общался с представителями той самой партии национального движения, организатором, вдохновителем, который является Михаил Саакашвили, удивлялся тому, что, значит, а почему вы назначаете акцию на рабочий день, и причем еще в разгар этого самого рабочего дня. Они мне утверждали, что ничего страшного, люди найдут возможность, найдут способ выбраться, поддержать Михаила Саакашвили, что так или иначе соберется большая толпа, что так или иначе те, кто его поддерживает, каким-то образом смогут свои планы скорректировать так, чтобы приехать туда, приехать к этой тюрьме. Вот, кстати, эта тюрьма, вы видите ее на кадрах, для того, чтобы поддержать своего лидера. И действительно, там собралось, по крайней мере, 3000 человек там собралось. Плюс ко всему, там было огромное количество журналистов, там было огромное количество, естественно, правоохранителей. В какой-то момент даже дорога, улица в городе Руставе, на которой расположена эта самая тюрьма, оказалась перекрыта вот этим огромным количеством людей и автомобилей, которые были там, на которых люди приезжали, автобусов, на которых люди приезжали. И я вот разговаривал с теми людьми, которые туда пришли, которые туда приехали поддержать Михаила Саакашвили, и среди прочего задавал так, не на камеру, не под запись, но тем не менее задавал вопрос, а как так получается, что здесь такое большое количество народу собралось? А вот рабочий день, разгар этого самого рабочего дня. И люди так мне говорили, слушайте, благодаря стараниям, значит, Иванишвили, которого они, как мы уже вот сейчас с Тенгизом обсуждали, в нем видят то самое главное вселенское зло. Благодаря стараниям Иванишвили в стране 60% безработных. И вот огромное количество людей, которые сюда приехали, огромное количество тех людей, которые здесь собрались, они здесь ровно потому, что у них нет работы, им некуда ходить в рабочий день, в самый большой разгар рабочего дня. Это вот, значит, благодарите Иванишвили, была бы у людей работа, наверное, не пришли бы они поддержать главного соперника действующей власти. Что, в общем, как мне кажется, если правдиво, то правдиво только отчасти. Почему? Потому что я не очень верю в то, что безработные люди могли бы приехать на автомобилях в таком количестве, которые просто бы перекрыли движение в городе. Действительно, просто в какой-то момент стало не хватать обочины для того, чтобы парковать все те автомобили, которые приехали, владельцы которых приехали на эту акцию. И эти автомобили начали парковать в несколько рядов, и они забили вот проезжую часть полностью. Странно слышать, что это вот безработные люди. Не очень в это верится. И вот еще что хочу сказать вот по поводу того, что Тенгиз Аблоти рассказал о пытках в тюрьмах. Действительно, в какой-то момент появились видеозаписи, а вслед за видеозаписями появились свидетельства тех людей, устные свидетельства тех людей, которые пережили пытки в камерах. И интересно следующее. Вот часть тех людей, которые активно поддерживают Михаила Саакашвили, говорят о том, что, слушайте, да, действительно, были пытки в камерах, были издевательства над людьми. Действительно, в камеры, рассчитанные на 30-40 человек, отправляли сотню и больше человек одновременно. Но это же мы делали, или он делал для того, чтобы часто прибегал к незаконным методам для того, чтобы утвердить законность, что он таким образом пытался, то есть это же пытали и издевались не над рядовыми людьми, не над его какими-то, политическими противниками, пытали откровенный криминал. Пытали разбойников, пытали насильников, пытали убийц, издевались над ними для того, чтобы они поняли, какое зло они принесли Грузии и грузинскому народу, и никогда впредь ничего подобного не делали бы. То есть вот такая логика: незаконным путем восстановить законность, принудить преступников не быть больше преступниками. Но для какой-то, и, судя по всему, для достаточно значимой части грузинского общества, вот именно эти методы стали тем, после чего они никогда не смогут, наверное, поддержать Михаила Саакашвили. И мне в Тбилиси и в Руставе тоже встречались люди, которые говорили: слушайте, он террорист.
даже если он делал то, что он делал, даже если он отдавал приказы, значит, издеваться над людьми в тюрьмах для того, чтобы в конце концов сделать страну более свободной, более счастливой, это не те методы, которыми делают страну более свободной и более счастливой, вопреки всем заявлениям власти, тогдашней власти, собственно, Михаила Саакашвили и людей из его окружения. Это терроризм чистой воды. Нельзя заставить людей жить по закону, используя для этого противозаконные методы. Вот, собственно говоря, я так понимаю, что в следующей программе или в одной из следующих программ надо будет вернуться к рассказу о Грузии, надо будет, может быть, еще какие-то подробности происходящего там в политической жизни этой страны обновить и в памяти моей, в памяти зрителей телеканала АТР. Но на сегодня программа уже закончена. Прайм Мацарский и я, Юрий Мацарский, прощаюсь с вами. Увидимся и услышимся через несколько дней. Всего хорошего.